Он был, который себе дворцы устраивал, там покупал Каддафи по миру всякие ахш разбрасывать, ешь. И против него такая революция случилась, поскольку это был коррумпированный диктатор, который узурпировал власть. С поддержкой американцев, там, англичан тогда еще, когда они еще были в силе, скажем так, узурпировал. И против него власть, именно что власть была избираемой. Янюка, короче. Но как только случилась там вот эта демократическая поначалу революция, в Америке им закрыли все средства, которые были у Ирана в американском банке государственного бюджетных, все вот эти сотни миллиардов американцы раз закрыли и потребовали вернуть шаха. То есть ты полагаешь, что американцы хотят, чтобы в Иране было демократическое правительство после этого? Ну, как мы можем аналогию если проводить с Ираком, да, когда Ирак казался там чуть ли не вторым там в Советском Союзе на Ближнем Востоке, там всего оружием, которое и там соседи пугал, и сам там соседи пугал. Но как только, короче говоря, скинули диктатора, там сделали видимость какой-то сменяемости власти, и все, США оттуда уходят. Уже США как бы до фонаря, что там будут эти, короче, в своем соку вариться, каким образом. Главное сбить вот эту вот спесь, короче, угрозы и там и миру, и каким-то экономическим проектам и так далее. То же самое они видят и в Иране, да, сбить вот эту вот военную спесь, вот эту угрозу экономическим каким-то проектам, как там Дубай, там не Дубай, там нефть, шорт вариант, а что там после этого будет происходить для Соединенных Штатов такой же интерес, как, допустим, к Ираку. Тесла. Давай тогда продолжим. Ирак, американские базы, еще hinter Ирака, да, бахнабатите правительство контролировать, дешь, будешь недавно цен, что 300 миллионов долларов состязаться, например, и иранский Шарбах, милитант будешь, короче, то есть они там контролируют иракское правительство, там надо бахнабатить, чтобы говорить, что они что-то. Но Ирак, фундаментальная ошибка Трампа, как политический, если мы рассматриваем политический инел и авантюру, и Трампис, Натаньяху, Сардинек, что они рассматривали от этой долгой пропаганды, что тягаться какой-то Иране диктатуры в виде одного человека, который всем управляет, если этого человека грохнут, как Саддама Хусейна, там все повалится. То есть вот это именно неправильный анализ вот этой политики Ирана и привел их к этой ошибке. И чего Гейн был ошибки, он, кстати, мы еще поговорим про это. Что если убить каких-то лидеров там, то в Иране поменяется власть. Из-за бардац. Потому что у них нет диктатуры. Это не страна диктатуры. Вот этот Хамейни – это некая духовная, символическая фигура, английский королев, короче, которая дает какие-то фетвы. А так у них избирательная система, там парламент, он действует, этот парламент принимает законы, там суд, который действует, там этот министр, президент, который меняется, и борщешь. И фигура некая такой-то отдельная некий символ, короче, этого, вот, чисто моральный какой-то и я, установку слушаю. То есть там нету системы диктатуры, который диктатор на себя все, как Путин, как Каддафи, как Саддам Хусейн, который все на себя завязал, все управления, массущие политические противники, власть захватить. И что если глохнуть этого диктатора, все повалится. Короче. Именно вот это заблуждение и привело к тому, что сейчас происходит. 10 тысяч хамини тига, чтобы там сменить, короче, власть, нужна оккупация наземными войсками. Все, другой опции нету. Можно их короче, на полную мощность американские промышленность включить, да, потратив, например, не знаю, 5 триллионов, еще увеличив на 5 триллионов долг Америки, короче, до которой они вряд ли пойдут, короче, и разбомбить к чертям, короче, все, что можно там. В ответку иранцы разбомбят все, что можно. Умирающие,
Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, где живут, короче, сотни миллионов людей живут, и которые после этой бомбежки все ломанутся в Турцию, в сторону, на север, Европу, короче, и создастся чудовищный кризис. Дальше там без кондиционера жить невозможно. Короче, опреснительные станции, электростанции, все, короче, там, да, это место живет именно вот так, короче, пользуясь вот этими техническими современными этими благами, короче. Убрал эти технические средства, все, там настает, короче, сумасшедший МАКС 2 или 3 или 5, где просто хаос будет. Деле, иранцы сказали, если вы нас попробуете сравнять с каменный век, мы в Акугонах чанбят, то же самое устроим. Деле, теперь шантажем податься Трамп. Он не может разбомбить Иран, нету такой опции. Он также не может совершить наземное нападение. Здесь он тоже заблокирован. То есть наземное нападение мугюр американч, коалиции гульей, Европа, НАТО, массуш хагулой, цанах, короче, Саудовской Аравии базы штяхи, Бахрейне базы штяхи, Катаре базы штяхи, флоты, массом подогнать, то кетчел, вся эта армада, все эти страны европейские, там Австралия, Массар, и наваливались на какого-то Саддама Хусейна. Саддам Хусейн, если сравнить с Ираном, он в 1000 раз слабее. Потому что он диктатор. Убили диктатора, он никому не нужен. Она система. А здесь выстроенная система, которая к этому приспособлена, и ее бомбежками ничего ты им бомбежками не сделаешь. И почему... Маршал, и система, почему эта система рабочая у Ирана? Потому что система как бы сделана на национальных интересах этого государства. Это главный век. Если это был бы такой единоличный диктат, который преследует свои интересы, свою власть, так южный после этих бомбежек, после его смерти, там присутствует вопрос национальных интересов из-за душу. Главный век. С диктатора Лец. Я совершенно по-другому вижу эту картину. Там власть сконцентрирована не в руках единого диктатора и его приближенных. Там власть во власти, скажем так, идеологическое правительство. То есть там сконцентрировано в основном на исламской идеологии, то есть на святости. И все вот эти вот успехи государства, его какое-то там величие и так далее, напрямую связано с Аллахом, который сидит на 7-м небе и дает им какое-то счастье, силу и остальную энергию, да. И вот когда вот эта вот спесь будет сбита, да, точечно, короче, вся вот милитаристская сила Аллаха будет спущена вниз, то тогда, короче, народ будет понимать, как немцы в свое время поняли, что Гитлер, короче, не посланник Аллаха. И вот они тоже поймут, что вот этот Хусейн Хамини и остальные Хусейны, они ничем не управляют, что они полные нули. Народ начнет понимать, и тогда уже возьмется сам, короче, за свое правительство. Я вот так вижу. Баритас, он я там не вижу это религиозного фактора, он он Бахта, я тоже придерживался такого мнения, что Хамини это диктатор единоличный, как Путин, как в свое время был Саддам Хусейн. Но и он я стал приглядываться, как сам иранский народ реагирует на все это. Нет, он наоборот, и видел, как стали бомбить, там происходят совсем другие процессы. Тут религиозный фактор, поскольку там нет этого фактора. Это чисто вот такое национальное свое государство они там создали, которое преследует свои национальные интересы. Восток такая бомба замедленного действия есть. Там Израиль всегда мутил. Мне очень интересно альтернативное мнение, но со своей точки зрения я только укрепляюсь, что вот это вот именно сила внушенная национальный блок, ну там тоже низина нация, моя тяга, там 30% азербайджанцев, там какой-то процент персов, какой-то процент тех, этих и пятых. Там во власти идеология шиитская, мощная, там можно сказать и, короче говоря, паранациональная и религиозная, там, короче, целая смесь, как типа коммунизма, да. И вот эту силу, короче, их цели фундаменты сбить, течане, они разочаруются в этом и не будут, короче говоря, отстаивать вот эту вот уже дохлую курицу, короче, да, сам народ, я имею в виду.
и уже начнут понимать, и сам был нахбац уже в своей идеологии, как коммунисты в свое время, или как фашисты в свое время, и что царщиц, он говорит, уацахожич, кетш нахбацуш, и уамахошинях, шгачашимет, и Ирак санхилиза, я, короче, наксан хайк алцага, то от американца израильца Берта Бон, что экономик наладить, я шум дыду царь. А вообще нельзя их просто в покое оставить? В конце концов. А что Иран хотел? Давайте по-другому подойдем к вопросу. Возьмем Иран. Что Иран просто хотел в этом? Свою ядерную программу, свое ядерное оружие, когда под боком Израиль имеет это оружие, другие имеют. Почему, например, Иран не имеет права на это ядерное оружие? У меня готов ответ, у меня готов Вот ответ. Пакистан имел ядерное оружие. Теперь он согласен. Персия самая древняя Потому что Иран из-за своей религиозной идеологии шиизма распространяет свою религию на Йемен, на Ирак и не планирует там останавливаться. Тем более, если у них будет ядерное оружие, и сами это соусабац. В Пакистане, единая идеология. В Пакистане как живут и индусы, и сунниты, и шииты. У них во главе стоит не догма. У них во главе там какое-то определенное правительство, но догма я цель. Куза догмаю. Догма, хочу, догма всегда распространять ее еще царь. Там, найдя, конечно же, обязательно врагов, там в лице Запада, Израиля и так далее. Да? Они на этом держатся, на этом построена их вся вот эта вот конструкция. Да? Бармета, хорошо. Как ты думаешь, почему Израиль именно сейчас напал на Иран? Какие цели преследовал? Что хочет Иран? Он напрямую угрожал Израилю уничтожение, и потому что Россия на данный момент самый близкий партнер Ирана, отвлечен на Украине. Чем? Как он угрожал? Ядерная программа он угрожает. Чем он угрожал Израилю, например, Албаунас? Чем именно? Той же ядерной программой, которую разрабатывает Иран. Ядерная программа тут ни при чем. Там просто Иран поддерживал и финансировал эти радикальные ячейки исламские, которые нападали на Израиль. Вот основная причина. В том числе и это, в том числе. А теперь ядерные программы, там для Израиля это они вот бьют поэтому на Иран напали. Израиль преследует свои национальные интересы в этом регионе. Израилю наплевать, что произойдет в мире, будет беспорядки, экономические. Есть угроза, террористическая или ядерная, разница. Они видят, что угроза существенна и угроза расширяется, и начали долбить, и правильно делают. Давайте однобокий, хецуны. Надо подходить со всех сторон. Противоположное мнение для дискуссии. Дик мой, или так он, наоборот, хорошо, что он так занял такую диаметральную. Если в радикализме исламский, и бог шукали, Пакистан самая радикальная исламская, одна из самых радикальных исламских стран, если не самая радикальная. Периодически христианский священник, кого-то там сожгли, зарезали, периодически, то есть христианский и цаит на цигах, потому что все выгнали. Между тем в Иране есть христианские церкви, там миллионная армянская диаспора церкви Щелш, там ассирийцы христиане, там даже евреи со своим местом в парламенте, со синагогами, То есть радикализм и религиозные сравнить, и нельзя даже Иран даже сравнивать даже близко с Пакистаном. Пакистан страшно радикализированная исламская ваххабистская страна. Просто возьми, например... Во власти у них более-менее такие, более секулятивные там правительства. Я не знаю, кто у них во власти, но Пакистан страшно исламская, ваххабистическая. Население. Ну, не то, что население. Талибан, и правильно, на их территории создавался Талибан, который зудри прячет в этих. И с их территории в Афганистан воевал, переходил, отдыхал. То есть это прямые создатели Талибана. Как их можно не обвинять в радикализме? Ну, как бы у тебя нет Пакистан всегда дружит с Соединенными Штатами, у них в этом Пакистан, не знаю, именно Пакистан сказал Израилю, если вы ударите по Ирану, их правительство, которое говорит, что если вы ударите по Ирану ядерные бомбы, мы ударим в ответ по вам.
Это Пакистан сказал. Ну, нормально, пускай. Это Так что не надо говорить. В этой ситуации тебя просто вот эта медиа-пропаганда нас специально вот так настраивает. Вот возьмем религиозный ваххабизм, который Саудовская Аравия распространяет, финансирует, который Катар распространяет, финансирует, которые Эмираты не так уж, но Бахрейн, например, хорошо, в этом деле участвует. Вот царь ваххабизм, например, все вот эти теракты ИГИЛа. ИГИЛ финансировался, если вы все забыли, я не понял, Иран, вот ИГИЛ, Лечмайер, ИГИЛ финансировался Катаром и вот этими друзьями Израиля и США, а вовсе не Ираном. То есть про Иран войдите, это жупель, что исламский хайр был нахбу, а горше дидаш, оказывается, Бен Салман, не горши, иначе. Это все специально нам перепрошивает мозг, чтобы мы вот так думали. Ну, что это удобно. Я думаю, что ИГИЛ был жупелом именно России и Ирана, да, угрозой там для Запада и Израиля. Как может быть Израиль создавать такой ИГИЛ, который сам им угрожает, в том числе Израилю, уничтожение? Зачем это Израилю надо? Не складывается логика. ИГИЛ Израилю вообще никак не... Чтобы Израилю что-то уничтожать, он мощный подчал есть ракетами. Какие-то банды с калашами, для них наоборот это фактор, и Сирия, подчался. Наоборот. Я не говорю, что Израиль создал ИГИЛ. Я говорю, что Катар, Саудовская Аравия финансировали ИГИЛ, а Катар и Саудовская Аравия непосредственно закупают американское оружие вместе с Израилем, йеменских этих бомбят. То есть, создатели ИГИЛа не являются врагами Израиля. Очевидный факт мой. И что именно с ИГИЛом... Вот в твоем тезисе тоже позволь мне возразить, потому что для Израиля именно послужило угрозой не какой-то, больше даже, скажем так, не полностью, а вот больше послужило угрозой не как какое-то государственное образование, а именно вот такие вот группировки, босоногие на каких-то шахид-мопеды, типа 7 октября Халагдуи. Оказывается, Израилю не столько какие-то ядерные державы угрожали, а именно разрозненные религиозные группировки по типу ИГИЛа, Хезболлы и так далее. В результате. Подожди, они же вот, пейджиш, Хезболла, Гонахбол, почему, откуда всего... Подожди, какой обратный вариант? Это же не 7 октября устраивает, Хезболла, это совсем отдельный гуммаду, и ехаешь, мабачишь. Давайте странные вопросы задам. Мы сейчас перепрыгиваем с одной темы 7 октября и еще, мы сейчас перепрыгиваем с одной темы. Давай вернемся в это. Международный, сверху картин. Да? Что происходит внутри государства, оставим. Страны – это как люди. Это межстрана. И между ними действуют какие-то законы. Между странами. Да, вот это, например, Северная Корея может там внутри подавлять, но на внешнем игроке она как бы страна. И ей определенные правила предлагает международное право. Вы соблюдаете вот эти законы в интеракции с другими государствами. Международное право о Олцунах. То есть, что страны, внутри страны право это, законы этой страны идут, или диктатору, который делает, что хочет, в зависимости от типа государства. Но снаружи и подчалха следовать правилам должен. То есть индейские, дикие джунгли, сахалита, подчалша придумали международное право, создали ООН, всякие международные организации, там морское право, и по ним следуют. И по этим правилам Иран бахью. То есть они ни на кого не нападали. И Израиль, Америка хартию, потому что они напали. Причем переговорша и на хан продолжите риуэль, вообще это доверие, уже все, вот есть ручкой. Дальше тебе говорят, завтра продолжим переговоры, а потом тебя ночью бомбят. То есть я вижу право, просто так слабый, годящее международное право. Если ты слабый человек, тебе закон на твоей стороне, хуль. Если слабое государство, закон на твоей стороне, а сильное государство пытается международное право и закон, если он хочет, потому что он защищает слабых. Возьми Путина. Путин нарушил все возможные международные, Россия нарушила, Путин,
нарушил все возможные международные права, эти акты, законы, просто, короче. Вот в нашей современной мире существует только 3 государства, которые нарушили именно вот международные права нарушили. Закон, да, международный, которым все страны должны следовать. И нарушено. Какое государство имеется такое? Россия в первом месте, Израиль и США. Язем, штати еще короче. Россия нарушает, потому что они и больны шовинизмом имперским, воспитательным. Израиль нарушает, потому что хочет больше земли захватить, а Америка нарушает, потому что она покрывает Израиль, и из-за этого вынуждена нарушать эти международные права. Все, и только вот эти 3 царя в современное время аннексировали территории. Ни одного метра чужой земли ни Иран, ни Северная Корея, ни Китай не захватили. Ни одного метра. Даже самое диктаторское государство не захватило в настоящее наше время, не захватило ни одного метра. Он даже сразу международный закон, только 2 государства, Россия и Израиль, захватили и аннексировали, присоединили чужие территории. И Америка это как бы покрыла акадинок. Израильский, короче. Вялан, комментируй. Абсолютно согласен, что никакие законы, тем более международные, нарушать нельзя, тем более международное право нарушать тоже нельзя. Но если принять такой исторический момент, возьмем той же с гитлеровской Германии, после Первой мировой войны были достигнуты определенные договоренности, я не скажу, что было создано международное право, но были достигнуты определенные договоренности о ненападении и так далее, и так далее. Потом возникает какая-то партия нацистская, начинает усиленно военизироваться, особенно идеологически укрепляться, но все равно продолжают с ней какие-то дипломатические отношения, и Россия, Советский Союз ведет дипломатические отношения с гитлеровской Германией, не понимая эту угрозу растущую, думая, что придерживается каких-то правил, законов. Соединенные Штаты ведут отношения с Гитлером, Франция и остальные страны. Но вдруг неожиданно Гитлер его где-то там перемкнуло по поводу своей идеологической мы, немцы, хай и так далее, сейчас будем как бы аналог, религия, их шиизм, и тут, немецкий нацизм. То есть, может быть, смотря исторически назад, что может быть, если продолжать наблюдать за тем, как растет эта махина, милитаристский, идеологический подогреваться дальше. По соседству растет страна идеологическая. Может быть, из этих принципов пошли на опережение, что я тоже вполне себе могу, найти этому оправдание, потому что мечтайны, ханах без будем свои граждане. И вот они, Гитлер сам решили, может быть, Лоустова, который у тебя на глазах идеологически укрепляется и военной мощью укрепляется. Ищи дух социкал. А так я полностью за соблюдение международного права. Нет, закон не допускает исключений, иначе закон заходится уже право сильного ходится. Так-то Путин тоже может говорить, что вот Украина стала бы сильной, потом я не смог бы с ней справиться, Вот это своя правда, это не работает. Есть закон, будь добр соблюдать его. Тем более сильный воля. Сильному вообще нужно очень хорошо соблюдать закон. В случае с Германией вообще аллюзии какие-то близко даже. На кого Иран напал? Вот Гитлер, напал на Польшу. У Польши был договор с Англией, если из Франции, если на них нападет Гитлер, они будут совместно с ним воевать. То есть это чисто, на кого они там напали? Ни на кого они напали. 200 лет эта страна ни на кого не нападает. Это бывшая империя, которая много раньше нападала. Когда-то это было просто чудовищное зло, особенно для нас. Это Персия тысячелетиями, она нас, дуквой камс казгдел, и нахский сообщество казгдел из-за Персии. То
То есть мы не, они когда-то были ужасные. А до них Ассирийская империя, это вообще это первая зарегистрированная история человечества империя ассирийская, короче. Она тоже, короче, нам немало кровушки попила, протонах, так, или петк, бытие. Но 200 лет они на кого не нападают. Это религиозная страна, как бы не совсем она религиозная, если сравнить ее с этими, нет научный язык, больше христианш, больше смесь имперский, есть остатки, короче. Они не представляют никакой в этом смысле угрозы, как, я не знаю, сравнить там Гитлер, Польша, вообще близко даже, да, я захватить. Плюс угор в этой плохой гумуду моральное право олахтунах. Раз ты швайн 94-м интеллект, вы там моральное право, я швайн интеллект, царь гуду, царь раз ты геноцид дина, قاعد دينا هو دين وين كلام الشعر بيعطني مش حيز بني بيقش صار هو ديتا يشوف важный дух моральный право. А Еврагин дает что есть все пропагандистских этих использователей. А против Ирана из масситу заели. Цан Саддам Хусейн тихахкам, цан химические оружия, цан массит харцули, нацер ауаш, соцдин, цан массит дин харцую, который их правительство может включаться, быть своим гражданам показывать. Хажал хархарцу и навой, хархарцу ешь вой бош. И у народа появляется некая моральная поддержка из-за этого. Хонагасан, их плюс еще гуанец, внук куя этого ихнего шаха. И уктигелиешь постоянно, зашнишься Израиль, выйди, царь, Натаньяху, личный дуаттаксан поддержать твой, короче, адахуаттуру богш. Так ты думаешь, они гитлерсан ситуацию, козиахал шах дахуаттугаш богш, короче, сиги Израиль, хумшадин тигахтаца, революция яхкан. И народ, он хочет какого-то шаха, что ли? То есть никуда, шахарша бьюхам шу с этими религиозными шбы, стражи исламской революции. Где хаша, хейца, какой-то ишбу, то есть куда иранцам, бедным народу, вещь бахольцунах. То есть хохарцкий, мацавес, когда ты продвигаешь что-то, короче, хохарцкий вещь, он агасан сам предлагает тебе хохарцкий, объюхам, ты в промежутках, короче, бешен, компьешь, раздавать, обуйсенах, короче, зуды насиловать, хольешь, хоцен мацалоид, хахаюйца, короче, курмахлютах. То есть их вот в этой ситуации именно их хозяин. Моральный яд право и даяля на применение такой силы. Он действительно высокоморальный, что ли, он Трамп активно поддерживал Путина. По полной программе. Вот какое у них моральное право говорить о каком-то демократии, ничего себе, а Путин демократию ушел. То есть речь идет, так получается, оказывается, об интересах. И тут вот я считаю, что чеченские, тем более Лилин, Харцу, Яц, мы должны ценить и понимать, когда Кечунс и Лилуш. Не занимать какие-то стороны, короче. Короче, вот у нас есть наши, короче, 4-24, диджитал, парма тут. И дахет ацан, короче, враги шмаю, бьюхам шмаю. Может, есть со стороны шли цволяча, так, а что мы Путин, какую претензию шует так? Как решили КГБ, какую претензию шует? Еще бух шейта интерес, так, короче. Царь, ты лучше был, теперь сторона бьешь пешбук, то есть есть какое-то общечеловеческое право мершу, массу, не знаю, дерек ногчик ам, короче, да Аллах, короче, последний, цабием, цавися, тут Аллах, ты шука, чтобы вот, съехали, не знаю, через 200, через 300 лет все равно информационные веки и дюстердукы в легендах этих. Нельзя какие-то стороны занимать и харцу. Типа это наш сукин сын, давай я туда посмотрю, сюда посмотрю. Даже вот нет, помогу ему, короче. Я считаю это контрпродуктивно. Именно в наше время он дальше асинцардуется, через 100 лет, через 200 лет, короче. И там уже совсем другая история. Совсем по-другому они воспринимают. В принципе, я не разделяю на наши и не наши, да. Я там не вижу наших и не наших. Для меня там наших вообще нету.
если как сторонний наблюдатель, то есть как нейтрально смотреть на эту сторону, на этот конфликт, я вижу противостояние между диктаторскими режимами, которые поддерживают друг друга, и демократическими странами, которые пытаются не допустить у себя по соседству расширения очередного диктаторского режима с перспективой обретения ядерного оружия. И вот в этом я занимаю определенную позицию. Ядерное оружие, не в этом дело, там, высказался. Маршал думался, вот позовете, да, я еще раз, готовы ли мы к этому, сами знаете почему. Не знаю, как вы, но я лично, как человек, который тут живет, как бы жду с нетерпением того, о чем написано в теме, да, сами знаете чего. Мир глобализирован, поэтому все здесь связано. Во всем связано. И, казалось бы, где Тайвань, но это Тайвань, ситуация связана с этим. Казалось бы, где Иран, но Иран связан с Россией ситуацией. То есть все это Израиль, все, Америка, все это связано, Европа связана с ситуацией. Поэтому как там все повернется, автоматически на этом русско-украинском фронте что-то ухудшится, что-то улучшится в нашу пользу, их не будет состав, колебания, херебцы. То дело связано, мир, к счастью или к сожалению, глобализироваться. То дело мы вынуждены его так воспринимать. Вот просто, вот как бы... Подожди, что-то по делу давай мы эту дискуссию мы продолжим, короче, он дальше интересно, он дует. Барментаж, дитига. Из стран сейчас, из стран щи, стороны занимает Бог, им отдайте, что ты там в этой ситуации какой-то, а что закон нарушить, все, будь добр, а зарушить, что это уже не работает здесь. Мы должны, и закон, естественно, просто так кормить один мадуи, то есть международные законы, что нельзя, тем более переговор, не беспровоцированно нападать, без объявления войны, нападать на страны. И не один, мадайте просто. Это именно, чтобы на земле больше порядка и закона было. Нарушение такой вещи, это не просто посмотри, Трамп, он не знает, что делать. Не будет там никакого смены жизни, никакой победы над Ираном, даже близко не будет. Я сейчас, мы же говорили это полгода назад, что сейчас там их побомбят, и там как Ирак все разбегутся, и все, и где? Полгода ждать, что 75% есть наука, Китай, Юляч, короче. И единственное, что от них Трамп сейчас требует, я не знаю, английские сегменты, ладуш, хаваля, барменталь, единственное, что Трамп требует, до этого Хилстон и пролив Хайел. Иранцы говорят, и теперь только через нашу систему и пошлину. Так и все европейские страны, все Индия, Южная Корея, Япония, они все вот отдельно от Америки, Америка от Ириш некоторые ситуации, они восприятия, но они потом отдельно договорились с Ираном, и Иран начал через щит и пошлину пропускать их с этих стран, которые участвовали с их территории, на их бомбили. То есть и базы еще в Катаре, там, и Кувейте. Вот царь говорит, вахкар пошлин, а там бухар говорит, царь вахкар, короче. Их пропускать, то есть, и им тогда, короче, Трампу, короче, периодически, там, сухогруз, давай царь, короче, и в обход этого. И раньше, гой, таха, тут и тух, так, Трампу, и бомб штука. Вот, и потом юхол. Потом снова, короче, и раньше опять наладить сюда систему, опять пошлин швах, что корабль пропускать. Потом раз, юха, короче, Иш там сисасиш, дюешь шумду, и тигата сумасшедший бомб, шьешь массу погибать, дешь и хум датского нету там, это вообще близко даже нету. Огромное, 92 миллиона. Того, что страна способна выдержать очень много. Вьетнам, поменьше населения, гораздо, его 10 лет американцы бомбили.
Иран вообще даже говорить тут нечего. И в России переключиться, да что тут делать? Я им понимаю. Россия, проблема есть? Ну-ка, давай. Marshall'da masaga sözü ki Tesla tahunç Ладно, вроде Максим. Дейлер Marshall Hill tahunç вроде hailin prelev yuha akar da bahan sa bambitin tunde da olmayı öyle sonis kıyatırı. Нет, хацаюльцари. В смысле, хаюльцари, но через наши вот это иранские стороны, корабль ходох, акарчингер поштна, юакки, проконтролировать, то есть адокит. То есть через них. Нет, yuha sa bambitin hazırlık son. Нет, бомбить-то, короче, а царь и пошлин шуак дела, и маяк волшуй. Трамп от них требует, чтобы вернулись к статусу, который был до этого. Это требование ядерное оружие, гумаяц, вообще уже это все со стола ушло. Иранцы вообще ни на какие переговоры по этому ядерные идут. Трамп яхаж в этом, потому что до этого хаилан яри, а хинто куарпал бича дакуилан яри. Он хочет вернуть статус-кво. Иран шбах, короче, и Халксон и вернут талия, ахтон куди на $200 миллиардов ущербина, а когда бишь то, quand on имам шид, вот это нах баян, школе зуб беш, да кади дина, короче, и компенсация, оюли, так хайюль рушаш бах. Так вы я милори рубиаси, хексити, вы милори деменси, венсу охи ин баха, хат хакат их дурястох, цан, короче, потом ташашниш, нин царе, и иранский заморозительный халду $100 миллиардов, инца, докатига, шах да вот ты бош, тацалуштан, заморозительный. И далурду лирца. Дих дуэль, и далурду юха цар полцен, бахнериш, это бахнериш, до сих пор, потом снова, короче, وقار كويت بحرين يخد توقع تصيغ ساكسوكا جروس كرابل دوخت كروتشي не через это Иран قالوا يبشروا كروتشي без них короче حاجه دالي تغير كروتشي чтобы как типа даяси ларин все уже яхтول وقار так تريدون что христос до без нашего разрешения чекнул тогда так Путин Трамп сетко модал короче корабль تيجي Иран حيربوا تعطيك وقت عم بومش الوقت бомбишь бомб что короче и вот так мы вот это положении 2 месяца уже находимся вот именно в таком потом Трамп так алюх вол короче потому что вукар бахшаш вукар и тукурион هو تنقونا بوتشا شباز الشوشان и тукур так там вообще قاعد في الموضوع это непередаваемая по разноштабам катастрофа туда как алюх вол. И вот так на это, но Иран говорит, Саша Вест хитит собахца уже, ядерное оружие мое собахца. Единственное, что Трамп им говорит сейчас, и Халксон хаел. А у Карабаха, короче, Халксон не будет, короче, ощенил ущерб восстановить, короче. А ей и вот так вот это идет, короче. Никакой там разрушения Ирана, смены власти, уже все это все со стола ушло. Нету. Английский интернет чувствовал. Телеканал, меньше больше. Специально даже скрепленная мацарда, код Европа мою под это подпрессивать. Селерки мах албокс туда-сюда это на юите лилош. Америка слилош. Многие скорее может Израиль слилош, он даже сам и Америку с вами ареал целый. То есть, потому что сами они не могут Иран разбомбить, они слишком маленькие для этого. Туда Америки отцат и хитцам, короче, да. Американцы не соглашались, ни Обама не соглашался, ни Клинтон не соглашался, ни Буш, никто из них не соглашался. Буш, вы, кстати, и Саддам Хусейн, вас из Ирака, Хамаякни, Буш им предлагает, Дарон, и давай дальше на Иран нападение. Его эти военные отговорили. Генерал, что будешь? Дух генерал, что Трамп ехал Абахнам. Один с ним ругался открыто. Да, дух Абахнахан, всякий, кто возражает против этого, да, шунца генерал. Дух генерал, да, Абахнахан, они видят, там бесперспективная мясорубка может случиться, короче. И постоянно его это вещи отговаривают. Но он попал в эту ловушку, короче. BBC ловушки попасть. Он не знает, что делать. Он хочет вернуть предыдущее состояние, чтобы Хаилла мелчи,
пролив. И пролив, кстати, по международным законам, на самом деле, Омане и Ирану принадлежат еще что Ор Пачалхи 20-километровой зоне, и Цунюшин, это его побережье считается, а там расстояние километров 40 в узком месте. То есть на самом деле они чисто по доброй воле, и так принято, позволяли проходить всем бесплатно, короче. Но что им отвяхнет, и ту вахлецар, и мейлер, нагашна, что он и ту хаха да аулюшин, то потом ха юлер ячун, без этой кошни, альш предупредить вина мабардажи. Масит то мою игру, что это закроется, и все, и там будет страшная, короче, вот это убыток и страшная потеря лица будет. Все равно лацадуются, потому что им годами промывали голову, что там какой-то диктатор сидит, и диктатор вими, тига массом даталурду. Жертвы собственного обмана, собственной пропаганды, лацара. Tas uns Alvalderis Rasija jau situāciju Uelheto, masīns īcīgā īcīg. Uitina daglutie väske den altrilers. Uns liet dagdastie. Otsu paroms duhencer. Оксера. Последствия чуешь, хаес там, чтобы сработало. Сразу мацахули. И хотите стать хотя потом иду каслать шуктерин, а керебельшно красными крестиками зачеркивать, сейчас они начнут по-другому бить, так народ возмущаться начнет. В общем, намечаться здесь конкретно очень. Если, конечно, Путин не даст задний, внезапно задний елла, даже турки сейчас на него давят, дальше турки, оказывается, и Кремль-Штат, и в обход санкций и сверхприбыльщие шейн, короче, раз и торговать, ешь мабари, и Черное море, Кремль-Штат, маят, лироцу, милый, Эрдоган, я министру Зеленский. Так, на Путин надавим, но Лаврову уже огонь, ответ, короче, то есть туркшин, ну так туркши, да, он молодцы тоже. Поэтому это все будет продолжаться. Черное море для Русни будет закрыто полностью. Mums huju sentября выбор шухтер парламентский. Устаивчи мобилизация вещь была, скорее всего, егюцара. До этого дикес докшма будешь уже Крымом, там вообще катастрофа. А чем поможет эта мобилизация? Окей, собрали они типов, сбросили мясо. Чем это поможет? Помочь им, дать. Помочь. Я вообще не вижу там помощи, лишнее мясо. Юга уэц эрбеш, букву дага. Там тупо война дронов всегда, там жертвоприношение. Адмаш вообще там мобилизация и халсан, Второй мировой борсан, да, всегда. До этого есть теология, там прогнозирующая охотчицам. Да, мобилизация, болтать-то можно, мобилизация, и мобилизованный чан, ти дуахара, короче, патрома, логистика, массовым шмаесом. И потом, что война идет дронами, там дрон, шмадесан, ну нету их, короче, удивятся. То есть, я тебя, короче, вон китайцы пытались вьетнамец Томбешена, тоже китайцы, мабуть, свои бесчисленные людские ресурсы используем, море людей операции им вот море людей операции, Путин, это еще быстрее он русню завалит. То есть та мобилизация тебя абсолютно нахбывает рбуцу, и идут тебя действительно. Но люди, которых убивают, они, скорее всего, начнут убегать. Зачем им нужно там находиться? И в честь чего? Инцам, да, он 200 тысяч лурдуй, он у него 3 миллиона лурдуй, это обош. Деньгами туда затаскивать беш, мабарнах. Добровольч, мамацериш. Зиганутый добровольч бой, которые раньше были там военные романтики типа Стрелкова. И чак мабойля их давно уже стерли об ноль, их нету. Все это на бабле держалось последнее происходящее. На бабле, на зэках, которые мы это уговаривали, вот, давали возможность выйти, всякие маньяки,
И все. А какая мобилизация? Бесплатно за Путина волвешек, за какой-то разрушенный, не знаю, городок, короче, на Донбассе, короче, который под ноль, короче, кабами стерли. Вот за это волвешек, я не понял, за деда старого. То есть властика, даже милиция в России сейчас особо не гоняется, потому что они тоже чувствуют, что все это идет к этому пушистому зверьку. По-любому две смотрели к Представь, этому. Тесла, за 2 недели, думаю, чуксу, за 200, короче, сугагруш разбомбить, царь, теневой флот боксик. Уже Да, массу Энгельс ехтен, Валдерис, тига уже щиточки, на царь уже. Это август, мекс прогнозы еще. не, yok почалось так сейчас. То есть это требует, это очень много ресурсов нужно, чтобы здоровенный почал так его бомбануть, чтобы он этот не мог, короче, уже управляться. Из-за дух ресурс есть. Поэтому такой скоропалительный ум. Все эти люди, которые другими складчиками, Россия, вот и складчики, начнут, наверное, мелкие торговцы свои товары куда-то перепрятывать. Большим неизвестно, куда они перепрячутся. Нефтигма ездится. Сейчас начнется большой бардак. И с бензином кризис будет только ухудшаться, короче. И бензин, да, вообще, нефть, нефть, да, бензин, дизель, надо, в 7 раз эффективная прибыль. То есть представь, сколько Россия дизеля и бензина экспортировала и получали эти огромные деньги, эти триллионы, потом их Алчубайсы и Абрамовичи с израильскими паспортами увозили на Запад, и там полностью системе, короче, это тоже начали все, короче, какой дизель, куда продавать, что, короче. Но это все большое государство имеет очень самое слон сана, тудука пареща, да, тудука и язык, короче. А Россия это слон. По всем параметрам. Хоть и зомби слон, но все равно слон. Valla терпение уж было, легком духозбы. Терпение. Голодный бунт, согласен, действительно. Не, это сам народ такой, это потребность самого народа, третьего. Бах, Шайхандович, духом дуа, да. Духом, да, insan интервью посоветовать лидеры, что insan Гордону, insan на вас украинский генерал я все. Вот на вас что полностью да, он вообще бабу полностью перечитать наша история. Я догоняю это название. Я иду что нас. Вообще когда хаос. Да, ссылка в квасан текстовую, кому любопытно, ажу. Marshall Döşek söyledik çalışıyor. Машвал, dedi, машвал. Буду мокшал моя. Dal boğazın teoriyor. Мова от Мельвезек Мокшвой. Таш, перебиваемся кое-как. Tesla dela Большие sogetkos daronto hon. Yer ahmoh kiran yeshua mate ahер. Тагана случайно хан. Пока что раз в неделю сидим заняты. Посмотрим, короче. Собеседник безвойный, чтобы поддерживать разговор, короче. Вопрос здесь интересный. А интересный вопрос, интересный ответ возникает. Да, так, тем дают легко и хорошо. То есть нужны спикеры для этого. Сухози Ишхат дался, просто SDC, это далеко не пойдет все. Не, наоборот, интересно дошло до ума. Интересно, но рано или поздно все равно со фантазией да, мы имели ёккеля, поргеля. И надо
Не знаю. Есть два, это как две Берменталь части. сан Акови согласен, нормально, когда бы Да, Барменталию, дик поддерживать разговор. грамотно, Акови, что когда. Задумался вопрос, Тесла. А сколько еще, по-твоему, поддержится этот слон? Хасбро, сколько продержится кто? Путин? Слон. Этот А, слон, слон? да, Ох, здоровья. Какая-то сахарная аналогия. Я вот два варианта у меня, короче. Либо осенью дело закончится, либо в следующем году. Но как-то дальше и слон прожить, да, короче, секции Рокса, я скажу, что я все же ошибся и зурдакети прав, постоянно зурдакети, хайрак юч, хорошо, дарцу дюч, хоша дяля уже дюч, так уже 5 минус 3, 2 бисмад езри, но он все равно упорно 3 года, на 3 года отодвигает его. Tesla juhor muogoshini de aske pachalken so indulget atake wolvelak. Экономически аго югон гошин le мух le Я тида бы революция на свергатвеш ишт гошин му аго ишин гошек. я подразумеваю под юг и нынешней властью и юг. То есть она все там выстроены властью, которая уже укрепилась, почувствовала вкус крови, хорошенько выстроила подавляющий аппарат. И вот эти люди, и как бы миллиардер Буш, власть, короче, и деньги у них в руках, и власть у них в руках. Вот и что, ребята потеснятся, и там какие-то новые придут, короче. Что многих не устраивает, кстати, в том числе и на нашем этом Западе, короче, тоже их не устраивает. Они хотят дальше иметь эту русню как в виде дойной коровы. Ах, перекидывать, я ж интернациональный паспорт, аж лучше миллиардер, будете, короче, то есть единственное там это гебуха, короче, в родных пенатах сидит. А так все они используют очень много людей, которые туда-сюда мотыляются и короче, черными схемами, короче, на запад, на хвощи, и прочее. Я считаю, что Турции, не знаю, Турция гулина хири, наверное. Все хотят, чудеч, хахадик махети подчалхан. Все любят, когда к ним переселяются миллионеры, мультимиллионеры, и особенно любят, когда к ним миллиардеры переселяются. Потому что они со своими миллиардами переселяются. Поэтому дух почалши, которые любят вот такое, короче, и смотрят налево, направо, игнорируя, каким способом эти миллиарды заработаны. Особенно из Норвегии, Швеции, Дании, не знаю, Нидерланды, миллиард. Там у них возникнет вопрос, они будут спрашивать, как я это все заработал. Иначе это будет считаться попыткой отмыть деньги. А государства, где более, как бы, скажем так, менее свободные и более диктаторские, там уже можно диктаторы договориться, и надо туда миллиард занести, короче, и ставить себя, короче, в системе. Тесла, он Абрамович, короче, окружение. Это одновременно все они там собрали эти свои яхты, это говорит новость. К чему это может что-то выводить? Самый лучший, скажем, индикатор, что Русня, как бы все уже, эта власть, уже все с ней закончено, из-за Чубайс Варшун. Как только Путин объявил, что он начинает специальную военную операцию, его сразу увидели в Стамбуле, снимающим деньги с банкомата. И оттуда он чухнул в Израиль. И даже поменял имя. Видимо, Гебугак Урацева, как-то нужно было ему это
Но Путин все равно нет по каким-то своим каналам, что он фамилию поменял на какой-то там Менделев, что-то. И вот Чубайс, вы, который плоть от плоти этой кремлевской власти, самый долгоиграющий миллиардер Кремля, если он сразу понял, чем это кончится, то что говорит о нас? То есть абсолютно, мы можем в этом случае абсолютно его чутью, его нюху поверить, короче, что он не зря чухнул из России. Не, я имею в виду именно одновременно эти все его окружения, все свои яхты, туда они короче, сега, ария, гулаш положение, юхтига. Что это может быть? В Да, 2015 году, 2017 году Дукгаскедо Шутига яхтна шли Турция Эцхена Дюнда Ютер. Плюс сигаки удар Эцхена закон ударитер 250 тысяч евро на гасан недвижимость. Видите, квартиры особняк تاعهم. И сразу гражданство Лорондой и закон Дартига. Дукгаске яхтнашки нақас халал. Yeter nokçu taga işte singet mehalar az bu işte çınar şun mahattır ve alkaş khildatsar ve işte izade şlilina ve tsarah düşünür şadır getar dostum şton bir tsarah kayçın tsarah Просто это за эту неделю резко вся это окружение там собралось. Цунах переворот, ожидать дальше. Средства счастья. То есть Путин полностью зачистил вот это пространство. Перевороты происходят в странах, где есть некое разделение власти. То есть там сильные какие-то... Возьми вот эту средневековую Францию, вот герцог Анжуйский, вот Людовик, король, или Карл Милуцигах, короче. То есть и Анжуйских, у него свои войска есть, там свои земли есть, он почти что так же богат, даже, может, богаче короля. То есть, видишь, у него и оружие, и люди, и деньги, чтобы и хаос, и власть. Путин зачистил все. Там нету конкурирующей силы, даже, ну, скажем, 100 раз даже слабый сил, 100 раз слабый конкурирующий сил, чтобы дворцовый переворот устроить. Не знаю, ближайший, короче, Путин, Табакерк, Пригожин, последний. Да, вот, кстати, и даже Пригожин не было шанса. Ну, чего он там, добрался бы он до реки, все, хиди хавал руа церкви. Он гую это Сочи, мечаются, августа, короче, отпуск его, эти, короче, заблокировать, как всегда, хильшоу движение, хильмегбош. Жестких диктаторов не могут так снять. Хрущев, например, заговорим, на царе, Брежневы там эти подсуетились, и они Хрущева убрали. Именно потому, что Хрущев там вот теперь, короче, дал свободу, поделился своей властью, не стал как диктатор, все, Сталин на свои руки его замкнуть на себя, там, убрать периодически, чистить, беш, штасовать, беш, сажать, беш, пира, беш, диктатор Цахилыцу, именно взял и вейцабахки, там, и поделился властью, и те, с кем он поделился властью, эту власть использовали, чтобы его убрать, короче. То есть это такой урок просто проглядеть, и Путин такой ни с кем своей власти не поделился. Это одновременно и сила его, одновременно его слабость, его системы. Он даже и Вича, Саддам Хусейн, диктатор Лавякач, хотя там практически гибняются, он там группировки и целые, может, и это не совсем Саддам Хусейн аналогия, но в любом случае и диктатор, там нету конкурирующей, на кого можно было опереться. Сундела Абрамовича, не знаю, кто там у них еще, короче, Ходорковских или так, Гусинская, вся эта компашка, Штурца, перетереть. Да, это просто денежные мешки этого Путина.
Денежный мешок не может тебе дать сдачи, короче, это, я не знаю, подвесной мешок докой, боксерский, короче, Путин в любой момент может по нему долбануть, пнуть его, ударить сунца, дюхалум да, это денежные мешки его. Нет, царь, это просто имитация. А чтобы как бы либо уговорить, может, они там соберутся и Путину ксиву пошлют, и что, чечелобит мы, короче, барин, пожалуйста, короче, да и та, и Краматорск, Славянск, короче, их, короче, сейчас, а то нас всех разденут до нитки, короче, и ты, тебе, может, ты, короче, палхер, короче, может, челобит, а может, что гула беля, Западе, короче, та хуолцунах, та больше, та шико миллиарда, украинский, та подкупить, да, или Тисаунян может и до генах элементов, хотя, скорее всего, это они пробовали уже много раз, и, наверное, не и Хуолцунах, и Чонгар, и массу хума разминировать через эти бабло с Динфермадуйца, наверняка взятки. Сега улкарат, потому что Украина сейчас укрепилась как государство, у нее мощная армия, мощные спецслужбы, у нее налаженная система управления, у нее дроны, у нее контракты со всей Европой, связи, там чуть 90 миллиардов. То есть там рыть нечего, короче, со стороны Украины цякума долурдаться. Тогда же зачем они собрались? Либо какая-то имитация, либо совместно Западе, кто от Путина, как бы Путин даться, ali расчерла, вон чубай сук судиться с канадцами. Сейчас против Путина все время. Человек, который хуер и подмосковный царь, технический парк, у нас очень много денег. Представь, миллиардер, который владеет всеми электростанциями, советские и российские, в СССР, хилил массу электростанций, туха и как бы, воздушными деньгами. Наверняка воздушник тоже, кстати. Только скрытые наши открытые воздушники, которые там 1%, наверное, получали, а там скрытые дюктянские воздушники. То есть это и если он говорит, короче, мы получили много денег, представьте, сколько миллиардеров, он больше, чем нам надо, что-то овощать. Имел есть. Сумасшедшие суммы лезут, потому что это в его стандартах. Все, кто владеет РАО ЕС, всей энергетической системой Русни. Тесла это хаттер дерс Украине Федорович Войцера, министр обороны. Это киегоштик. Это раскрыток даря худовец бу худуцан хукосам бу. Владуахче цаките рахтото. Он балит, я люхагана. Надо спросить об этом. Он на месте там и лучше украинскую политику. Я слышал только, что и сирский вац, он как бы типа с Ермаком, цашашничий, Ермак, да, но он пришел и коррупционный схем Шубатис до сих пор действует здесь на этих оружии гуман, короче. И что новый министр, вот молодой этот Федоров, он там их пытается закрыть все и нарвался на конфликт с этим сирским, короче, и, скорее всего, с Ермаком. И так убрали этого Федорова, так народ возмутился, и обратно на вот труба, может, Сирского уберут, короче, в общем, и Сирский тело сам запал в Украине, происходить, и Ермаки Сирский тело. У этого Сирского, кстати, еда, еда, по-моему, Москва Ашушин, по-моему, его отец. Отец, по-моему, да, Там вся семья в Москве, сын, не знаю, жена. Бог пал бацигацейником. Такое дело. Его обвиняют в этих советских этих, короче, по-советскому действовать. Доцо в штурме покидает боцу бог, шнах, дюйца кто, то есть его в этом обвиняют. Типа, бутчер убош, мясник кубо, что это? То есть я считаю, максимум 2 года слону осталось. Если дольше проживет, то мы скажем, я ошибся. Посыплю голову пеплом, если найду его тут. духмало сам кошер хигдас я бошашон.
Ну, я просто не хочу вот смена парадигмы власти, дальше до точки будешь. Массу НПЗ юхрю, массу спад юхрю, массу предприятий. И дальше что? Какая еще мобилизация? Что за бред? Мобилизовать, голодный бунт хигастия. Хрят, абак, голодный бунт в Бунт России, хрят. Ой, це история, голодный бунт хольш, гнишу. Хельчи там голодный бунт ханиру хайонца, Путин не является. То есть верхушка власти, она всегда останется, как всегда, бояры ни в чем не виноваты, виноват кто? Может быть, национальное меньшинство, голодный бунт. То есть всегда найдется, скажем, отпущение. Россия, хочешь дует. У них сейчас осенью выборы будут в парламент. Потом будет осенний призыв. Вот. И сейчас надо еще этап пройти, чтобы точка возврата не было. И последний этап – выборы в парламент и осенняя мобилизация. Вот после этого начнется хипиш внутри России. Соглашен, у них внутренняя политика сейчас как идет. Создается русская община, сейчас община еще создавать есть. Они направлены против национальных вот этих республик, то есть на национальное меньшинство России. И эта община поддерживается правительством. И он делает что? Вот когда он вот этот объявил голодный бунт, вот если это произойдет, натравить все это. Русская община, он дует на этих нацменов. А правительство, власть оказывается ни при чем тут, посредником, который будет типа и преследовать русскую общину якобы, и преследовать. То есть посредник будешь для этого и называется контролируемый хаос Олсона. Идешь будешь. Но из-за целятихом в конце концов приходит к всему пределу. Сега хердек дует, Россия юхарам хирдачон. Он нету предпосылок, чтобы Россия развалилась. Он яц, потому что нету в этих национальных республиках, нету национального самосознания. Никто не стремится к своей независимости. Из-за уэйдац, угархал, войнохчи қомиға дадах канцарихум. Та Россия юавай цахурду алхиетшон. Она Уэллигам уже тахан приказывал, уже на чувству митча Элвач больше выступление. То же самое и в других республиках. Единственное, что может произойти сегодня в России, это смена власти. Якобы опять демократические какие-то, Европа беш просто так лельш мабати. Они вот ждут этого момента, чтобы прийти снова восстановить величие Рашки Божьего, Юахабаштуица Дуца. В данном случае политический царь единственное, что мы сегодня можем избавиться от этой части населения, которая среди нас обосновалась, вот это исламское радикальное течение, которое подменяет нашу национальную идентичность. И нам надо вернуть свои корни. Вот первоначальная задача. А уж потом политические задачи уже у тебя появятся. Да, то очень хорошо сформулировано. И только, короче, мы еще не стали национальным, потому что нас развели на этой религиозной байде, мы перестали быть народом, и входить надо в ту же дверь, откуда выходили. Короче. То есть, другого не бывает. Вот, через крышу, через окно, там решетка, короче, не получится. По-хитрому. Тидам Сабина Ашок, Европа без Хагалатуш, начиная с Закаева. Та же самая религиозная идеология, та же самая связи с этими якобы хорошими русскими. Они себе готовят тут почву. Гегел, он думает, что это Путин давал, а это дагуду, что республик дало, что это почал якобы в составе России. Но под нашим руководством, шала мусульман, шалу аглиаде, Закаев, вот то, что Закаев сейчас преследует. Тут вмешивается Сулейманов, который хочет тоже власть, и свои амбиции имеет в этом пирог делить, и другие. Сама дача на так, уйштек. Войнохчиком, Оля, садавачен санюха.
Хиллауац, к сожалению. Нету второго Дудаева. Чтобы Дудаев, который появился, нужно еще 100 лет. 2-3 поколения, чтобы выросло. Да, коллективный Дудаев, скажем так. Не один там. Да, да, коллективный Дудаев. Иду? Да, да, точно. Серджио Догмадакан. Притча, но догда, когда это надо вот смотреть рационально на вещи, не обманывать себя. Я просто вижу плачевное состояние в нашем обществе. Гуш Мадеева, зачем обманывать? Должду халдала хазда ца. Сона хасхеч дюч дачун. Ох, дог дел хадел дюч хабар. Что? Ну я это вижу. Тан и Путин давала. И Кадыров, как козел отпущения, он дал разорвить его. Он будет бегать по этим арабским странам. Туда придет новая власть. Уже хорошие русские, там, в лице этого Хордаковского. И наши тут строители исламского государства. Со старых, чисто классика. Да нет, хилум ждешь. Все по кругу идет. То есть Эльч сразу ищется воображение сурква, сон и исламский казино, тут что ахрин бешбу, и все еще рассуждаем о том, что, короче, Сучер Эрбол мобизи сначала, короче, что происходит на улице и что мы будем делать на улице. Но все упрямо там сидят внутри этого казино, не хотят выходить. Типа, а может, все же выиграем, может. Может, еще поставим, короче, последние штаны нашей нации. А вдруг Аллах смилостится и посмотрит на наши нужды бая. Да, вот скажи ночью, Эрбол без это будет бесполезно. Скажи ночью, Эрбол, больше национальное самосознание. А национальный интерес преследовать никогда почал хоту реакцию. Саму хотят и на исохо. Сам солдат, что опираясь на какую-то чуждую идеологию для народа, они могли создавать государство. Нету такого. Все создавались на национальных интересах. И он говорит, и садоги, дады душон, и дадок, что це. Да, дух уже не мелкими шагами, дует. Да ладно, представь, уже цель шла легко. Ты что хамел еще? Ты обонял ноги, обдонял ноги. Все. Ты так дует, что там? Абаки, это еще не выросли эти, которым дали Сейфулла, Абу Гунядин, Абу Ханифа, еще не вырос. Представишь, Бакка Кауч, будет всех их отцы, деды, они все Абу, так они будут себя четко воспринимать арабами. Или родственным арабам, очень родственным арабам. Уже школе Халкибаш, могу уже школе мот арабский преподавать, со школьной скамьи. Мы говорим там мечети, хижри, уже школе, да? Представь, со школьной скамьи арабский мот амош. Войнах мот. Шишах дела, неделю, да? Арабский. Так, что там говорить, еще 25 лет и все. Да. Я старый, скажем так, придерживаюсь мнения, что мы уже уничтожены. Надо возрождаться. То есть тормозить наше уничтожение бессмысленно, потому что уже поезд все пришел. Надо просто возрождаться до без. Тесла мы, наверное, не застанем это, мы уже старые. Не, Аббак, застанем, он не застанем. Да, уничтожить динер, это уничтожить динер, а духа, уничтожить чудо. Восстановить Далуш Мадеевой, нах бо, исан традиции, что надо просто взять этот дюнал хулари, хетам хулари, бюна это восстановиться, киума дальше. Каждый раз, как феникс, заново. Уже хуор дуа национальный, махуш.
сидишь хидуй кам уже. Когда пройдем этот этап, Сойден, юга гуан он сазан за это 25 лет мел хоцделер. Раск эт даэл пачалк дахваттичем сих хоцлак дорога. Ну вот это время идет, и быстро идет, или мне кажется, до того, чувошка, да что, камер, хакаш, али 25 лет тому назад, и что, 26 наос, я не знаю, что бы с ним сделали. Тогда я чукер зам, вы я такой, тахан, куча, вы дитер доцу, возможности, очень, а я чукер, туннель барасам. не ищет бехульч дати аба, цанди нахульч надати, арва лилош тега пропаганда, свои приносит, соцсеть ши варя, сусан шварт твой комнук, а ночи бу сусан бу гудуиш тахиетам бу сюда, что так гудца бос, да ночи хиетам бу шнах бу нюха, шварт бу больш бу еще эти гуч бу وين там политически независимость есть, но в данный момент у них айола рабство я дуня не даже из России человека и ума чем ты там безой политически независим ярче личтуца нюха. Нам нужно, чтобы эта Россия сама переформатировалась, мух дала. Вот, к сожалению, он дальше гунда моей и Россия вот сейчас внешне выход дела. Так, окей, пробились бы вот этот проект. А инца гунда и республик, что русские, больше русские, чем сами русские. Это что? Надо с этим как-то считаться. Хотя бы дохра исламские идеологии, религиозные. Ислам должен находиться в мечети. Ислам не должен вмешиваться ни твою национальную политику, ни твою туру, ни твои традиции. Религия должна находиться в своих учреждениях религиозных. Все, место там. Ты что? Зам, киноги уже. Да или зам, когда строились империи, опираясь на религию. Сейчас совсем другое. А дуния гад делала. До в конце на том свете, это отвлекается на другом свете планеты. И что гад делала дуния. И кичу, сага аудол, эмил и васада, вала саде, варида, вала кедиш. Он дера, хотя бы и гад, хочу, сам хит садел. Сан ауду, это имперским, даери, цахиецу. Но хотя бы под давлением, там, не знаю, каких-то обстоятельств, условий. Азимиш хит слой, в первую очередь, национальный, он юрдок, если договой, так доходик хотя бы от них экономической независимости добиться. Вайча, самостоятельно экономически, да и политики. Уж потом мы будем потихоньку уже политически добиваться. Для этого надо, Масан Махан есть. Это говорит, швуку замел, его идут, он хотя он лечит, туннель мабахес, его именно момент юрич, его метцаготит, его нюкает и анет лечит, уже без раски. Царь дитня хотя бы просто хазгодаш, да? Царь подлянкшаешь. Гумштадаш, он саичо дитня, нормально кукшли, хютин, как модель. Кару, я банти тез блаехкан, кигер царь хайчуен мою, мелек. Но царь вит куацак, его сейчас уже непосредственно. Вайтан, Худу, нам надо смотреть, что там в России будет происходить в ближайшие 2 года хотя бы. И за эти 2 года популяризировать жухду заново. И бубок там бабичка. Хана и раз, что там хитслот, ах, будем уже смотреть, куда, как все это повернется. Гадать не надо. Уж я почал. Дуня на уешмаят, чтобы Россия развалилась, и бардак был на этой бывшей российской территории. У них совсем другие проблемы. Получается,
политикos, liels qavnash pachalqshma yeosh. Им мух ялати гата хилчан порядок хилчан то шоршму это еще понятно. Клиент сокере. Цанилу даться юхаца, до беспорядок. Он мосом взаимосвязан. Вот, думаю, через 2 года посмотрим в политическом плане Байес будут себя. Ну и что, 2 года это как бы... Ну, 2-3 года, максимум, но этой осенью даже это не факт, что это 2 года протянется. Просто 2 года это как бы, я считаю, крайний. Если дальше 2 года Россия вот в этом состоянии, которое у нас сейчас есть с этой властью, продержится, это будет некое, короче, чудо. Россия хагуш лоу суртам их сурту уже бензин до чего лечь. Историю изучить. У них бывало и похуже, да, она слишком старый игрок и Россия. Что страшно враговую на самом деле. Историю первую изучить. Вообще воюешь в Латвии, вообще недооценивать ее и почав. Войну здесь, да, его почав, его нахбу, менталитет, вообще, войла, нахбу, боузби, здоровье, да, прибия. Справиться, да, свой цель. Поэтому, попуаешь, санчуми, дардуса, отснав, что грамотно было бы бишь вусаться. Полдня нацеляет, а его слишком старый игрок уйз, и России, полдня, да, почти 3-я часть суши, 4-я часть суши, халец, а старый игрок уйз. Походит с Маэлдери, да он беспорядок, что Лилу удастся на бывших территориях. Естественно, да он ядерный газ, хочется на разных территориях долдон. Гарпачав шьячун, заинтересован яхчун, дайся это лучше, это это наоборот, что махуй дончин, гергалу диш бушун почав, вообще западный почав, что махули твам дабайт, что бехта была, хаздик алуш бушун, что почав, и вот уж бахчину. Ну, я бы не сказал, что Москву будешь ты лучше, короче. Например, балтийские страны развалу России будут только рады. Финляндия развалу России будет только рада. Польша развалу России будет только рада. Не знаю, Чехия развалу России будет только рада. А вот разные украинцы. Американцы не хотят развала. Не знаю, немцы, может, не хотят развала. Цаны развал, цела араши баханду шон, он я че сунгушта, губанду, понятно, экономически, киецу, но политически халячо, инс халачуш и национальная республика Россия чаяс, там ца предпосыл, что у них какое-то национальное самосознание. Русские настолько вот в эти их территории ассимилировались, что нету там этого почвы, чтобы что отдельно бельца, подчалку, нормально, аханы гуш мои карты. Сонде работают тем, что они имеют под рукой. Татарстан я сама эти выше баз добыла уже. Так и север вот вообще доехал там из Китая, да, вот Китай может забрать север и то под вопросом. Если честно, то уже давно цегок, что и Запад не хочет развала. Уже Америка не хочет развала. Влиятельные группы в Америке не хотят развала России. Израиль не хочет развала России. А вот Европа, я думаю, уже давно ей как бы на это пускает ход развал, не развал. Китай, может, не хочет развала России. Там еще не знаю, кто там может. Белоруссия не хочет. Но Европа давно уже на эту Россию уже полностью положилась, что то развалиться до отца. Некоторые будут только даже рады. Я не вижу воли Европы не будем разваливать Россию, потому что ее уже нету. Русско-украинская война ее полностью выхолостила. Вообще даже хуже яйца. Они будут рады развалу России только сейчас. Американцы. Единственная надежда на развитие технологий в мире. Россия хитцалс вот что за этих природных ресурсов, что она выкачивает и продает. За это держаться где она в финансовом плане.
Вот если потребность остального мира пропадет в их газе, в их нефти, ах, уже Россия хочет, не хочет, придется уже меняться внутри у себя баланс. У них не будет финансовой подпитки. Из-за проблем. То есть население Маятир, говорят, у него 80 миллионов всего лишь. Представь, на такую чудовищную территорию. 80 миллионов. Да? Огромные просторы ему надо, да? Поэтому даже Путин может в каком-то смысле боится, что и вот и последней его пугалкой запугать не удастся, то как бы России капец, короче, и такие страхи, может быть, у него, я не знаю, что вот, мол, вторая армия мира, авторитет. Он при Путине Россия пережила как и пик своей мощи и экономического богатства, так и самое дно, как военной мощи, так и экономики. То есть и щиточки на этой графике, самый верхний, самый нижний, и Путин, и, короче, в правлении одного и того же человека достичь царь. Да, Юлейский паспорт, что вывозить не дал. Действительно, я хочу вывозить сюда, на самом деле, может, почему Чудовищно богатых лет, чудовищно богатых. Экономические проблемы испытывать и даже сегодня отслушаем блокады нища. Просто чудовищно, с 2000 года до сегодняшнего дня вывозить не дал. Это просто страшная сумма. Хотя цари приехал спочатку, он что там все централизовано, все, что она добывает, вот, идет в Москву, а там все это сосредотачивается на определенных лицах, групп. Спочатку ахчила чек должна быть еще соответствующая экономика, то эти деньги будут экономически распределять, чтобы вот все процветали. Это еще. У них этой экономической системы там нету. Все вот здесь, и этим просто как с барского плеча отберет остатки. И проблемы. То есть там настолько много ресурсов и денег было, что даже будучи диктаторским, автократическим образованием, не знаю, как Бруней, например, возьми королевство юбки, короче, то они все равно даже народ купался бы, сыр как сыр в масле катался бы. Вот целый, короче, духа. Что если сумасшедшей коррупции не было? Просто чудовищно. Иду и коррупция. А коррупция будет, если у тебя все в одних руках сосредоточено. В центре у них огромная коррупция, а на местах там мелкие чиновники занимаются тем самым, что и в центре. И коррупция есть. Не будет народ. А чтобы народ тоже чуть-чуть что-то дополучал, жил хорошо хотя бы, нужно давать этому народу экономическую свободу. Бороться с этой коррупцией. Или уже у них целая система ломается. Вот эта имперская. Центральная власть в Советском Союзе таким в конце концов. Перестройки был, так что должен перестройки. Далее послабление системы, вот чуть-чуть гайки свои отпустила, все пошло там-тарам. И поэтому они вот до конца идут. Путин не шалирует, он не хочет умирать, он понимает, что биологические часы у него тикают. Вот он до конца будет держаться за эту власть. Он собрался жить вечно. Нет, вот только даже Хербук Нах, которые, например, до 20 шбалях, они гарантированно и голос на age escape олакцунах, то есть age escape застаттин, если они 1000 лет, например, через 1000 лет даже нас будут помнить. То есть вот представь, они рядом с нами сейчас находятся. Люди, которые будут жить чудовищное количество времени по отношению к нам, 1000 лет, 2000, 5000 лет. Бэкбор бывает к тому времени, я не знаю, уже совсем другой нахер будешь, уже человек меняется. А человек, который прожил 1000 лет, он, наверное, раз 20 поменяется. А это суперстабильный стагватя. Как некоторые, кстати, и есть люди уникальные, которые, я не знаю, очень мало меняются.
Так что удивительный умдук, что вот среди нас наверняка есть люди, которые будут жить очень долго. Нам надо сделать так, чтобы они нас запомнили, короче, правильными пацанами. Сега Исанов Путин величи 140 миллионов сега. Сейчас почалки, организм почалки. Вообще само существование это Путин, третьего. Сейчас почалки, даже величи сега, он мог есть тут дождать. Она сама империя такая, что есть? Но дело в том, что империя и там царя на линии столкновения, даже Распутин выгодный был Трамп, когда он верил, что Путин с Ираном поможет, короче, что вот он кираться хом до себя. Тогда еще и сетя, было, но именно и Путин, вот, что он шье дуашды, и как бы типа садоша как гордец, шука губишь, буасбош. И юкцун, и Краматор, Славянск, Донбасс, айох-парью, вы не хотели, но ас айох-парью. То есть это вот это путинское, короче. Кстати, ты слышал, нохчи юг старинный, правило юг, короче, оно такое дискриминирующее российское, скажем так, негативное. Лохтага нельзя ставить лидером бог. Казнил низкого человека. Делать это лошадь, И у этого есть глубокий смысл. Да, харддуем, да, великие, хорошие, супер, смелые, нахилак, рост, это ни о чем. Но сама андуксиги, видимо, короче, ты рискуешь, что ты нарвешься на человека, которого это будет комплексом, и он начнет его выставлять, негативно влиять будет. Комплекс Наполеона. Sürekli nokçu opsa goba, локчна валула. Сабизм, постоянно говорит, сабизм, перебомался, авто, нокчу опса горси, не, там исключение. Но даже исключение, что действительно у человека может это быть проблемой, короче, то он начнет его использовать, как вымещать на это. Путин, я, например, 100% уверен, что у него есть вот этот комплекс роста, что пикаблуш, мачливо, короче, что он убрал вот этого Ахмад Хаджи Кадырова, убрал даже чисто не из-за того, что не хотел с ним там Грознефтью поделиться, и Сечин, Сечин, кстати, тоже высокого роста, я не думаю, что он его тоже особенно любит, но Сечину и Давах Кальча, и что ему, скажем, импонировало, что вот, и Кремль периодически приглашает Ешмауи, это как бы мятежные республики, присоединившиеся наконец-то глава ИУ, его периодически надо будет приглашать, и на его фоне Аркадий Сансунюха лягч мухарду. То есть и эта мысль его просто, скажем, она была для него нестерпимой. И увидев вот этого Кантвац, он просто, короче, Гиришунцу реакции цаталамит и халуош таерци, короче, что он ему, как раз сорушен, короче, он ростом станет рядом со мной, и такого же роста там, я еще с каблуками чуть выше буду, и мысль, что 100%, короче. Давай больше, короче, на замену. Даже возьмите этого, который кресло ему грел, Медведев, ну вот, посмотри, почему он Медведева выбрал? Рост. Такой же шпенди, как и он, хотя я так всегда, короче, бахам, что он мог же, там, не знаю, кого-то другого выбрать, там, не знаю, чуть-чуть Байса того же поставить, но он именно поставил карлика, чтобы люди не могли их вот у нас премьер-министр карлик и президент высокий, короче, и вот у него в голове все время свербит это, ногчица не очень такое выражение на нанхаиш, вот у него вот этот червячок его гложет, он и вот эти чеченские, видимо, это пословие связано с этим, что да, ты можешь нарваться на хорошего
правильного, который не низкого человека. Но есть шанс, что он нарвешься на такого. Лучше не рисковать и вообще эту опцию не рассматривать. Ищ Саудиланд, наверное, какая-то. Я бы даже не сказал бы ее мудрости, он дальше харсту, и все равно даже дискриминировать человека из-за роста. Скорее, лучше было бы, что людям про такое объяснять в детстве еще, короче, комплекс, школьшон, что сами себя контролируйте и подавляйте, развивайте себя. Так, может, царя и гуморочи. А так они неосознанно это делают. Они не знают, что у них этот комплекс есть, и как бы он вгрызается в них, короче, расцветает, и они начинают, короче, неосознанно эти комплексы вымещать, короче. Тесла, он хези до премьер-министр Великобритании Кир Стармер указ подписать на Боцар 300 миллионов фунтов да поместно Швеция. В общем, постоянно страна летания Швеции. Тем не менее, говорит самолета Украины, чтобы они прикрыли какую-то часть своего неба. Говорит, кем современный, кем нашло что. Швеция, Европа, Европе, и Бош. Я не верю в это. Единственный, кто не хотел развала в России, это Америка. А Америка как бы главный босс Европы, так и мы автоматически накидываем на Европу хотелки Америки, что, естественно, неправильно. Америка, много европейцев, да. Европа, то есть, в принципе, есть шока, зналось, Европа, например, Польша и це 90 чем-то, 98 можешь, это царь, це на кем президент царь. Короче, царь Бог, Америка, как пугалка лилош в России. То ходая хорер царь Бог. Но я чувствую, да, Америки на Бог бац боды, чтобы люди подчинялись. А хинза, он Боган, Швеции, да, им есть флятен моей, царь 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 Цар мудой, кем наш царь мудой подписать совместно Великобритании, це премьер-министр Вук, он Кирстальмер Боша, Кюктайна, архетак заявление, 300 миллионов фунтов, я кемал до Украины. Да, Багдад, это просто его волю американцев, и там еще за этим Натаньяху, ихнюю, которые не хотят развала России, выдают как бы за общую волю Запада, потому что Америка как бы это лицо Запада, и США это как бы лицо Запада. На самом деле ни Канада, там, ни Австралия, ни Великобритания вовсе, не знаю, не хотят мешать развалу Руси. Шайматто развалится, догадаться, да это урал царь Бог, букушница. Что их заколебало это Русня со своими этими закидонами, скажем так. Багдадте, что Европа хочет развалиться. Америка не хочет. Старый Гаски Дона, короче, Арен Хуббо, Ханцар, с ними иметь дело как они варвары ба, человечество тадим на царь инзи ба, дючу Гадона, министр военный Эдюка Олагу, а уже посолу ба, им вообще верить нельзя ба, Вуко ба генералу, они варвары ба, они похожи ба на людей, на европейцев ба, но по сути они варвары ба, они не отчеловечествовали. Кажется, они халдован бог, шлюч бог, что и... Лама, чего ошибаться долгаешь, да, Украину проиграть до Салари и его Салари, разным слушаешь. И Россия его Саляца, и Украину проиграть до Саляца. И вот сейчас момент. Это возьмите историю, возьмите просто историю. Сколько раз было моментов, что EU еще что-то, просто Дон. Толкнули бы одной рукой, просто мизинцем толкнули бы, все, и уволил. И кто вытаскивал их? Притча, и кто вытаскивал их всегда? Вот американцы Россию. Нет. Я коллективный Запад. Есть пахан, босс Америка и Европа, которая его слушалась. Сейчас она перестала пахана босса слушать. Трампу массарского до уништяхан, короче, то есть как раньше
вот, ну, руководитель, скажем так, совещания, поведения, и уж они руководили Европой, а Трамп взял со всеми, поссорился, и Европа с Канадой его послали. Все, короче. Немцы, Америка, Европа не руководит. То есть от слова совсем. Трамп это не Америка. Трамп это не Америка. Нет, но это в Америке то, что есть в данный момент ее правительство представляет. То есть если сейчас, сегодня Трамп Америка, Трамп домовяльный, следующий там мистер Икс, он будет Америкой, короче, и четыре положения. В Америке власть президента, она очень сильно раздута. В Европе у президентов нету такой власти, даже близко, короче. В Америке власть президента, я не знаю, чуть ли не с Бен Салманом сравнима, настолько она, короче, скажем так, широкоформатная. Конечно, это не диктатор, там даже суд может его осадить, но полномочий, все. Полномочий. Lando Finlandia hade ona ядерный боеголовок. Еще даса Финляндия, а тут же Медведева новости, что Твиттер, что Хавари, я что сразу же, Финляндия теперь небезопасна от нас вовсе. Ах, мусовали, гуш, мода явно пугал к Америку, что делоши, иногда يجي دينج نيكولنت شن حياة نصر شش دوتش أور تكتاق يوشر ساري دون أسكتش أرايوكش إيش تسمعني شو أمريكاني هي تعاس ديك نعبوي إيش رزوا على سنية يجي وش باتش ما هين يوروبا تسلا هنا دقيقة ملا صار ليلوش تهمنا هيت حلو ترامب سموبر هم جينا دوبر أكي عندي شو دق إتسا يوخا شو نخرج بروبلم شوشة شكيك الوالو ترامب أمريكا ويا يوروب نو يوروبا وجه قهت ريزيات وجه شيء سمسنا بيلشوا بالبلقش يتستعدوا ده لوكاتولك أخذنا عندك درس Трамп, как и Путин, переоценил свою власть. То есть он сильно переоценил возможность и как бы зарезал эту корову, короче, вместо того, чтобы ее доить. Что Европа, Россию, Америка использует для запугивания Европы, он ламанховат, машуа ламанхо. Это его мысль, короче, и да, я тоже начал к этому склоняться. Может, там есть какие-то нюансы, но выглядит, по крайней мере, это так, короче. То есть крякает, как утка, ноги красные, короче. Выглядит утка, значит, есть утка Боша. И самца Аллаха, короче, да. Похоже, этим пользовались. И долго. Так, Рамштейн, Машуэла. Давненько тебя слышно не было. Так, и ладно, тогда я запись включу. Дико вашими молитвами, Рамштейн. Машуэла. Мы молимся за темных бациллы, Айхода, Амуса, Темиша, Халате. Да, проблема, могу включить. Тесла тярен самалета гранич да цаеш тахонт колшу газкаш железнодорожный даса Финляндия Креча Эстония унде что царь Газ получили, или, может, те с той стороны? газкаш та олшу газкаш Не знаю, может, ФСБ. В границе находится в распоряжении традиционно КГБ или Федеральной службы безопасности сейчас. Царь имитации слила, их 3 миллиона, их говорят, этих ФСБшников. То есть им нужно что-то придумывать, какие-то эти работу.
Так, у кого какие еще мысли? Я могу запись отключить. Можете свободнее говорить тогда. Это Дукса Тесла. И русские наши братья хотят за границу, начать, где всегда выезжать. И братья приезжают. Все, кто любит Путина, русских, обязательно должны все несчастья с ними вместе переживать. Иначе слова не сходятся с делом и обвинят в лицемерии. Аллах Ресулон. Муса маш ловил сюрдикала, бюстикала, омичауцаха. И братья ж больше дам целых на ее интеллект Европе того. Я не понял вопрос. Братья Шмильшбу. И русские не шли братья бацарыш. Или, может, я неправильно понял его высказывание. В отличие... Ладуа. Я, в отличие от вас, как политик, не имею права вот так вот резко рубить шашкой налево и направо. Я имел в виду угнетенных людей, которых травят, которых убивают, сажают в тюрьмы, не будь то русские, евреи, армяне. Они все братья по несчастью. Я в этом смысле. А в общем-то Россия никогда нам не была братьями. А шутите? Это Харвальчо дютер мадасти санди. Всегда Россия всегда была лютым врагом чеченскому народу и вообще всем колониальным народам. Зачем так примитивно рассуждать? Если вы судачите о политике, надо быть гибким, а пытаться делать из врагов друзей, наоборот. Да? А вот так вот там вот назвал братьям, да, вот все, кто сидят в тюрьмах, там, которых угнетают, они мои кровные братья, милвелах, русский, армянин, еврей, там, кто бы он ни был. Он мой кровный брат по несчастью. Я сейчас еще раз повторяю. И вам советую не махать шашкой. Я долго не дал мадак ногтишник. Нас и так мир сейчас ненавидит. Нет, это двойственно размытое рассуждение. Хетсон, я не утверждаю, я мыслю это. Он что сказать, что русские нам братья, типа они там тоже страдают. Вопрос создать, от кого они-то страдают? Вот мне интересно, от кого русский народ страдает? Вообще-то говоря, они все страдают по своей собственной вине. Потому что российское государство с испокон веку, там, со времен Владимира Красносолнышко, нет, тогда-то у него не было таких сил. Ну, во всяком случае, со времен там вот этого сифилитика Ивана, так называемого Грозного, и по сегодняшний день именем русских и руками русских угнетают всех остальных. И самих русских тоже. Суть я качи, шмусу массы бубам. Но я как политик не имею права вот так вот говорить, что весь народ это меня один, потому что политик должен знать, что каждым его словом может там или кровь пролиться, или сознание искривиться у какого-то количества людей. Значит, Джахар Дудаев не был политиком. Джахар Дудаев был очень изысканным политиком, между прочим. Очень изысканным. Обвел нас всех вокруг пальца. А вот я не знаю насчет русских, кого-то там. Если народ страдает от собственной власти, от его же национальной власти, и этот народ построил эту империю, то в этом виноват, я не знаю, только этот сам народ, что он сам это делает. Что они страдают от кого-то, это вот такое двойственно размытое понятие. Не страдает русский народ ни от кого. Наоборот, русский народ
за счет вот этих национальных республик, за счет нашего народа, других народностей, процветает и живет у себя в Москве, Санкт-Петербурге, страдает имперским шовинизмом, считает нас недонародами, дикими, необразованными людьми. И я молю, это у них всегда было и будет, потому что сама природа русской национальной политики – это имперский шовинизм. И никак мы не можем с ним быть братьями. Идеологии разные у нас. Ну, если ты вступил на политическую тропу, ты должен пытаться делать, если это возможно, хоть как-то, из врагов, даже в стане врагов, найти друзей. Я в этом плане сундил, да, Жюктидик, который там против диктатуры, али. И что в этом смысле дуи. Я понимаю, ты исключительно прав, что русские страдают по своей собственной вине, вообще-то говоря. Ну, как политик, весь народ настраивает против чеченцев, народ же слеп, когда он теряет ориентир реальный. Я как политик пытаюсь рассуждать. Я давно согласен. Я одно время, в первый период там, своей деятельности, обвинял весь русский народ. Но потом, ой, нас, ну как так может? Ой, ешь, да, işte. Более полумиллиона нахчи живут. Сахалин, Питер, Москва, Москва, Тунде муссу гаскивай массы бояльсюд. Теперь ардихар мы подрываем их авторитет, как говорится, их жизнь мы подрываем, ставим ставим в неудобное положение, их тоже. Вот цена ойля мы есть, я думаю, и о них тоже. Я как политик говорю, вы поймите меня как политика. А юшта багдик эльчи, ахмел борщик багдук, да и возлордук. Ахмел борщик, я под каждым твоим словом готов подписаться. Но как политик я обязан даже среди лютых врагов поискать, пошарить по окраинам, по сусекам, там, по огородам, пошарить, найти хоть как-то союзников, дуй. Вот с оглядкой на то, что миллион ночи раскошнее ашбу, тахна, че ахче дохш, че бизнес ешь, и задашь, вожидашь. Я о них тоже думаю, прежде всего. А по Западе, уахен, турлесу, отмудусон. Вот мы такие, а все остальные такие, бах. Я не имею права, как политик, как журналист, если я нормальный человек. Вот так вот говорить. А так, по сути, хабаку. Муса. Ассаламу алейкум, товарищи мусульмане. Аллахи лейш, всякие чумные бациллы демократические. Плохо слышно, плохо слышно. Ассаламу алейкум, Аллахи лейш, чумные бациллы. Маршал дышит, молчи, лам. Удержу. Сахатташ дерса Муса Ацеваля. Дия, хата. Машло, Муса. Машло. Муса, Хинза, журналист, моя всех улс, напоминать, журналист уволен. Так, статьяш язяш, что Джахари, Тацдол, Сингори, Еленил, нохчима кадякч. Нистагылар, ледер лунш, на твой взгляд, шадерши, язяш, что Болбин уповой, до Первой войны. Я Жахар, как личность, оскорбление нет, Ну, да, деятельность, деятельность, да, деятельность, что не те кадры он ставил на работу, там, и так далее, там, нефть туда-сюда пропала, украл, наверное, больше, что статья, коллокасовая. Вот, журналистский бол, абин дело, в те годы, Хазнехан,
действующей власти Косякш, Бучаев, да, человек один дело. Инза Гучдал Хуммадейн, последние там 2-3 месяца назад на интервью, что Асаева, и войлемнишка, до первой войны, хазнехсан, арбой хахуш, царна, топ-класса, амаш, с разных вот этих вузов по всей России, хахуш, ну, террористический базы, школок войлемнишка, на самом деле, вот, иш, хунд ютигах, да, саб, мы их должны были, короче, эти террористические базы заранее там еще в зародыше убрать, боже. Это, кстати, часть Нирия в те годы. Ну, я всегда говорил, что религия должна быть отделена от государства. Вот, этим самым Муса, мы... это не религия, это вообще, это боевые, короче, террористы. Ну, у нас в горах готовились, как стрелять из ружья и гранатомета и всяких пулеметов, автоматов. Ну, и царах лять, я не кстати. Я не помню, чтобы я говорил о террористических организациях. Вот никто не помнит. Он непосредственно его двоюродный брат Иса Умаров, ему Халиму Исламе Сицигахал. Почему ты про это статьи не писал? Вот иду Ой, Ассан уж критиковать даже. Я тяну, я говорю, что они одни из главных врагов. И Умару Иса, и психопат. И Удугови самые главные враги чеченского народа. А все остальные потом. Мосаик Тузмаядин нас, ну как вы можете? Я имею в виду вот именно и базы сейчас, Муса, вот насчет этих баз информации, школила даст, потому что Хашич будет, Удугов непосредственно Удудаева был, вот и Иса Умарус, короче, Халиму Исламитини из Базныш, туда еще этого... И Базныш, они были... Привели. Ясно, я об этом писал, что притащили этих арабов, нахрен они нужны были, эти арабы, нам. Если они хотят помочь, они должны были деньгами помочь, но не присылать к нам этих бородачей, да, и они, наоборот, нам вредили. Я об этом писал. Я много раз писал, я и недавно... До войны, я, кстати, шьюкаю про эти базы. Там. До войны Гинцам уже хылгало царя, да? До войны я писал, я не просто писал, я по телевидению Жахару говорил. И вооруженные, неконтролируемые банды, даях еще нельзя в казарменное положение, всю вооруженную наличность чеченского народа надо поставить в казарменное положение, как во всех нормальных странах. И вооруженные банды, даях, бош, я по телевидению выступал, Не, иш, Муса, и базныш себя на самом деле. Ой, Дейрхарах, Моссу весь народ знал. Во-первых, они не в горах. После войны, да, в горах, куда они добирались пешком 5 километров, когда они высаживались с автотранспорта, потому что... Да, в горах, в горах я не помню. Эти базы досели никто не чекал, это уже после Первой войны, это уже другая история. Нам интересно во времена Дудаева, базы, которые были у нас в горах, короче, он непосредственно прямой информацией говорил, что эти базы там есть, а твои статьи никто до сих пор не может найти. Вот, и вот интересный момент. Мне неудобно повторять. Не просто я писал, я по телевидению говорил, вот старшее поколение, которым там чуть больше 40 лет, они должны помнить. Я по телевидению говорил, вооруженные банды надо убрать. Даях, Захарович, Даях и Радую, Давах, Мельвер и Лоб. Я и говорил об этом. А Умар Иса, сейчас Хилар, мало ли там у кого... Обург зелем, дикон, хила, сюнщинкан, 2 выродка были, да?
Обур-Зелим же не виноват, что его два сына стали выродками. Я не виноват, что этот психопат Умаров был негодяем, ну и Удугов особенно. Я Бехки молодец, да, и что? Нет, за то, что Берг-то был, нет, вот просто интересно долго, ты Интересно долго, я сжег лакон, я всегда писал, я не знаю почему, тебе сколько лет? Может, два? Около 50 был. Ой, давай, а ты что, в то время не был в республике? Был в республике, был, но статьи я не помню. Алло. И никто не помнит. Вот, Так ты должен был помнить, как я по телевидению, как я по телевидению громыхал каждый раз. Ну, даях, вооруженный, банч, даях, казарменное положение, аж бог, ну, как ты можешь не помнить? По телевидению я об этом говорил. Być вышел Аралиус Моновчик Букаргерзец. Гарах, Массана, террористические организации, даях, бог, Вирсон, даях, нахсу, Жагарик. Это центр Муса из Бадовой Турис, короче, да, знаешь. Нирбара, Динарайс, Алла Рейс Улона, Диня. Володина. Ваш хатер, да, Муса. И ассоциативный договор Яцванер уже короче, Зелем Хайндер Биевичи, лучше он была, в 91 году в декабре. И вот передать Милор и ассоциативный договор передать. Ассоциативный договор мы вырабатывали с этим Юрий Федорович Вошь, был первый зам, он до сих пор жив-здоров, первый зам председателя парламента РСФСР, Хазбулатов, замбери. Юрий Федорович отвечал за чеченский вопрос. Вот смаковали этот вопрос. Федеративный договор подписать, ди. И, ну, народ не воспринимал федеративный договор, это опять дорога в рабство воспринималась как прямой возврат в рабство. Цундейла Чинкернахсоу, от фамилия вылетела из головы, Юрий Федорович, ну, первый зам Хазбулатова. Мы обсмаковывали это дело, да, и примерно татарстанский вариант цены, но даже более такой выгодный вариант тоже. Например, я сделал проброс, Яров фамилия, Яров Юрий Федорович. Сделал проброс, я, честно говоря, думал, что он и сразу отвергнет. Вот мы на едином пространстве, экономическом, там, политическом и так далее, ну, Чечня имеет право отдельно вести там международные отношения, там 5-е, 10-е, ну как Татарстан. И кроме всего прочего, внешние границы Чеченской Республики должны охраняться силами чеченских пограничных войск. Вот, да, обеспечение, естественно, там материально-техническое обеспечение российское. Но войска должны быть чеченские. Проброс сделал. А от Схена, если вы помните, там недавно ГКЧП там было там и так далее, там в Кремле не знали, как они там усидятся на этих своих креслах или нет, и они готовы были на любые компромиссы. И Юрий Федорович почему-то проглотил это дело. Да, хорошо. И этот пункт мы внесли. Я на радостях, Аснин Крим, приехал, договор, Один Мокшмяш, Бушун свидетель, что и. Вот, представил Захару, он, Мосик, мы их в баране рог согнем, они скоро сами там загнутся, пить, ты смотришь на проблему через московские очки, меня обвинил при активном согласии Яндербиева и Сосламбекова. Вот. И они этот проект не приняли тогда, в декабре. Прошло время, там, потом он сам стал напрашиваться там, на аудиенцию к Ельцину, но он его отвергал там, и так далее. Но это другая уже история.
Был такой момент, был, да. Я изо всех сил пытался предотвратить войну. Если бы мы подписали этот ассоциативный договор, я почему-то уверен, что войны можно было бы избежать. 300 тысяч людей положили, 42 тысячи детей положили, города разрушены, все. И после этого Масхадов предложил, если вы помните, перемирие на татарстанской основе. Это хуже был, условия были хуже, чем мой ассоциативный договор. Российские власти не стали даже разговаривать с Масхадовым. И мне сейчас кажется мне, ой, Ильич, мне сейчас терять нечего, я ни на что не надеюсь. Такое было бы занести бы нашу суду, и мне смерть в затылок дышит. В моем положении эшбит, да, хартик дица, биохумаду. Вот мне и сейчас кажется, если бы подписали этот ассоциативный договор, все-таки можно было избежать. Вот. Масхадов же предложил... интервалом Джофри Бауэри как того, потому что его же избрали президента, который идет по вектору независимости. Дейрдер. Я с Хусейном Ахмадовым, председателем парламента, он, кстати говоря, одобрил это дело. Бог был, Муса, Дейрес, он изважал, поддержать, Мавахансу там этот проект я представил, я не знаю, почему, что он хотел. Видимо, война была все-таки запланирована. В Татарстане у них не получилось развязать конфликт. Вот в Чечне только мы, чеченцы, мы можем быковать. Турлесту налево и направо. Запланированная хейдж, вам, Муса, какие-то противоречия получаются. Запланированные. Никакое противоречие. Надо всегда пытаться изо всех сил. Запланированное. Надо было пытаться. Если бы не получилось, не получилось. У нас был бы аргумент. Вот мы же подписали ассоциативный договор. Несмотря на это, Россия напала. Аргумент у нас мощный был бы. А то Виршсон мы... Нет, мы их там гонять не менять. Теми, что смотрят на проблему через московские очки, все забраковать. Вот. Пытаться надо. Захатар асдал мегдери бешекершу. Муса маршол. Чахта видео огнерсон Муса. Бусулдин варцадаху. Это ишхигду алқиран был шумду ал. Это мух в чем, как это понять? Это мукбаря. Я сейчас это что значит, Бусурбди был положение Сончил Дико Хашин. 99%, бойца, 90% верующих, активно верующих или пассивно поддерживающих верующих ситуацию. Кроме того, российские спецслужбы нас не оставляют и никогда не оставят в покое, пока они сами не разрушатся. Питан, что тюш, галаши, ночники, дагестанчники, ночники, внутри чеченцев там разные там Лама, Рой, Охари, Онкари, Бухари, что изи, Тайпа, мы знаем. А тут самое больное место религию, ислам, прямой наводка бить от чистопы, эти люди, царь Дющик дал откровенно день на ночь, дал. Это так кощунственно, это для верующих людей, верующих, что он махает, сончил дико, он что истинно верующий человек, он даже свою семью может разложить ради Аллаха. Да что, такой, нахчешь. Доуц халкан, якотюб что, он озаман. Киновый освободить один, когда мы будем свободны, атеистической пропаганды, я хайн малу.
Вот, бусурди недостаток шиит, хайн мало. Но гинц нам единство нужно. А взрывать нацию, нашу нацию изнутри с помощью самого святого, с помощью религии. Религия – это единственный остров, к сожалению. Вот, нахчал, махчал – это все сейчас ерунда по сравнению с Вот религией. религия, ну, Боган бацо, Бац, баштюкер, Муса. религия, Бохен, бац, религия. 87-8 года Дина Хабаш Махыла Бог, оказывается, когда даже никто не подозревал. Ну, вот аудал что дело, это дело, фактически это враги, вражеское это дело было. Ну, и нам надо было укреплять государственность, а не террористические организации создавать. Но, в принципе, дал ли бьюхом, исключительно бьюхом. Это взрывает нашу нацию изнутри буквально, причем с помощью самого святого. Цен бусулди дадич дубаха. Вот бьюха, цут ядица, хинц, и бузурди, кигу, и хамаят. Вот Не понимаешь. второе, там чумен, кузда азман. По всему миру дасахесен, аш юга корт Сабин, Бусурдино, Сабина, это и Русская империя всегда. Объявить. Дейр Сабина шариат помогал. Путин смотрина объявить. Путин и российское имперское государство всегда подавляло, особенно чеченцев, и будет подавлять, пока российское государство не разрушится. Поэтому Бусурдин, дикду, я воду, я иду, не время сейчас, не сейчас это надо делать, понимаешь ты? Вот в чем дело. Надо быть реалистом, политически, надо думать. Что политику, что реалист? Ты должен знать, это возможно. Хау шариат объявить первый раз мы нападем на Россию. Не надо заводы больше. Годы кусхавин, уахавин, аж юха атак эдизо кортер. Садьез кортер, садьез. Иш бьюхом шо элак и удугови. Ханя, деньги, там, Умарови, мы все их знают. Сейчас нам надо... Зум дукаш, даже ой, шара дадак дези, ой, шара дамух дак, кам дал мадуун, ты оскорбляешь всю нацию. Мудах докур мадас, ёхтох сыгла. Вышки докур мадас шара. Садиез Муса нис бог шара, нахоту диез во иншалла 100%. Садиез, ой, шара, Садиез, да вот тут, не надо. Musa цахатар да дитеш дин шадара надеюсь Подожди, подожди. Ой, садиез. Шара вот тут садиез, сам садиез. Ой, надо сейчас искать пути консолидации, чтобы сейчас грядут большие там трудности, к сожалению. Ну и вот перед лицом этих трудностей, чтобы нация была единой. Сундейла и шар адийца миграция пока, сейчас не время. Там ламру буй, ухар буй, келлер буй, онкар буй, и шдийца миграция. Всех шдийца миграция. Нельзя говорить ни о чем, что нас разъединяет. Пока. Вот как только мы освободимся, мы тогда скажем, вот религия, ислам сыграла там вредную роль вот на таких-то этапах там и так далее. Тогда спокойно можем в рамках обсуждать. Так можем быть. А гин свои даже зум вой массара шара дадак дези могут поймать там и шукаш и алини сейчас мигрдую вахань гин дить это не время сейчас. Нам к сожалению бяхма била Муса Хадашева, к сожалению абоч Антикача уже думающих людей вообще мало останется. Маршал думает, Сергей, Бюстика и Муса. Да, самый чумный гуксу.
Ну, я не знаю. Муса, Нет, останется. Муса, Сахатер, дал буквально Сахатер на жопу. Иса Умару Вац из Дурки чубал хватал, что он годинок, ну, за эту буях, как он туда попал и почему именно в эту Барагунскую дурку надо было ему устроиться. Он, я с ним не имел отношения, там наши семейные внутренние дела. Щедан, Кечинг, Марьях, он не общался со своей матерью, она нормально дует. Марья, يقش آخر قريشتين خبوش سيد حسن وري سيد حسين وري ملوري إي حلقة يحكن أكتوبر شيتن نخ يسن борзи حلقة يخ يحكن на законном основании Марья Заненич от Иса Умару Нан. А он, видите ли, оказался там львом ислама, тенью Аллаха на земле. Вот. Марья у них мне жалко было тетку там, я ей помогал там и так далее. Да? Из-за этого у меня не было с ним вообще никаких отношений. Абсолютно. До 90 даже до начала 91 года. Отношений я отец. А он учился, отлично закончил мединститут Орджоникидзе, по-моему. Орджоникидзе, где он учился, я уже не помню. В общем, мединститут он закончил на психиатра, в общем, специализация психиатра. Вот. И устроился в Брагуны. Это какой-то 8-й или 87-й год, по-моему. Или еще раньше даже. Устроился. Я с ним наладил дипломатические отношения только в начале 91 года. Как он туда устроился? Ну, в Брагуны редко кто хотел, я уже по своему опыту знаю, там ко мне обращались люди по некоторым вопросам, я был погружен в это дело. За Брагуни Бог бы не каждый соглашался, кстати говоря. А он согласился, и там он был врачом высшей категории, там проработал 15 лет. Около 15 лет там проработал. Я ответил? Да, ответил Диамус, ответил. Насчет вот этих съездят, эти ахалел, Астраханя, в 90-м году халел. И все, хатер за году. Да, я говорю, съезд, сега, это мен талавел вестхело, он хорошо ситуацию, хотел разрулить ситуацию, халавел, короче, урдалах, короче, эрду, да, чибая. Ну, следующий съезд, ну, как мы, сега мой съезд, короче, состоявшийся, я, дословно, он так дуа, а в следующий ник в Чечено-Ингушетии ездил, потому что гопавый будет бацу на наса исламский съезд, но чуть-чуть, а я планирую, хайривался. Я об этом несколько раз уже говорил, еще раз повторяю. Я работал в Москве журналистом. Вот в то время меня перевели в газету «Советская Россия». Это орган ЦК КПСС был от Сайна. И меня пригласил Яндербиев. Пригласил на этот съезд. Я был приглашенный. От Сайна я так тонкости не знал, хотя я религию всегда был сторонником отделения религии, да, и в студенческие годы, и до того. Но я искренне верю, что Бусур, он гинце уса Бусур дамова, делать, что вельчи Бусур меня давал, висетно. Вот, но я не экстремист, не это, но от Хайна, что патриот, как все мы были в те времена. Я по приглашению Яндербиева был на этом съезде. Съезд начался, и где-то к середине Котшена, к обеду, мы утром рано начали, и уже к обеду
рыжебородый Сюли, богослов, я сейчас имя его забыл. Все, Хайрулов, говорит. Изи Халимов, исламе, они... Багаудин, Воронез, Муса. Багаудин, да? Нет, подожди, Ватер, Багаудин. Я Багаудина видел. А это был... Он там тоже был, этот Багаудин. Да, он был, конечно. Он был там, да. Но Сунтивина, Багаудин, Ватер, Озу, рыжий, огненно-рыжий бородой, там, Сасюли, вверх. Сюэли и Халиму, исламе, они, Муса, свой, нас разгонят, нас посадят, чудуху докнутся, нас войска окружили. Он мне сказал. Я сидел в зале, сидел рядом с Эндербиевым, по-моему. Сидел я тогда, когда Умадацер, я сначала вышел, этот самый, Худухаш, на улицу вышел, там полковничек в погонах один был и в гражданском другой КГБшник. Я понял, что за паровоза там идет в гражданской форме. Ему я показал удостоверение специального корреспондента Советской России, представился, там стандартную речь ему произвел, там, что вот мы за перестройку, за гласность, за Горбачева, мы очень много у нас врагов в Советском Союзе, хотят там прикрыть, там, это самое, помешать перестройке, гласности, опять вернуться там в тоталитарное общество. Вот поэтому мы хотим, чтобы и религиозные, там, исламские там, организации были там на стороне правды, на стороне там света. И уже стандартную речь я произнес, и он тогда смягчился. Сначала он потребовал: немедленно давайте выметайтесь, иначе мы вас сейчас из ВЖЛ. Там две, по-моему, машины было, эти крытые грузовики. А когда я показал удостоверение, выступил, и мы с благими намерениями, наоборот, поддерживали ВЖЛ, с Хамельдичи, он тогда смягчился и говорит: хорошо, ладно тогда. А мы 2 дня планировали съезд этот. Вот, планировали 2 дня, и он говорит: до конца этого съезда, до конца этого дня мы вам разрешаем, потом расходитесь. Иначе там туда-сюда. И все, я вернулся, выступил. Это я для поднятия духа, мы не должны уходить, мы должны там из ВЖЛ, чтобы поднять их дух, там, из ВЖЛ, выступил я. И они провели там какие-то выступления. Багаудин, кстати говоря, выступил. Потом этот полковник ФСБ Дениев Адам выступил. В то время мы не знали, что он полковник ФСБ. Сун лично, я даже уважал его. Айдон КПСС, партия Намасан, Камель, я ему лично симпатизировал в то время. Вот он выступил там, еще кто-то выступил, все, и до конца довели мы этот съезд. Вот, разъехались, я пил Татарина, вот, и утром уехал оттуда. История вот такая. Я не знаю, зачем на этом акцентировать. Что важно, думался. Han сыграл роль не как какой-то гость, он сыграл инициатору, потому что ты требуешь, чтобы это не называли партией, потому что это сужает значимость всей происходящей. Юг сыграл, чуть-чуть, да, я, чуть-чуть ингушети. Да, я, короче, сыграл, я это был, а вы и съезд. Ты, сыграл, левуш, инициаторские, идеологические богуцеги, хотя... Да, совершенно верно. Я был душой и телом за Оцлена. Вообще крайне бусурбер. Я тогда
Варида Аллах, я Аллах Бог, летца гасках. Я и все мы были бусурнабер. Я даже когда приезжал, я 2 раза был в республике, в командировке по жалобе. Вот, Дин Мокшмяш Волшучу, член исполкома, в Турции живет. Можете у него спросить. У Сайтасана Абу Муслима спросить. Вот, Хайна, я защищал мечети, защищал, там, Бусурнах защищал, да, и искренне. Тут ничего удивительного нет. Мы все были мусульмане. Инсиол и Умшун Цахар Бардикащина. Там Щичало Мегрдуи, там 9-летний. Подробности я не знал. Я знал, что я мусульманин. Что мои предки все сражались под исламскими знаменами. И я был искренним сторонником ислама. И в то время я готов был за ислам умереть, если надо, если на то пошло. Тут ничего непонятного нет. Любой нохчи был оценок такой. Это потом мы уже стали там внедряться, углубляться, там, погружаться в ислам, там, читать Коран, там, переводы, оцена. Даже Крачковской русский перевод Корана у нас с Айтасаном был, от нас чеченцы даже шарахались в МГУ, когда мы студентами были. Вообще антисоветчик убог, что ли? Запрещенную литературу. Даже перевод Крачковской литературы. Вот, поэтому мы не знали тонкостей, не слушал тонкости в военных Сахарах. И я в то время, если надо было, я не знаю, Кихтич, может быть, я испугался бы, наверное, задрав штаны, бежал бы, наверное, оттуда, наверное. Но мне очень кажется, что я до конца там готов был и погибнуть, если надо, там, и так далее, за Бусурбды. Тут ничего непонятного нет. Вот скажем, Лаймосу дарах Бусурбды. Ой, бензеду, иншаллах, Муса. Говоришь, бежду. Муса, хатер, истиадаться просто для вот твоей, информации, если ты что-то и тоже, видео шкрюешь мойсу. Из ФСБ слив юэлер и видео, да, это потому что какой-то Дениевский какой-то оператор только снимал личный оператор. Да. Но журналист Волдейл, он ходишдар, алтедвина видео, потому что в Ютубе в одном канале 7 лет назад залито это видео, на канале Бадр непосредственно шу цигахлёлые движения ютюн, алболя лошбуй Бадр, он бозу бозина. Вот цюн канал, и он не хошу алых чуквасан видео, ФСБ, короче, личный сливиация, он из санадейн, духе елши видео, вы просто плохо искали его, а тот, кто искал, нашел. Иду, хинсахатер дуса хинс, действительно. Да, я отвечу на этот вопрос. Во-первых, я не знаю такого. По-моему, такого не было. Никакой Бадр, на 7 лет назад, даже год назад этого не было. Я всегда искал вот этот ролик, просил там разных людей, я не смог найти, концы не смог найти. Да, Сароны. Действительно, Дениев Адамс, Валин, верхний кумык, по-моему, по национальности, оператор. Только у Дениева Адама эта кассета была. И если даже эту кассету выставили где-то, то только из недр ФСБ, КГБ это могло, санкции КГБ это могло быть, ФСБ вернее. Только с их санкций, потому что у ЦРГ медиатор и кассет. Ни у кого больше не было. С Дениевга я несколько раз просил, я в хороших отношениях был с Дениевым, вплоть до 92-го года. Вот я все-таки не разочарован был в нем. Я у него по-дружески просил, копии ехать, Мелхарбарон. Он мне Али не давал. И вдруг появляется у этого чумных этих бацилл появляется вот эта кассета. Конечно, они могут сейчас оправдываться. Там 7 лет назад было, 30 лет назад было, там Бадр, Мадр. Не было этого, не было.
Я вам ответственно заявляю. Канал был ламан гоядал. И чуайон ссылки с видео. Ну, ссылка, харю, но это неправда. Ссылка, не, Муса, Ажалан. И YouTube чапич вот не сейчас, там четкая дата, когда залито. И видео, пожалуй, что классно не он, и случай ссылка, что классно, ты сам шипогерал, что классно, и ссылка даст, потому что люди спрашивали, ссылку включаю. Пожалуй, он есть еще одна ссылка, из сюда, и он из еще ссылку, пожалуй, что классно видео. Ну вот и здесь санкции. Да. Санкции, просто исламский съезд, короче, в Астрахани 90-е годы, а YouTube через он шии, короче, и канал, что он имеет ничего, дата, когда мы что классно, пошел, шаги, мусульман, видео, что он ничего. Ну, в любом случае, залиты не санкции ФСБ залиты, это я знаю точно. Да, скорее всего. Залиты. Сейчас в интернете можно... Allah болбаризм, из этого Сахатер дуса, Джохар Акачен, Вали он выступит садина, Сусигаха выступит, да, речь Перксен Сигаха, которая всем она хорошо заехала. И Шун Хазвела, что группа Войнавская демократическая партия. Шун Хазвела, его удуговывает, и удугов Хави, Муса, он согласен, а удугов да, что команде его да. Фальсификации губернских округах, короче, делегат Джохарин, потому что мы не могли его протолкнуть, потому что он просто гостем был. Вот, и момент, обсудите, это будет вот, насчет этой фальсификации. Ты правильно, я не знаю, откуда у тебя данные, но ты правильно говоришь. Мы послали Удугу, он с ним переговорил. И я, честно говоря, не верил действующий генерал, там, стратегической Ханят Минядинг, что согласится в том уголовник Шмадери фактически, да, и на мне висело уголовное клевету на муфтия Северного Кавказа, развратник. Я о нем написал фельетон в газете «Барт», и на меня возбудили уголовное дело. Эндербиев был в бегах, там, в бегах не был, но на него давили, там, Сайд Асан боялся показаться, там, боялся, ему запрет был в республику, да, и к нему домой ходили, там, ФСБшники узнавали, КГБшники тогда. Мы были шпаной в глазах режима. У нас не было ни сил, ничего не было. Это на свой страх и риск семьясы уакайшундуи. Месяцами скитался по Прибалтике, по Грузии, дуи. Такой номер газеты «Бахтер». Она, кстати говоря, газета сыграла выдающуюся роль в организации этого протестного движения. Вот мы были вот в таком состоянии. КГБ нам не позволяло даже в подвальных помещениях собираться, нам не позволяли. Я помню, Бек Межидов как-то договорился с кем-то в помещении давайте Гуловой Элла, общество «Кавказ», которое возглавлял Бек Межидов, и ВДП. Вот, мы собрались там, человек 30 нас было уже, 30, чуть больше, может быть. Только мы начали говорить, сразу там вошли там в гражданском, милицейском, там всех разогнали. Вот меня и Сайд Асана потащили в каталажку, нас, правда, тот же вечер выпустили. Часа 3-4 мы там, нас продержали, выпустили. То есть вот в таком положении мы были. И вдруг вот на этом съезде Жахар выступил там, вот мы там имеем такое же право, как и все остальные, на суверенитет там и так далее. Говорят, Москва пошлет танки, пусть под танки лечь можно, бог. Что это? Я до того, как и все, в то время он авторитет, я сердцем, генерал Меч, Зудьи, генерал Оцан, уже все знали, что выше полковника было указание конкретное из ЦК чеченцу не пропускать выше полковника. Об этом даже говорил
историк, вот я фамилию уже забыл, военный историк. Вот у него в одном из его выступлений, он прям откровенно, это уже было в годы поздней перестройки, он говорил, да, вот была установка чеченцев именно не выше полковника не допускать. А тут целый генерал, руководящий там стратегической авиацией, там, там, и ну, у всех вот такое было там отношение. Им хакаюш, мечка ялин, там, ханят меня, КГБшники, вот у всех такое было. И у меня было там вот приблизительно такое отношение. Все, что было связано с Айдлати, там, Компартией, я на дух не воспринимал. Вот. А после этого выступления я как-то мысленно на волнах памяти, как говорится, унесся там к лермонтовским произведениям, Измаил Беев, там, как черкес был вывезен в Россию, молодой мальчик воспитывался, там, стал офицером, а потом, когда узнал, что его там нация, там, черкесы воюют за свободу, в сторону своего народа, и погиб Бош. Я с детства зачитывался там вот этими Лермонтовым, Пушкиным, и как-то мне показалось, что он, видимо, все-таки он стремился, наверное, вот, и в душе всегда лелеял вот такое «Элла». И я даже эйсен дурак юксоту, как я мог огульно так быть о нем такого мнения «Элды». И Салымбек, Салымбек Бош, вот Аят Идиго, девочек, тренер по вольной борьбе, там я у него занимался немного, да и он хороший мой друг был, наставник. Диксек, говори, исключительно Диксек. Он мне предлагал в первый день съезда, перед началом, и что, генерал Муса, что, хочешь, я познакомлю? Да, в конце есть он генерал, если был бы ученый, там, ночью, другое дело, с генералами не хочу. Я отмахнулся от Сулымбека Идигова. Сулымбек Идигов, ну, Жахар захочет, Гергу, честный Герр, я в то время об этом не знал. Когда он выступил на перерыве, я сам подошел к Жахару, вот, поздоровался с ним. Жахар, интервью, я был о тебе плохого мнения. Духку хвалысоешь, уже интервью, что Диксаку, я извинился перед Жахаром даже. Вот вот он нас всех подкупил этой речью, и мы для нас это была зацепка. Я подумал, там, Дейланд, и мы никто там халхвал, что исан авторитет, что вот с этой точки зрения мы сами вышли на него, вот, и он дал согласие, вот, к моему лично удивлению, дал согласие, и мы тогда, да, я действительно признаюсь, мы Мухадиборс, Дину Ацасон, чего Дикса говорит, Вукхинца Дамова, по Гудермесскому избирательному округу ответственный, я ему дал указание, чтобы он подготовил документы, что он не приглашенный, а что он делегат округа. Мы сфальсифицировали документы, и таким образом он стал этим делегатом. Вот. Это для того, чтобы мы могли его избрать исполком ОКЧН. Вот Игалту Елс Югар, например. Я признаю это. Но вот нужно было это во имя нашего общего дела. Фальсификации, вина, векна, мы хотели, чтобы для дела это сыграло, да? Маршал Думасарга.
Лечи Умаханова, он президент, председательство ОКЧН. Он председатель Ватери, он был председатель оргкомитета съезда. А на самом съезде, там 2 дня съезда было, на самом съезде мы совершили там переворот. И не он стал, а Дудаева мы избрали. Он не был председателем, не был никогда. Он был председатель оргкомитета съезда был. На роль этого председателя его выдвигали большинство там потом после речи за Джахар все передумали. Джахара начали. Да, после речи Джахара все симпатии у всего съезда он вызвал. Муса, из твоих слов получается, Сайга придумать лишь, да, сам чисто вывод има дешнешах. Джобер Эшейна как, ну, Элду из Модердич, нам он нужен был как боевой слон, короче, нас, и шукар рвелок, и вы хотели тянуть ниточки, так, и Шейн, что ручной винцеха, лилули, и шукар рвела, некоторые кадры он не ставил, которые ты ему подсовывал, короче, да, Нет, ты неправильно понимаешь ситуацию. Он, действительно, мы его как боевого слона метили. Ну, мы не знали, я не знаю. Кстати говоря, Бек Межидов, Дин Мокшмяш Волшуи, он всегда меня обвинял. Они хотят то-то, то-то, Бог. Он прям будущее мне предсказывал. Кстати говоря, я с ним несколько раз ругался по этому поводу. Вот. Я думал, что он будет настоящим руководителем, поскольку он генерал, там, это. Ну, что он, допустим, сформирует правительство из одних бандитов, вот, Мамадаев, Оцена, к тому времени даже обком партия в советское время уже Техан, там, расхититель, там, на него уголовное дело было. Где-то он в Сибири, где-то в Туркмении, по-моему, там продал это самое, несколько этих строительных там управлений там и так далее. Вот его моготки богша вот хомосу дял бельоша. Не я один, а все, кроме Яндербиева, все, Сасланбеков был против, Сайдасан Абу Муслима был против, Инсадин Мукшмяш Волшучу, можете спросить. Мы все говорили ему, Маотти, Жахар, и Бьюхмаш, Маотти, там специалисты должны, Маев, спортсмен какой-то, Текель Шидош Алтаушел, не по-русски, не по-чеченски, да? Вот, Мараева сделал первым замом Мамадаева. Там этих там, короче, вы все знаете, остальчи. Вот, то есть из сплошных жуликов он сформировал кабинет министра. Вот, мы не знали, что он это сделает, например, я не знал. Керахуяли, что мы его хотели использовать. Зачем так примитивно? Использовать. Муса, интересно, Джохара воевала, короче, десантировать, Россию был, что может быть, это мощная была это самое спецоперация КГБ, я считаю. Вот хорошо, сейчас. Говори, ты был участником этой спецоперации, Муса? По неволе был, кстати говоря. Меня в темную использовали. То есть тебя в темную использовали, да? Да, совершенно верно. А мотивировать Джохара цеги, да, вот за договор, за лица, которые с тобой обсуждают. Но я же тебе сейчас рассказываю, что когда он выступил, у меня появились симпатии к нему. Я поэтому пробным шагом послал к нему людей. Да и Цунде, никто меня не мотивировал. Меня мотивировала моя душа, мой ум, мое желание там иметь прочную организацию. Во главе этой организации вот такого... Да, Муса,
инсхажла. ФСБ, ну, КГБ в те года. Цо Иван подсовывать вяшхача. Сунхалдар и из КГБ, из него сделать делегатом заранее, халхедюн подготовить, винкячу, делегат, не гость какой-то там в погонах, ну, генеральском кителе, а вот именно вот делегат, да, вот ищувает халдерцаны, да, Не, извините, подвиньтесь. Оцена, у нас прочная организация была, может быть, они так теоретически могли бы такое, но мы не допустили бы оцена, то отчаянно бермусу. Ну да, у них Завгаев тогда был, понимаете, Ну, Завгаев, они нашими руками, они сделали, нашими руками это сделали. Вот в этом заключался изыск КГБ, я считаю. Может, я ошибаюсь. В этом заключался изыск, что они там планировали там вот, психологически, да, и моменты, и нашими руками был продвинут туда. Ну просто, Муса, сам согласись, рок фантастики, в КГБ его подсовывают какого-то не готового серого, сырого, да, генерала, а вы его ставите, короче, да, с фальсификацией, короче. Что здесь непонятного, я не пойму. Он, во-первых, не был сырым, он был умным, умнейший генерал был он, во-первых. Во-вторых, что здесь непонятного? Тут логическая цепь выстраивается. Непонятно, Ажан Муса, непонятно то, что говорят, что его КГБ нам подсунуло, а вы его поставили. Понимаете, фальсификации подставили. Ну, там, значит, вы работали на КГБ, получается? Да, кстати говоря, нас темную использовали КГБ. Вот меня лично использовали. Я признаюсь в этом. Кстати говоря, им полбеды мы в Абхазию, когда я уговаривал там Ханкарова, там Дашаева, Басаева уговаривал ехать в Абхазию, вот я лично был инициатор. Это, то есть, опять КГБ... Шамиля Басаева, индуция. Да. Ну, в Абхазию когда, в 92-м году. Мы их посылали... Юсуп Цадрица, Юсуп Мавар, агитация, Юсуп Мавар Сасламбеков. Васер, ну, Юсуп тоже, кстати говоря, активно участвовал. Я за него статью, Юсуп, правильно. Ну, я имею в виду, я сейчас подчеркиваю свою вину. Юсуп дал, ну, он сам ответит. Но я хочу за свою часть вины ответить. Вот, от Сайна мы послали туда этих ребят с отрядом, как голубые каски, да, разъединительные, ну и вот Сайна. Между абхазами и грузинами были большие противоречия. Массовые потасовки были несколько раз. В 87 году первая потасовка была, в 89 году, в начале 89 году вторая потасовка была крупная. Да? Вот, напряженная обстановка была. Там, кстати говоря, вина грузин тоже была. Да? Они абхазы, апсу, они приезжие, они должны уйти там за город, бог, что это? Обвиняли нас во всех грехах, да, и абхазов, и нас. Вот, мы, чтобы предотвратить этот конфликт, послали этих людей. Ну, китовани бог, Абьёху Мерахот, министр обороны, да, еще скуз Амяль Диртинс, да, в личном разговоре вроде бы он так нормально понятливый был, а провокация он был инициатор этой провокации. Перестрелка, и там несколько абхазов было убито. Река Псоу, разъединительная там часть. Тигах Шико Абхазию, Ханкаров их предупредил, там людей послал, там мы пришли сюда, чтобы не было между кавказскими братьями не было кровопролития, там что-то. Вот проблему эту можно решить мирным путем. Ханкаров туда человека послал, да, но все равно они несколько дней подождали, и опять провокация была, опять несколько человек было убито. И вот таким образом поневоле втянулись, вот, потом крупномасштабно начались, ну, и перестрелки, и Басаев, Ханкаров, они вот таким образом ввязались, ну, в эту войну.
Вот. А КГБ нас использовал вот, и опять в темную. Ну, ханхэр у нас опыта не было. Вот что Слава Ардзимба потом, который президентом стал, он тогда директор научно-исследовательского института был в Абхазии. Слава Ардзимба приезжал ко мне, Азган, Гогу, но Дуку Беркуш, писатель, классик, Даур Зантариев, из Готтери Чурвелду, нам не дают там мечети строить, нас насильственно охристианить хотят. Илья II шастает по Абхазии, там насильственно крестит абхазов, боже. И, конечно, например, так это Грузия насильственно крестит абхазов. Да? Вот. Ни одной мечети не было, да? Не дают возможность мечеть строить, да, боже. К нам приезжали почти все вот эти вот абхазские лидеры. И мы по их просьбе вот послали вот этих троих, и Гилаев, Гилаев он сам без нашей просьбы, сам со своим отрядом поехал туда. А фактически ОЦЕН КГБ нас переиграла. Нашими руками вот эти чеченские отряды, они были втянуты в эту русскую там, эту авантюру, и грузины были сломлены. Вот я признаюсь, йок вина моя оцена. Надо признавать то, что было, чтобы не допускать вот этих ошибок. В начале 90-х, особенно до Первой войны, особенно когда вот 92-й год, да, 92-й год, нет, 91-й год, да, 91-й год, как раз Джохар Харджинхан Ньюза, Ицхайна средства массовой информации, я научу чаял, и вот в основном и Хали Лошчер, Хэнкара Эрис. Ну, одно время я руководил там телевидением, радио, газетами, всеми, а потом Удугов как министром поставили его. Вот из Хажла, из Хата думался следующий, Делесов, доктор. Басаевся, че на ощине садую горнацом, цинцхалага, цара минудира, кимададина, что Турция, короче, пока там в Турции вот это пресс-конференция, все там и так далее было. И ночью чувак и героизирует ваш средства массовой информации. Из Басаева героя Шери Хамаха, ты же не можешь это отрицать. Ну, в моих глазах он был героем в то время. Нам надо было обратить внимание мировой общественности. Да, да. Это герой Вирцинов. Просто Дючсан дочь героя Вирцинова. И весь народ поверил в его героизм. Так, это авалина, что герой вина, Дунаевна, короче, подсунутыра сейчас как героя. Так, и, естественно, если весь народ считает его героем, так, Дудаевна и герой, вот, по-любому, царь вещается, потому что не может пройти против воли народа, избранным народом, король вас. Так, его на этой славе Басаевна еще отряд Палер, батальон, то есть Палери. Ох, Цакеллер, у него вот, во время вот этой операции абхазской сформировался этот батальон, абхазский батальон. Это до абхазских событий, до Абхазии Волима, да, Нет, подожди. Да, это до Абхазии. Это. Ну, верь, абхазский батальон, он сам создал батальон. Гилаев. Басаев угоняет самолет, Басаев угоняет самолет со своей дружиной, и он возвращается в нашу республику просто вот героем номер один. Он затмевает всех своим героизмом, потому что средства массовой информации так сделало. Телевизор, чувак, герой. Да. Да. Такого героя
так, конечно, батальон Пала его уже начинают разрабатывать. До этого из-за Ельцина Одеш Москва, как раз в августе, короче, 91-го года. Юлцу Кимада, Доя, Юл Эштон Герой, Воя, это абхазский батальон Полыш. Но это не назывался абхазским батальоном, Эштон батальон Кул, и батальон, абхазский батальон, потому что этот батальон закидывают в Абхазию. Тебя, Массанха, Хаслед Юмуса прослеживается, Деш. Нет, ну вначале, например, и абхазский этот отряд Басаева не я организовал, я никакого отношения не имел. Басаев был моим другом, Багдыгач, я признаюсь. И Басаев, и Гилаев, не Гилаев, Табаш, друг Васер, так, ну, эпизодическое, так у нас были встречи, а Ханкаров вообще как родной брат мне был, да. И ситуация, я никакого отношения не имел к его отряду. Я имел отношение к тому, что он поехал туда, в Абхазию. Вот тут, пожалуйста, я виноват. Я виноват, виноват вообще, что там говорить. Он Малкев, Муса, почему его туда, в Абхазию повели? Да, в темную используют инхулитвы даже на этот раз, да, мало. Почему, на самом деле, России надо было, чтобы он попал в Абхазию? Ну как Россия, это же элементарно, чтобы это выглядело, что не руками российских войск, а вот руками северокавказских ополченцев все это сделано. Для этого было. Вот мы не знали в то время. Все было в нове. Для нас все было в нове. Для нас самое главное было освободиться от колониального гнета. И потом в будущем свергнуть обком КПСС. И это цель. И мы все поддерживали, все, что было против системы, угон самолета, там, все, что угодно, я лично поддерживал. Лишь бы это против КГБ было, против обкома было. Айдл Харсу Хальчан. Я был за всех, за мусульманских, за христианских. И там, даже если откровенно террористические организации были, я за них был бы всегда, если бы знал, что они против советской власти. Это все чеченцы так думали. Почему вы удивляетесь? Я вот не пойму никак. Муса, чеченцев формировалось общественное мнение, ты сам знаешь через что. Да? Единственный способ формировать общественное мнение в те годы было телевизор, радио, газета. И формировать общественное мнение. До того. Я про Басаева говорю, про его героизм и так далее. Он герой в момент, чтобы его... На самом деле, или ты не ответил правильный ответ. А правильный ответ много Салевик. Правильный ответ, закинули Басаева, он не очень такая значимая фигура была, и без него Абхазия справилась бы, или нашлись бы другие люди. Но надо было, чтобы там чеченцы были. Надо было поссорить с грузинским народом. Не обязательно грузинским руководством, которое там менялось частенько, а именно с народом. Футбол там с головой, и миф ЮЭФ, короче, да, грузинов убивали, чеченцев, чтобы нас отрезать от внешнего мира, потому что Грузия единственная независимая. Да, совершенно верно. Я согласен с тобой. Готовились к войне, Муса, видел? Готовились к войне. Правильно. Полностью отрезать. И тогда цепочку Ларьяна, Муса, тебя там часто использовали в темную, получается, да? Так весь народ использовали, всех нас использовали. Вот у нас выбора не было. Все было у нас направлено. Айдлан делал, КГБ, АБВГД, обком партии, там вот Цан делал Хальчан. Мы за все были, за каждую зацепку готовы были уцепиться. Мы все заблуждались, конечно. Но я говорю правду, как на другую, признаю свою долю вины, а другие не хотят признать. Все были, все войнохчи от Схена. Там, допустим, 50 и больше лет до нахер. Мы все были одинаковые. Вот все чеченцы думали, как я. Все абсолютно. Лартевик, который воспитывался в чеченском духе, Да. они все думали, как получается,
Получается, один Дудаев был намеренно засланный казачок, чтобы Хажан, я не знаю, дестабилизировать всю обстановку. я свечку не держал. Может быть, он и не был заслан. Это мое мнение, я ошибаться. Я часто ошибаюсь. Наверное, я и сейчас ошибаюсь. Я свечку не держал. Может быть, он и не был заслан, но то, что он делал во вред экономике и политике чеченского народа. И это вы должны принять. Если вы честные чеченцы, желаете добра чеченскому Может, народу, он вы тоже? должны это принять. Да, мы стараемся быть честным, исходя из той информации, что нам пришлось увидеть, там, услышать, так, построить свою какую-то логическую схему из этой базы данных. Мы тоже пытаемся всех как-то вот недопонимающими сделать. Но мы не хотим самообманом заниматься, вот всякой ложной скромностью и Это да, притворством. это да, самообманом нельзя заниматься. Но теперь у нас есть политический опыт, к сожалению, да. Тахлор, знание Шелгари, мы скольких ошибок избежали бы, но близок, но локоть, как говорится, в таких случаях. Ну, если мы не будем сегодня вот из этих наших ошибок черпать, да, вот как бы знания на дальнейшее, на будущее, чуть-чуть оглядываясь назад, больше смотреть вперед, да, оглядываться на наши ошибки и как-то смотреть вперед, дальше, в будущее, а не жить в прошлом. Не надо. Лавач, да, Мулахаюх Доулет, да, Муса, а он примерно вот эти 89-е, там, 90-е годы Ендербио, что он шариат, гума ацхайн, что целиш, год диез бокс, что хагош, гум леричен, цель леричен, Дело Зелем в последнее время очень буквально Масталдер, я написал ему в 93-й год Дерматсоны письмо такое, оскорбительное. Он резолюцию написал возбудить уголовное дело. Министр МВД Албаков, Дин Шушун, можете спросить. Вот, он это дело в архив пустил. Тут я, в общем, короче, вот, у меня были натянутые отношения с Ендербиевым. Но Бакладез первый период до выборов, во всяком случае, вот, Ендербиев вел себя великолепно, да, смело говорил дело, заподозрить, как мне кажется. Диккан, меня он критиковал часто, пытался подправить. Муса, он такой он был в первое время. Но исламский, вот надо, кстати говоря, несколько раз мы с ним спорили. Я всегда был за то, чтобы ислам отделить от государства. Этим самым мы защищаем и ислам, я всегда говорил, и сейчас говорю. Вот отделяя ислам от государства, мы ислам защищаем, потому что когда ислам является аппендиксом государства, туда входят все негодяи. Вот мы, Инфлор, кадыровский, богословский контингент, мы они такие. Вот. А если ислам будет, любая религия, если будет отделена от государства, вот, никаких прибылей нет, преференций нет, туда будут входить только искренне верующие. Вот. И аргумент тот, что я всегда был за отделение. А Ендербиев со мной спорил. Еще пару раз, я помню, мы Муса Бусурди Кёрта должен сахать. Вы свобода, харят и захарят. Причем без свободы мы задолго до ислама боролись за свободу.
вот, вплоть до времен Тайми Бибо, то есть последний был наш чеченский предводитель, да и до имама Шамиля мы без ислама воевали против колонизаторов. Вот, и он ну, спорить, да, раз съется. Вот, вот Уже это же... вербанут вина подозрение ясунулся. Вот Дело... Дуда замер, вот, пример, следующий. Сдавал подозрение, что мы Вербануть, не знаю я, совершенно. Но по делам их, судить их Элк, Иисус Христос, он не дает. Царь Ленин, Чуман, КГБ, совершать, они явно действовали в интересах КГБ, сами того не подозревая, разграбляя нашу экономику. Вот, а Яндарби, вот, его действия, вот то, что после Ну, смерти Дудаева, после гибели, так скажем, вот его ну, действия. Его действия вот, на Цацовом ждите и счастья, я об этом когда-нибудь напишу, но он провел очень крупную аферу, наикрупнейшую аферу. Вот, но он и искупил это своей смертью, Бали говорит, да, газу Своей смертью где? В Катаре, куда он сразу в Катаре, сбежал? да, в Катаре. Куда он Катаре, сразу да, смылся, да, вот он был, может, он был да. завоеван этими катарцами, этим арабским миром за свои интересы. Вполне возможно, потому что и Да, Цигевоган, Цига Вельвол из Веддавоган Вельвол из Хусихал Дисчан. Не хочу я быть судьей ему. Царь Ленин... Не, но то, что он с какими-то людьми в этот промежуток после смерти Дудаева с 96 по 97 год, пока прошли выборы, то, что они сфальсифицировали вот эти конституции, всякие поправки, то, что мы переходим на исламские правления государства, всякие шариатские суды, и как он передавал Масхадову конституцию полностью подставленную под шариат. Исходя из всего этого, да, это тоже ты прав. Такое тоже было. Он никто, никакой человек, ни президент, никто бы он не был, не имеет права всю вот эту конституцию, которую народ своим кровью, потом добился, он сквозь века добивался этого, взять и там какие-то буквы, там, я не знаю, точку восклицательный из него сделать. Вообще никто не имел права на тот момент. Да, не имел. Только на референдуме народном. Только ни одну букву там поменять без спроса народа никто не имел права. Да. Но вот эта основа нас привела, та основа, которую заложил Яндарбиев, нас привела второй кампании и начале вот этих бесчинств, расстрелов людей, там всякие разные другие мероприятия, которые проводили. Сунцагон, цанимете, хесту и чудин хума, там хайн билгал да хуштала нахан дозити штук. Сун диком до 91 года, до выборов, мелильных, диклильных. Ну, это было его вот это всякие писательские какая-то деятельность, то, что он хотел. Нет, и политические тоже шаги он делал, правильные, смелые. Но после выборов он сломался. Сколько я помню, никаких правильных шагов и вообще делал. Он я дарил, что я метtek Он изначально был таким человеком.
ни рыба, ни мясо, мне так сказать. Я хочу усопшим либо хорошо, либо ничего. Ну, его отец был лучше, наверное. Це не хочу я сейчас о нем говорить. Ну, царь Ильны, дела их были плачевные, их Ахсон, точно. И Жахара, и его дела. Яндарбиев еще замешан после августа события до выборов Масхадова, миллиарды, которые выделены были на завгадское правительство, они разворовали. Там тоже Яндарбиев получил, и окружение Яндарбиев получил эти бабки. Да, ты сейчас, я как раз не хотел об этом говорить. Вот с августа 96 года даже после избрания Ельцина, Масхадова в феврале, по-моему, 97 уже года, даже еще месяц после выборов Москва посылала огромные там деньги, миллиарды в валюте, якобы на восстановление разрушенного хозяйства. Вот. Оцхена, он нухая хож был, что дружок верся, мы вместе в МГУ учились. Вот. С его помощью он из него сделал первого вице-премьера, весь экономический блок ему отдал на сиденье, да? И они с этим Нухаевым все эти миллиарды переправили там на офшоры свои там и так далее, ни одной копейки не пустили на дело. Вот. А потом во что это вылилось, я сейчас не буду говорить, потом я когда-нибудь напишу об этом. Обокли в этом, они сожрали буквально, да? Не сказал бы, что ни одной копейки. На шариатские изменения Конституции они все-таки пустили там по 5 тысяч дали и выдали на депутатов. То есть что-то они пустили на исламизацию. Ну, по 5 тысяч, это что за сумма? Там 5, 7 до 10 миллиардов долларов, речь идет о миллиардах долларов. Оказалось, достаточно поменять Конституцию, оказалось достаточно. Ну, на большее они, наверное... Ну, это стоимость наших политиков. Эти политики стоили 5 тысяч долларов всего-навсего. Да, мы испал буквально, но фундация. Нормально, юхи президент, юхи захват, залил на вас. Санисовый, Эбек, сам алитасик, халацахеч, ну и только. Ты говоришь всегда разумные вещи, я тебя уважаю очень. Но ты ведешься на вот эту тюльку чеченскую. Вот Жахар был хороший, у него окружение было плохое, там, ханяди-меняди. Но не надо вестись на это. Жахар, он хушник. Вот я в Торуме, то, что я знал, вот, он был умнее меня в 1000 раз, мудрее меня в миллион раз. Я больше него прожил среди русских. Я с детства среди русских расту. С детства. То в интернате, то в МГУ, то работал там журналистом, там, в Москве там. Я больше него прожил в Москве. Он, к моему стыду, ларти бийца, надо шарба без, да, сон хуштик, богштик, сон совсем цахарда, он тем более мы ему говорили, дин мухшмеш, нах, мабу, Абу Муслима, Сайд Асан, вот он и вся его семья отрешенно, ненормальные патриоты они. Никогда он неправду не говорит. Чункатейш, Чингис Зубайрая, Чункатейш, инца дин ушули. Бек межидов хатейш, инца дин ушули. Дукку нах мабу, инца дин, мы ему говорили,
Мы ему говорим, иди Илькиу. Вот. И мы отвел. Мэр Гантимиру, мы отвел. Гантимиру это КГБшная это самая секта арсановская. Теперь Сагуи. Он уголовник, без образования, а знаний сейчас. Единственное, в тюрьме сидел и за изнасилование несовершеннолетний сидел там в тюрьме под следствием 10 месяцев. Его откупили. Людей кидал сейчас. Там заготовка ще бог шли. И Маготви, мэр города Бог, Доккундон Жахар, я лично говорил ему в присутствии очень многих людей. Мэр, столица, Грозный, вообще был огромный город. Какая мощная промышленность была, чудовищно мощная промышленность была в Грозном. И во главе такого города ставить уголовника как можно? Мадила Жахар, Мадила Бог, Вирсон Аляхнах Хомосу. И тем не менее он его поставил в экономике. Одних нефтепродуктов он сожрал 200 тысяч. Я-то думал 100 тысяч, недавно мне дали новые данные конкретные. 200 тысяч нефтепродуктов. Ладуовский. 200 тысяч нефтепродуктов он загнал. Одних нефтепродуктов. Вот, и, ну, как так? Жахар, ему предлагали. Мы предлагали Усману Лему, умнейший человек, там, с высшим образованием, с опытом политической борьбы, еще будучи депутатом Верховного Совета, он боролся против коммунистической системы. С самого начала был с нами, с ОКЧН, с ВДП там, и так далее. И вот не раз Масара там, с Жахаром, мэром города, Усману Лему. А он взял этого жулика поставил. Ну как так, Бабак, не ведитесь на это. Он знал, что он делает. Почему он это делал, это другое дело. Вы лучше докопайтесь, почему он делал это, под чьим напором, в чьих интересах. А вот это постоянно ничего. Жахар, Жахар, ну, Усман Лем разочаровался, уехал в Америку. Сейчас он преподает военно-воздушной академии, чеченский язык преподает, кстати говоря. В военно-воздушной академии летчикам за знание чеченского языка прибавляют 1000 евро к зарплате. Вот он там преподает чеченский язык. Диксагу, отличный семенин, там, умнейший парень, патриот. У него хорошая зарплата, да, это больше, и дайте его дюсагу, но Хома, Машоном нет, а Усману Лем стыдал от Сагигер, Гука Игордица, он помогал, он статьи писал, он делал все, что может, он делал халкадя, все, что он мог делать. Но будучи рядовым человеком, делать мало возможностей. Вот, когда у тебя нет каких-то прерогатив, ты мало что сделаешь. Но то, что он мог сделать, он еще будучи никем уже, обыкновенным смертным, он продолжал делать. И Гинца делает, там пишет статьи о чеченском вопросе там, и так далее. Так что ничего, тут все нормально. Yes, Алласа Кудухан Муса, он стан Эдавел, Яндер Био, Верцунюх, Эдавел Чух, Масхадо, Нюх, Дахитинаш. ميل ويتحقق خذ عشو شريعة دقيقنا دا قصد أحداث أتوان تروي شو بين ميل دك شيء ماكسيموم شيء دوش دك دقدن في إحساق يشتهن وعاقويشن خذ هو أزورم ليخش عشبوش ذات بقدقي دوقم هونس بروست دوقم أسبو كدو تخن تعنزقي هما دول ملاتي يوخناق وصل تخيش أحمل إتكتون ميل يوخي ميل خلق أقوز يوخي أوز يوخي أتعوين أباوت إباغيت يوخي استعمامين تيلا أتشباغيت أزورم ليوخ ساعة أوش لوخ شوات غاسقش لوخ شوات أوش فارغت عسليوش بوش أستون دي البار عجان أطل جيم قام دوي يو دعوتي تي أحا هونت نبريمير دعوتي دودا يو لا ويستون تأخذ ستوى
نيس نو دعوية سخج أسوات يوخي سك سخج سونم سخا مجقو نيت باو سخوة Ой, يندر президент, دي это يوتشن خج президент, главное лицо, в его распоряжении МВД, АБВГД, все, ДГБ. Мы пытались, я же и статьи писал, Абак, ты же, если ты в республике жил, ده ты إذن ليس نسمع вспомни меня, я же قيادة на странице правительственной газеты Юликш перечислять даже поименно, да и Жахар, иди, вожди, Юликш, аях бог. Юрсан, аях маус, Абак, ты, если ты жил в республике, ты же должен был это знать. Ну, тогда аракцу, отсадить насильственно. И я что там, я советник Убох Шверцу, главный редактор правительственной газеты, ну, ДГБ, если бы в моем распоряжении был ДГБ, я бы его сверг бы насильственно, если я смог бы. Ах, да, постоянно с самого первого дня мы говорили ему, Имади, Горди, вожди, подсказывали, были хорошие люди были. Ахмад Хусейн был великолепный. Сайд Асан Абу Муслима был великолепный. Да? Мабир, они все советовали, мы все советовали. Ты должен помнить, Абак, ты освежи свою память. Постоянно филитоны я писал на этих министров, на этих, да, и дважды на разборка был из-за этого, да, и вооруженные сторонники Штани, да, и Муса, изи вожи там, модеры, дочь, كش دوتش دق دوتش كش كاريتيردон وحانят меня али угрош. Я дважды ходил на переговоры, на разборки, вернее, вооруженные. Вот, клацкали затворами автоматов там и так далее. Рискуя своей жизнью, я... То умный, например, бек межи девер сол хайку должен. Сол умный, он все предвидел, да, и Бек Межиду ему подсказывал. Хусейн Ахмадов умнее меня намного, да, и он ему подсказывал. Сайд Асан ему подсказывал. Были люди, он не делал просто. А то его, убить его трудно было, свергнуть тоже было трудно, да, и вот это, кстати говоря, большой урок для чеченцев. Никогда больше нельзя президента, институт президентства надо уничтожить. И за произношение слова президент надо уголовную статью внедрить, блядь. Бюхом, да, это во всех странах сейчас. Вы везде, где президент, сделайте анализ для себя. Везде бардак, везде абсолютно. Это самовластие, это диктатура, прямая или косвенная. Или бархатная диктатура, или откровенная. Надо коллективное руководство устроить. Прямое народное правление называется. Парламентскую систему надо устроить. Только это подходит. Не только чеченцам, а всем. Вот, например, Франция. Самое демократическое государство Франция. Самое социальное, самое хорошее. Лучше нет в мире. Я считаю так. Но даже во Франции, вот пример, президент, что вот мы 5 или 7 лет назад, вы помните, там против гомосексуалистов здесь была, миллионные выходили там, парламент Франции рассматривал вопрос о праве вот этой однополых браков, о праве однополых семей усыновлять детей. Против клокотала, Франция вся клокотала митингами против этого, вся. Париж, Лион, в сельских местностях особенно. А в результате что было? Оланд, в то время был Оланд. Оланд подписал этот проект, и все, сейчас однополые имеют право усыновлять и что угодно делать. Насиловать, там, кушать. А часто мы знаем, дело Эпштейна, оказывается, многие детей кушают, да, с удовольствием. То есть президент плох, это выдуманно. Я даю, бесплатно даю людям, которые пишут. Я бесплатно, вот сейчас повторяю вам, вот, лишний раз повторяю, если кто-то из вас исторические исследования пишет, я вам
бесплатно даю великую идею. Так, вы знаете, что со времен Лока, Жан-Жака Руссо демократическое устройство государства, разделение властей на три ветви, взаимоуравновешивающие эти власти. Это самое справедливое, во всяком случае, и на то время, и до некоторых пор самое справедливое устройство это было. Но отцы-основатели Америки, в основном это эти самые ростовщики мировые, сейчас их называют культурно банкиры, а вообще на самом деле это ростовщики. Они, испугавшись, что такой тип государства, разделенный на три ветви власти, взаимоуравновешивающие, не дадут им возможность воровать как следует, эксплуатировать трудовое население, они придумали четвертую ветвь власти, президентскую власть. Президент, нахрен президент сдался, когда есть три ветви. Парламент – это самое главное ветвь власти. Она формирует правительство. Избирает потом... постоянно я был, например, в плену Жан-Жака Руссо, Лока там и так далее, и в университете чудительно, опыта не было у меня. Президент, я думал, справедливо, и поэтому мы не смогли это сделать. Это нам надо в будущем, если у нас представится возможность еще раз сформировать государство, уже третий раз, если Аллах, Бабай, нам даст возможность третий раз вступить в одну и ту же воду, как говорится там в книге Иова, мы должны избрать коллективное руководство, парламент, все. И парламент сформирует кабинет министров и назначит там премьер-министра. И судебная власть. Если этого не будет, президент, президент, имам, султан, халиф, любой, если в руки одного человека попадет власть, человек, он хищник по натуре, ребята. Психология неплохо. У меня 5 по психологии была в МГУ. Человек, он агрессивен по природе. Только гуманитарные науки, только позитивный опыт его формирует как человека. Из зверя делает его человека. Поэтому нельзя человеку, тем более в наших чеченских условиях, тайпы, тухми, ваганят, меня, деньги, варида, байна, нибу, условно, тухмаюевой, да, возникает, никогда нельзя власть масштаба государства отдавать в руки одного человека. Это погибель для всей нации. И для французов, и для чеченцев, и для армян, для кого угодно. Коллективно должно быть. И власть должна быть сменяема. Причем простым арифметическим большинством. 50% плюс один голос, и все. Айда пошел, гуляй, Вася, как говорится. Народ должен иметь право избирать власть, контролировать власть и сменять власть, когда народ хочет. Это да, если мы это не сделаем, мы и любой другой народ, то этот народ будет в вечном рабстве, или в натуральном, или в бархатном, как западные государства. Вы посмотрите, Америка, самая образцовая якобы. Что делает, что творит Трамп? Он всю Америку превратил в свой карман. И с ними ничего не могут сделать. Или президент Путин, ничтожество, говном, блядь, и кремлевская тля. Его десятки, сотни тысяч его охраняют. Миллиарды тратят, этот тлю охраняют. Я ему не говорю, что охранять.
И никак его не могут спихнуть. Вот, то есть институт президентства нам надо забыть навеки вечно. Любому народу, кто хочет истинной свободы, надо забыть институт президентства. Там, ну, может быть, кто-то по-другому назовет, но... Мег. Тем гениали, а изменяемость власти хельезбар, а из мухали еще по шариате или по демократическим выборам. Ни в коем шариат вообще надо исключить пока из лексикона. Мы не доросли до шариата, шариат хуюца, арбойшна шариат хую. Шариат в Саудовской Аравии, Афганистане, что там за шариат. Надо демократическим путем. Там инициативная группа более 100 человек. Муса Ахли Шибо, парламент и Мелуиза, имам Шамилуали, Хелло, мягкалю, аютчик. Кстати говоря, это был прообраз парламента. И вот академик Семенов пишет в своем труде, он в те времена жил, он был настолько демократичный, когда обсуждали вопросы войны и мира там, и так далее. Если из 100 человек один был против, то решение не принималось, и приходилось уговаривать всем этого одного. Вот случай, демократия, да, мягко, только люди сейчас мягко, это старина, ушедшие поезда, а люди мыслят стандартами, схемами. Вот. И я в том числе в определенности. Да. Проблема в этом. У нас мягко называется, у евреев, например, парламент нынче, он существовал 3700 лет назад, у них был этот парламент. Вот, они называют своим еврейским именем парламент. Забыл я теперь парламент, как называется. Вот. По-европейски это парламент, по-чеченски это мехкел. А ну, чем это мехкел? Некоторые умники, там, особенно кто там шастал по коридорам университета там, или института, там это мехкел, это ушедшие поезда, там, печали. Нет, это очень совершенный институт был государственного управления. Буса, кицама элер, из колов третий раз Аллаху курблаван пачалку ал. И пачалка по законам Аллаха кулстарцу, оди дуэнда и по шариату выбор шума яштарч. Ну, зачем ты этот абсурдный вопрос? Когда мы будем, если будем, конечно, формировать государство, надо ссылаться не на Библию там, или Коран, а на земные законы. Аллах ничего не пишет. Аллах дал нам разум, вот, и волю. Вот, чтобы мы выбрали один из двух путей, или к шайтану, или к нему. Мы сами пишем свою историю. Да, я знаю. Как? Законы Аллаха превыше человеческого закона. Нет, ни в коем случае. Закон Аллаха – это закон народа. Халканы вицвельче дал вид слой, безлобах, лахтичо, упхана тхау, олшук. То есть Аллах, воля Аллах Бог, это воля народа. Мы кощунствуем. Вот, кстати говоря, вот эти рьяные исламисты, они... Не воля, а законы Аллаха Буаронас. Ну, законы Аллаха – это законы народа. Закон – это выражение общественной воли. Что такое закон? Закон – это выражение общественной воли. Что хочет народ. Вот это и есть закон. Надо делать то, что выгодно, нужно народу. А если народ хочет то, чего не хочет Аллах, и саму не что-то? Ну, такое не может быть. Такого разночтения не может быть. Не надо. Аллах ничего не пишет.
Мы сами Почему? пишем свою Например, историю. Аллах хочет, чтобы во главе был халиф, а чеченцы хотят Мехкел. Это противоречит законам Аллаха. Kstати, Mehkelo johinnad musa agreezīrot jau šo imām Šemilmu vai игрой музыком. Да, кстати говоря, Хабарлю, к сожалению, да. Ну, от сцена, Все-таки пику к чему Элира? Да, Муса, его звон, нет, Элир сюлишнюки, нахшнюки, питан тадак Элираси. Вообще-то говоря, Кенти, до определенных пор, до эпохи Просвещения, даже не все эпохи, а поздней части эпохи Просвещения, любая политика, конкретная политика должна была опираться на идеологию. Без идеологии невозможно решить политику. А в те времена везде на земном шаре идеологическая подпорка христианская, иудейская, мусульманская, там, языческая и так далее. Поэтому у чеченцев не было тогда выбора. Вот, ислам широкий остров, да, это мы поэтому приняли имама Шамиля. Нам нужна была идеология, которая сплотила бы. А к тому времени к имаму Шамилю уже разногласия шулили. Там бибот убили, там потом плоскостные горные чеченцы, Дельпо, Цой, русские генералы, там Питанштюш, да, удачно, нахшники. Арбуй, онкорбуй, келербуй, что нахшники, да, нахти, аудулявал, нахти, чё, аудул махали. Вот, не были там, раз прибыли там, невозможно было объединить. А ислам, он окольцовывал весь народ. Поневоле Хилгунды при исламе, при Шамиле, вернее, мы ислам приняли как идеологию объединяющую. Это была, с одной стороны, вынужденная мера. Вот. Но там Шамиль, конечно, наломал дров, там, по своих целях, особенно вторую половину своей деятельности. Это уже другой вопрос. Имам Шамилс принудительно при апелляции Шалиха, он денеж бусолден. Да, знаю. Да, вынужденно, да, на того хол. Нет, ну, к тому времени в основном уже ислам приняли к концу XVI века, в начале XVII века большинство чеченских общин уже были мусульмане к тому времени. А тот, кто не был мусульманином, так вышло, что они были против национально-освободительного движения, там русских агентов среди них много было. Поэтому Шамиль их давил. И своих дагестанцев давил. Вот Ханов, Беков, там Кумухский, там Пахубеке, там эти кумыкские, аварские, там даргинские ханы. Он их всех уничтожил. И он в итоге герой, да, Муса? Для меня он не герой. Для меня он обыкновенный воин, который ошибался, который какую-то часть своей жизни прожил нормально, как воин, руководил. У него 12 ран было. Вот. 2 из них штыковых сквозных. Нет, он, Абак, он участвовал. Нет, он не был, он был и муллой, богословом он был, и воевал он. Вот как, я не знаю, я в то время... Во главе отряда он прорывался туда-сюда, больше. Статья. Ну, сзади где-то он сидел, Ну, а полководцы не должны быть впереди.
по Да руководству не, не он должны. богослов был, а он мула был. Ну, наверное. Скорее, он больше мула был, да. Халбаули. Ну, вот, по той информации, которая есть у меня, в воинских этих Я баталиях. масса цаюну, азам героя ветеру, да рейс хилму сасун, и что хаттер сачаклева, лучу хаттер углуаш. И что хилму са вамуа. Русы, да. Я часто посещаю разные сайты, ладу, как люди мыслят, как люди Из думают. просто зрас, дакца долго, швой иштва хош. Каста даш дагадач. Халх дильно, галач, юхца дилит. Дукку болх букус бабиш. Ваюх. Да. Кан лам нисла. Дуй тахан вайтахила. Нахан хазита. Алки шо молодежен хазита. Вайлилина кайла каяш. Эйчтах нисхик дац. Хастик хач. Ду ишт хадаш дизу. Сердце балдук. Šo hatters tācās izначальной темой juhu rosa, juhu ajoka ламанцу ахайнил страницу видео мечая юманша, чтобы вот голословно ему цахлета такой турис. Муса ахайнил ахайц хаттера дирас изначальной темой юс. Давай, я готов. Тогда حرق экран دي حاجة سيتسون تاقويتون فيديوش ميشاي يوتيوب جا حيوقع حاجة كنالدون بادرل Вижу. Господи. Собудила социальному зависимости науку. Хазисо, дик хази. Дикхаз. Все. Короче, وقع كنالدون بادرل. Позаха видео чукрисин 11 ноября 22 года дон. Арцайон. Шалухнига Хара Ахмед Салахиддин Эл. Ты канал Дон тоже. 27.06.2018 года чукрисин. Видео я вам пуза. Кахау пуза. Что больше, да? И Харду. Так, ну просто, чтобы он лишь догоить, массивно ладушно, вещально догоить, и ламас охранял, да, там еще и видео, матчок, если YouTube, что он подтверждение, это поверьте, и глазом канал номер, то есть номер LCT, говорит, и он матчок, если говорит. Изначально Сахаттер, да, и раз, ты не жбать, что юмон шдицерка. تاخ تيبا إيشا بو بميادو دنيا تاخا ويتا ميسك عش باشا غويش باشا إيشا حبراتيش بو إلقا но это видео именно русские наши братья قاعدة بو شماش ديت شورا плюс هنتسانو ميختصو نيس ساقيتا تامبوكو زادا سو نيس ساقيتا سو تسميوس وخاتر دو чеченцы без русских мы 0, 0 больше. И канал дырка, он тогда с видео. Все делали с хилом. Аллах с хилом, особенно Аллах. Хажа, вая тига без русских 0, 0, английским это 0, очень. Ах, мягко войны худо еще, или как ты себе представляешь то, что вот такое государство, где мы вот без русских 0, чеченцы без русских 0 больше, что можешь делать что-то. И мух и все. И хадаст варианты. Давай я отвечу сразу на два вопроса. В твоем вопросе два вопроса. Первый. Неужели ты не знаешь, что наш век интернета
искусственного интеллекта можно подделать любую ссылку, что это видео было брошено во II веке до нашей эры, например, при царе Хамурапи. Это можно сделать. Поэтому я продолжаю не верить, что ФСБ пустила это до недавних пор в дело. Я считаю, это подделка, интернет-подделка, Мнение во-первых. Тесла язырком Тесла пошло. Можно А, ли подделать дату в Ютубе? Ну, конечно, вот Тесле гахат, Крича гахат. С помощью искусственного интеллекта, нейросетей можешь что угодно поделать. И ссылки там, и даже образ можно подделать. Да и Агайтел видео, что я дам экспертное мнение. Михаил, апостолсов видео. Рамштейн. Да, я могу тут включить Муса, инца и YouTube, что и дата подделать и не бата, не стетису. Нет, я опять свечку не держал. Я считаю, я уверен, Багас. Я, может быть, ошибаюсь. Я, может быть, ошибаюсь. Но мне кажется, это подделка, потому что ФСБ мне и это я уже точно знаю. Это я не мнение, а я точно знаю, что вот эта кассета была только у КГБ. И только с санкций КГБ эта кассета могла утечь в пространство информационное. Это я точно знаю. А что можно поделать с помощью искусственного интеллекта, там, с помощью там, интернета, этих возможностей, я в этих премудростях плохо разбираюсь, но я уверен, что можно. Это раз. Второе. Муса, освободил объект мобила. Подделка и дата подделки баха, YouTube чухыштимсан. Еще видео подделки баха, судятся прям. Видео не подделка, Я там говорю, все, что я говорил, там все четко. Я говорю, само видео, ну, и чухосер, ну и время, что и 7 лет назад это ЧДПшник Долин, чтобы оправдаться. А ЧДП это 100%, я убежден, что это банды, чтобы нас взорвать изнутри с помощью святого, с помощью религии. Кретом Тесла, ажа, янцок YouTube чаха, видео. И тут стоит дата, когда она закинута, да? Пишет канал название и дата стоит. Вот эту дату можно подделать? Ока, да, как тот же самое видео, тоже ока, Муса уши выступление, и тут вот другой канал, тоже вот другая дата. Хар подделать-то вариант, и иду хаттер. Ну, владелец Гугла, ты можешь подделать, но если ты не владелец Гугла, то доступа у тебя к этому не будет. Дай мне ссылку, чтобы я зашел прямо на эту страницу. Сейчас я скину тебе. Данкишон. Рамштейн, возможно, насчет шортсов, скандалер и шортс видео, что Дукхан Майоти позже лишь цигах загружено видео до появления шортсов. Да, кюиш не исключается, еще до появления шортсов загрузить кино. Значит, движение, да, насчет полноценного видео и вариант согласен, но вероятность, я имею в виду, если судить по этой истории. Кретон, дурак, просто харовый вечерга YouTube, харата, как бы, разные каналы для видео. Ваш видео, хлеб, скинуть и жонуть, я хожу. Аллах да салам. Муса, тахта сайшоллух, типа ших фактор дерцга, не спаха, инцы шоллух фактор, жоп дуя. Шалло хаттер, чо док хаттер, и ответ надо сделать очень большой. Можно было бы отдельную тему это вынести потом. Мы должны
быть реалистами и должны желать добро своему народу. Искать пути, как выжить чеченцам с наименьшими потерями. Я думаю, кто правит этим миром, Джимбейрш душ, Джимбейрш насиловать дашмол, руководят целыми государствами, да и вот, в том числе Клинтон, там, это там даже самые сильные государства, да и я думаю, Nossa, bet могла. Что он сам хотел, сразу я там свечку не держал, Ола. Так, в принципе, что в моменте хотя свечку держать, и сон сурт пуза. Нет, зачем? Официально должен дело Эпштейна. Вы что, не следите за интернетом, за этим? Это не я говорю, это давно известно. Что они... Я могу дать комментарий по этому поводу, и Бешта, и Гумши. Ну. Во-первых, и это Эпштейн, это обычный работник Масадди, работник обычный. Бегут бараки, квартиру, буйснишь, он работал на свое израильское правительство. Все 20 или сколько там лет он они занимались тем, что Америка лобби, которая спонсировала там конгрессменов, 98%, по-моему, конгрессменов получают деньги от АИПАК, или 96%. Но бывает такое, Америка, она состоит из множества штатов, там есть действительно разделение властей, много демократических институтов, всякие механизмы. Ты не можешь там 100% эту под свою лобби подвести, если там попадаются люди, которые достаточно денег имеют, и им деньги твои не нужны. То есть миллиардер, мультимиллионер, то есть его взятками невозможно подкупить. В этом случае запускался этот Эпштейн, который финансировал, все связи шел с израильским правительством, это шпион, и которого, откуда у него деньги, неизвестно. Понятное дело, что это. Он вовлекал людей, и остров пригласить. Причем там ничего такого, не всегда ничего такого не происходило, он просто может... Остров он угрозил, что там были 14-летние, 15-летние девчонки, уже достаточно было, чтобы поломать этого человека, там, CEO, и подчал предприятий, компании, или политик, и угроз достаточно было, чтобы он полностью соглашался все поддержать, там, не знаю, финансирование Израиля или что-то там. То есть это обычный работник этого государства, как, например, Путин, шпион вас на Запад, в Германии, например, с баблом этим, миллиардами чем-то, чтобы он там местных политиков подкупал, там что-то делал. И сам там тагует. Но и что Эпштейн поскольку это растление малолетних, это как бы там независимо ФБР, расследование, в Америке сложная слишком страна, там много механизмов. И их обратно Израиль, ничего там он не повесился, это все знают, это шито белыми ручками. И вот медиапространство, чтобы вот этот связи с израильским, чтобы он не сказать, что он обыкновенный шпион, ему придумывает для простого пипла, для быдла такую сказочку, что вот этот человек какой-то сумасшедший миллиардер, неизвестно откуда, с деньгами взявший, неизвестно ни на какие деньги, купивший целый остров там, не знаю, где он там его купил, Манхэттен или что, короче, который занимался просто, нужно ему было, вожжа под хвост ему попало, чтобы шантажировать политиков. Для каких целей, непонятно. И начали ему навешивать вот это реальный статус как шпиона Моссад. Сверху накидывать там детей кушали, они каннибалы, они сатанисты, какая-то секта. Вот этот бред, короче, начали распространять. Чисто просто прикрыть его реальную, цель. Никаких детей они там не кушали, никаких каннибалов они нет. Это накидываемый для пипла низкопробный бред, короче, сатаниш, борец, цари, короче. Это обыкновенно, он в квартире этого Эхуда Барака, короче, он его зам просто, на него работающий. Он 30 раз у него ночевал.
квартиры, Хавиэч, короче. Какой еще сатанисты, какие шпионы, короче. Это обычный человек, который занимался на свое государство, работал, занимаясь шпионской, агентурной, скажем так, я не знаю, подрывной деятельностью в пользу своего государства. Это все для пипла бредовые сказки про каннибализм, там, еще там, сатанизм, секты или еще что-то. Все в Америке, это за английский интернет, блогерщик, телевидение, и сразу все становится понятным, короче. Для очень низкой слоя населения, особенно религиозный, чтобы вот скрыть тут реальную его природу. Их Цирдон, действительно, да, это резонно, очень даже резонно. Цирдон. То, что вот, больших политиков сломать, это правильно. А вот эти актеры там, Миллери, там, которые в гибели Титаники играл, Изи Вози, они-то пешки, их зачем обвиняют? Твое мнение, а? Musa, iş aktör başa Bollywood интересно мяться, он сейчас из хаттен job тачох, дехер дал, инс актер себе можно найти время и ответить. Да. Было 20 секунд Тесла, он ссылкон ши скинуть, но Musa, он на ксане видео, декция раз, он халалатен, пузаца проблема. Нет, я согласен, я говорю, я сейчас хочу вам объяснить, почему. Так, можешь повторить, что ты там сказал, коротко, насчет вот этого Zero 0, мы чеченцы 0 больше? Вот я хочу сейчас. Давай подождем, пока экспертное заключение даст этот наш друг Тесла, а потом я отвечу. Мне самому интересно. Я потом поспрашаю, я конкретно я тут знаю хороших хакеров там и так далее. Я еще перепроверю Бадыгач. Мне интересно, что он скажет. Возможно подделать ссылку или нет. Так, если мы все равно вот ждем, да, после короткий фрагмент будет он, чтобы люди тоже слышали и понимали. Я согласен, я отрицаю, согласен. Я сейчас хочу пояснить, почему я сказал. Мобила Муса, он согласен, я лишь субтитры Асанахана и что Хладухчана, чтобы они поняли, о чем речь. Да. Ты, пожалуйста. Мы все равно ждем, пока Тесла там посмотрит. Так, пару секунд я могу показать. Из русских, украинцев, белорусов, из этого славянского острова мы чеченцы 0. Зеро. Вот. Поймите. Это надо понять и русским, и нам, чеченцам, и всем остальным. Да, все верно. Ицо 400 шарат, ламбинок, дни. Я отвечу. Тесла Данцевахан. Ладно, это потом, когда он докопается до истины, он потом нам скажет. Это отдельная большая тема. Вряд ли это может в 2 словах сказать, но я постараюсь дать вам выжимку. Это сложно, до. Мы чеченцы, живем фактически Гюбеккен Мастершвоин, Гюнда. Ой, согласен, абсолютно.
Запад, бог что Запад это ну, более-менее образцовый там государство, там тут нам приют дали там и так далее, все нормально, но и Западу мы не нужны, кенти, абсолютно тяжкие. Западу мы не нужны ни Востоку, ни арабам, ни Западу, ни Африке, никому мы не нужны абсолютно. На Западе все схвачено. Каждый миллиметр земли, каждый грамм там какой-то продукции, там все предприятия, все материальное у своих давних хозяев. И чеченцам просунуться, допустим, в экономику там и сделать бизнес громадный, да и потом там на свой народ распространить этот бизнес, ну это не удастся никогда, даже по теории вероятности. Если у нас хватит ума из врагов, из русских сделать, ну, не то что друзьями, желательно, конечно, друзьями, но хотя бы лояльных людей, лояльное государство когда-нибудь, если придут на смену вот этим нынешним кремлевским коллективным Распутиным. Нормальные люди. Правильно, взаимовыгодные партнеры, Эрдоган. Да, правильно ты говоришь, взаимовыгодные партнеры. И мы сможем выжить как вид, как нация, как вид, мы выживем только вот в рамках вот этого географического пространства, которое окружает нас. Россия – это чудовищно богатое природными ресурсами, там, всем необходимым государство. Сюда рвутся все, те, которые воюют в России, те, кто воевали против России. Внешне они все прут в Россию. И немцы, и американцы, и французы, все прут в Россию. Потому что все богатства, все здесь в России. Россия еще не освоена. В значительной части она не освоена. Она почти не освоена еще. И если нам удастся каким-нибудь образом, как ты правильно сказала, на взаимовыгодных там, основах там, наладить отношения, вот, мы сможем, психологию дикта. Вот, я вольготно жил среди них, да, и Сейн-Луштик, вот, много бизнесменов среди русских, даже в Москве, даже, несмотря на то, что нас притесняют, там все есть, там, как его фамилия, забыл уже, Цаганя, Админядник, там, Бажаев, потом еще кто-то там, миллиардер был, даже в Москве. То есть, если мы освоим пространство Шуевой, освоить Ях, мы действительно сможем сохранить себя как вид, как нацию. А Нагасан полностью Запад Керахдиодах, вы постепенно превратимся, тем более чеченцы очень податливы на разные там растлевающие там вот эти дела, да, и вот вы гомикш, государство может быть несколько взаимовыгодных партнеров. Конечно, может быть. Может быть. Смотри, если у государства есть несколько, например, 10 взаимовыгодных партнеров, без одного из них и государство заехали еще и... У него, если есть хотя бы там 1, 2, 3, чем больше, тем лучше. Но сейчас не об этом речь. Ладно, я же сейчас хочу объяснить это, почему мы zero. Мы действительно zero, если мы не дойдем до этой идеи. Мы хотим сохраниться как вид, вот, мы должны выжить вот на этом пространстве. Беларусь, украинцы, вот, ну, украинцами все-таки уже
Запад кастрировал Украину от России уже безвозвратно, мне кажется. Да и Musa, как вид был Россия, вот, как вид Homo sapiens или как как была? нация, зачем Homo sapiens? Как совокупность Homo sapiens, как чеченцы, как нация, я имею в виду. Экономика, уж, самостоятельная Как политика. Уж, мы можем сохраниться, Муса, если у нас будет государство, государственный язык, культура. И Без Бог, этого я об этом говорю. Без Я об этого мы этом... смешаемся и Да, растворимся. совершенно верно. Но я сейчас о другом говорю. Я сейчас больше об экономике говорю. Об экономике и политике. И если мы, если у нас хватит ума вот, утвердиться вот на этом российском пространстве, тем более 500 000, 670 тысяч там бизнесмены, там инженеры, там врачи, там и так далее, да, и даже в прокуратурах работают там и так далее, да, по всей России, вплоть до Сахалина и Камчатки. Вот, вот каким-то образом, если мы вклинимся вот в эту гущу, найдем свой интерес, вот мы сохранимся. Если же мы на долгие времена, там, я считаю, что там 50-100 лет вполне хватит, кузар Западе, психологии, идеологии, говорит, да, по-моему, от нас даже потрохами останутся. Евреи сохранились, потому что у них идеология очень мощная, религия у них очень мощная. Они не делятся там кардинально на секты, как Нахтисан, там, Жи-Вази, там. Наглую войну, там религия и государство, они разделены, У кого? религиозный деятель был, они против того, что существует Израиль. Нет, ну как, слушай, ну ты сейчас говоришь кощунственную вещь. Иудаизм пронизывает все поры еврейского государства. Именно иудаизм. А вот есть, конечно, есть отдельные секты, но это там 0,0 там какой-то процент. В основном все евреи едины всегда. И их объединяет вот эта их религия, целостная религия. Вот российский еврей, он прежде всего еврей, а потом уже русский гражданин. Американский еврей, прежде всего еврей, а потом уже Гитлер, Майнкамп. Ну, до ислама нас объединял ислам. Как это получается? Я сейчас, давай не перепрыгивать, я сейчас объясню, почему я говорю зеро. Муса, по делу вопроса. Евреи и иудеи разделяют твоя. Фактически цело. Абсолютно цело. Есть, конечно, там свободомыслящие, там неверующие, даже атеисты, но даже атеист еврей, он никогда против иудаизма не попрет. Никогда. Моца Бяхмадова сейчас он как бы неинтересно сахатер и да церсаинс конкретно ногти оман сахатер и диру холодок ахаинца им затронуть но гомики шели таишь на западе Европе как я знаю хохою на западе Европе что дополнительный вопрос но он ищ такиром бац что в западе Европе сумнях дакието. Дополнительный вопрос. Вот изначально фактора и спасение только с русскими. И я вам хочу объяснить, вы меня прерываете. Только на этом пространстве, поскольку мы корнями вросли вот в Россию, в российскую экономику даже, в российские финансы, вот использовать даже грамотно, если мы поставим наше государство, мы выживем. А если мы попадем под Турцию, там, под
под Запад уже хам херда своих действительно зеро херду через лет 50, даже 100 не надо. Вот 100% зеро хербоих так. Винца бог нахче яхта мещин, кящин, дуи может шуа яхтин цавы, нахчин цахилил, дуи. Ну, вы знаете, в каком состоянии мы сегодня даже. Муса, а почему должна быть из Если крайности дальше... в крайность, или Запад, или Россия, из крайности в крайность, то есть что обязательно? Так Россия – это не крайность. Запад, Турция – это крайность. А Россия – это не крайность. С Россией можно работать. Для И чеченца Россию можно... Россия – это крайность, и Турция, и Запад. Посередине, а ногче Хельчана – это уже нормально. А ногче Хельмават, Западе, ногче Мабат. Ах, можно сказать. Обязательно в эту крайность надо идти. Не надо крайности, надо, я вам сейчас разумный выход, как мне кажется. Вы можете иметь свое мнение, вот мое мнение такое. Если мы не врастем экономически, финансово в российское пространство, вот в географическое, экономическое, мы как нация не выживем, кенти. Ой, дакки камельштар, ой, ночью дуй, мы изи ожибов, ой, турле стох мы не выживем. Наше поколение будет с длинными волосами, будут... Гомик здесь, на Западе это не ругательство, как нам кажется. Здесь это наоборот почете. Да. Изи мещи, якка мещ, как женщина, дуй, как баба. Изи платье одевают. Мое ощущение, он ушли муса. И борода, и волосы, и посуня длинные, швейцар. Ну, короче, мы уже расливаемся, уже так сегодня видно. Расливание муса. Я мешал ваш сон отлил расливанию. Дела, yok расливание. Что лег расливание? И расливание в войнах Запад, и-то. Ю, Запад, ю. Ну, это мне кажется, я, может, ошибаюсь. Из крайности в крайность лезчул. Взаимовыгодное партнерство и с Россией, и с Западом, и с Турцией. Конечно, я за и с Западом, и с Турцией, и с Африкой. А почему тогда без России чеченцы 0-0? Потому что Западу мы не нужны, у нас нет интереса в Западе, и у Запада нет интереса к нам. Мы для Запада варвары, мы террористы для Запада. Мы так показали себя, к сожалению. Это не без твоей подачи есть вариант, но исправить вариант, но есть. Как с моей подачи? Осудить. Я всю жизнь за цивилизацию, за отделение религии. Худин, Басаев, Судин. Абхазия, Ажина, твоя вина, Ютубара. Не соцабагаж, я в том числе багаж. Таких, как я, было много. Ну вот, не без твоей подачи мы террористы, убийцы, бандиты. Ну хорошо, но я понял твой заряд, ты, Удина, хочешь меня утопить. Я вам говорю правду, или то, что я считаю правдой, а вы пытаетесь меня утопить. У вас ничего не получится. Как бы вы ни пытались, не получится. Да, ну, если мы будем ходить, смотреть, спрашивать, нужны мы вам. Дело в том, что нам нужно, а не им, чтобы нужно было. Главное, что нам нужно. Войду нужно халдештеш. А вы нужны дуидации, это уже второй вопрос. Первый вопрос, что нам нужно. Вот то, что нам нужно, мы Западу или не нужны, это вообще не интересно. То, что нам нужно от Запада, от Турции, от Востока. Если мы будем на нужное добиваться, тогда у нас будет все. И Западу мы будем нужны. Мы, главное, сами должны понять, нужно ли нам это. Нет, то, что нам нужно, нам никто не даст. Понимаешь, что сейчас в мире Чигана... Никто никому просто так ничего не дает. Это и так понятно. Этого добиваться надо. Если тебе это нужно,
А ты ждешь, пока ему это станет нужно? Это уже долгая песня, Муса. Там же Ой, дышуна, ну, Ну, наверное, как-то, Ханя, Левой, наверное, дальше не стоит уже. да, не стоит, ладно. Я чувствую, вы пытаетесь меня Не обвинить. пытаемся абсолютно просто. Как это, Дальше, ну, у дальше ты вас, больше копаешь. Это вопросов очень я, много возникает. ну, если мы не внедримся в российскую экономику, в российскую политику, мы Никогда в перестанем жизни мы существовать. не внедримся, и нам не дадут внедриться. Вот мы, Ну, нам это нужно, а тут вот, наоборот делают так, чтобы это нам было не нужно. вот мы даже сегодня уже внедрились, я вам повторяю. В Москве даже миллиардеры чеченцы есть. Даже сегодня. А тем Это более, если у нас и хватит 30 ума. лет назад это было. Больше будет, она бухила. Ахиллы бу Ну, нарастают. В 1, России 2, 3 делают. миллиардера нам вообще погоду не делают, Муса. Ну, хорошо, ладно. В общем, имейте свое мнение. Я так думаю. Я думаю, еще раз повторяю, последний раз. Если у нас не хватит ума использовать российские, белорусские, там, украинские уже нам никто не даст. У них есть уже свой хозяин, богатство, политику и так далее. Мы постепенно деградируем и действительно превратимся в нулей, в зеро действительно превратимся. Понимаете, давай тогда этот вопрос исчерпали. Если есть другой вопрос, пожалуйста. Sancho Orkata, ну, Sancho Marshall. Marshall Bürzdika Hilsor. Halsalet Walsh, Tunta Ineras, it a Berkman Billush, Fezeriasti, Bosh, Lukohaners, or Option as Hatzadok, Shash, Berkman Billush. Санчо хахатта да цахиса косвенно диндол хатта муса цуна хажап дудати ицаун душол хума ока Путина муша короче сит коротко фрагмент поэтому и гомик шахли да сачо да алво но Россия она как бы за гомиков сам Путин это говорит это сит он говорит он. В помине нет. А у нас люди нетрадиционной ориентации спокойно живут, работают, продвигаются по службе, получают государственные награды за свои достижения в науке, искусстве, либо в каких-то других областях. Ордена им вручают, я вручаю лично. Я видел это. Ну что вы мнение одной кремлевской моли делаете аргументом? В России ненавидят ЛГБТ. Масти свои ненавидят. А что вы его мнение там суете? Варвар такой. В массе своей в мире, в массе своей общем мире тоже ненавидят это движение. Не, извините, подвиньтесь. Нет. Ты думаешь, что в России... Если в России думаешь в плане этого морали лучше, чем в Европе, то ты глубоко ошибаешься. В этом намного лучше. Никогда в жизни. Муса, ты противоречишь сам себе. Ты только что говорил, что огромные парижские демонстрации были против. Да. Мнение Сэма ты только что подтвердил, что это везде так. Я это говорил в связи с тем, что надо президентский институт. Это самое. Да. Это было по другому поводу, но подтверждает слова его, что ты говоришь, что люди не любят. Нет. И значит, и там тоже. Я могу подтвердить, что в Австрии тоже простой народ не любит. Ну, простой народ, там, однополые браки не любит. Но здесь очень терпимо. Запад, он толерантен, он демократичен. Вот, здесь все... Эту терпимость годами вырабатывали. То есть был фонд Сороса, который, вот этот чувак столетний, зачем-то этим занимается. Университеты, институты, кампусы, колледжи, и вот это дело
не сказать, что пропагандировать, но идеологически промывать мозги этим студентам. Они Совершенно этим верно. занимались 30 лет, и сейчас вот эти люди, они стали чиновниками в Европе. Естественно, что они начали проводить в это в жизнь. Совершенно верно. Всё. Совершенно верно. Да, 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 да. это не тема, мне не интересно, мне вот интересно религиозный он дальше основной проблемы. По поводу того, что мы можем, еще дойти, я не знал, что у тебя тоже такое же мнение, что ногти могут хайджекнуть олакс, английский мод, вот хайджекнуть Кремль, Руснявую империю и стать там кем-то значительным. То есть жутко сомношается лобби и выгоды себе в этом деле извлекать. У этой идеи есть несколько решающий фактор, который ломает все это вообще. Вот сейчас мы можем чисто подойти к этому. Вот, Муса, как ты думаешь, 18 Не слышно, не слышно. Не слышно. Исправь там аппаратуру, тебя не слышно. Тесла, тебя не слышно. Так, связь восстановилась, стать плюсом? Да, я сейчас слышно, да, да. Да, вот в 18 веке Россия присоединила себе все вот эти персидские колонии, земли, там, Эрзерум, Азербайджан, Армения, привезли оттуда вот этих армян, поселили, там, это Грузию присоединили, так называемую. И Латвиш присоединить Мадинни, поскольку Российская империя на тот момент имеет сословное деление, то есть класс дворян, там, класс мещан, класс крестьян, то присоединять Кешбеша на радостях местные все вот эти управляющие элиты, князья, которые из Персии этим всем присылалось, рулила, Грузия, Армения, прямо из Тегерана, рулить еще. Они получили автоматический статус дворянский. Крестьяне получили крестьянский статус, дворяне интегрировать в Российскую империю. Да. Все эти вот семейки, которые потом стали там князья Чавчавадзе, там Буржадзе, Буржунадзе, Мужадзе, в общем, все Да. И мгновенно вот эти армянские общины, скажем так, и картлийская, и грузинская община моментально хайджекнули вот эту Российскую империю. Хайджекнули Бога из-за внедриться и захватить Бога. Обычно говорят, хайджекнул самолет, хайджекнул дича, а как пассажир, чего, потом раз вытаскиваешь там герц и захватываешь самолет. Понятно. Вот таким образом эти сообщества хайджекнули вот эту Российскую империю, стали там значительными фигурами, как управляющие сословный класс Махайлёж автоматически, там этих князей всяких управленцев вали было как собак нерезанных. И, естественно, Исари хайджек потихоньку забираясь по этой лестнице. У нас общие враги, общие беды. И у русских, и у чеченцев. И русских, и чеченцев угнетают одни и те же кровососы, понимаете? И от этих кровососов мы, чеченцы, например, можем избавиться только в плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Мы без русских ничто. Как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там
сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Zero. Вот. Поймите это. Вот. Это надо понять. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Zero. Там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Zero. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Zero. Вот. Поймите это. Вот. Это надо понять и русским, и нам, чеченцам, и всем остальным. Вопрос закроем навсегда. Русские наши братья. Отношения, но никогда ты, как армяне, например, посмотри там, Симонян, Кургинян, Калантарян, Бебухян, короче, это только что мы видим там, айсберг, короче, что там реально в КГБ из вообще каждых до тебя, короче. То есть это и фактор, и вот Зузукете надо посоветовать, если ты хочешь действительно хайджекнуть Кремль и внедрить Руснявую империю, свою лобби заиметь, как армяне там или как грузины, то ты должен будешь сменить религию, другого способа нет. Ну, Зурзукете явно под Кадыровым умел царь дючим, тем еще дючер, да, царь дючник. Я имею в виду, ну, история не стоит на одном месте. История же не застывшая лава. Все в движении. Гинслор не схармабат Российской империи там через 5 лет, через 10 лет там, и так далее. Ну, и, тем более религиозный фактор сейчас везде там сходит на ноль. Вот здесь на Западе, в любой стране Запада зайди в катедраль, там гуляют туристы и ветры. Там нет верующих. Тут христианство формальность. Речь не об этом. Тем более, короче, то есть, чтобы их хайджекнуть, надо стать ими же, короче, как вот грузины, армяне сделали. Короче, у нас нету перспектив в этом государстве действительно иметь какой-то сильный лобби, естественным образом мы находимся в этом антагонистическом состоянии религиозном. И тем более киноши, пропаганды, живя мусульманским меньшинством в христианской стране, пусть они там все плохо верующие и танцуют в церквях, это не имеет значения, короче. Главное то, что они на 180 градусов противоположные. Ты просто имеешь неисправимый недостаток, который не позволит. Ты можешь стать там каким-то, я не знаю, там, Басьян Юсеф, что-то ходить, там, театры, развлекать их, и стендап, популярным стать, там, кто-то там миллиардером стать, и то, и, короче, второй этаж, как только там что-то не понравится, и эти же армяне из КГБ придут и скинут его с 3-5 этажа, если им что-то не понравится. Короче, у тебя вот не было условий, и сейчас их нету, тем более сейчас их нету. Когда 200 лет назад твои христианство, хаджихну, бир, баруешь, как армяне и грузины, а сейчас вообще даже, ну вообще все закрыто, короче. Нету там никакого способа. Эти миллиардеры в Москве, они как на птичьих правах, в любой момент гебняс, короче, щелкнут в один тяге, и миллиардчик. Скорее всего, те, да, они такие же, как эти синекурами сидят, там, значит, почетные, не постучались бы, боже. Да, ты прав. Ты прав. Они на птичьих правах, прав. Но мне кажется, не знаю, может, я ошибаюсь, наверняка я ошибаюсь,
что религия сходит на нет повсюду. На Западе она давно уже сошла на нет. Тут чистая формальность. 1600 мечетей построили. Где у нас она сходит? У нас Нет, у нас, ты кого имеешь? Запад или Россию, или Чечню? но в этой ситуации не имеет значения, лишь бы у одной стороны было что-то противоположное. Все, русским могут сколько угодно не быть религиозными, им достаточно не быть мусульманами. Все. Между прочим, очень много русских принимает ислам, чтобы ты знал. Ну, им, ладно, религиозный вопрос тут все-таки, мне кажется, не главный. Тем более в современном мире, где религия сходит... Армяне согласятся, короче. Религия сходит на нет. Вот, у нас она не сходит на нет, у нас она наоборот сходит на да. О, кадыровские, если ты имеешь в виду, это уродцы, это карикатура. Но это не вот важно. как только смелится... Ты же сказал в начале, что у нас типа 90% или 80% религиозные. Была война, и то все. Ну, этого достаточно. Все. Ворота для хайджека закрыты. 80% Ахмабар, мусульманский, искренний будет. Все. Никакую империю христианскую, не знаю, китайских коммунистов ты не хайджекнешь с таким, короче, багажом. Да, доходы, к сожалению. Трудно тебе возразить. Вот пока в нынешнем состоянии мы вряд ли можем конкурировать с Западом, с Востоком, там, с Турцией, с кем-то. Вот. Ну, мне кажется, что надо любыми путями, много путей, которые нам неведомы, но любыми путями внедриться в экономику вот этого российского пространства, и тем более мы внедряемся до Кубу, аж я повторяю, да, мы выживем, а так солнцегух перспективы, к сожалению. Может, я притупилась у меня дальнозоркость, я не умею моделировать ситуацию, может быть. А другого пути я не вижу. Но в любом случае, самым хорошим, تعياون شطور يستوش بوليتيك اللي لحدو ويشتخلا إيدو غاسق مصو إشتبو نخشو إشتبو бош валира цунх политика харят мы будем дальше погрязать вот в этой всеобщей ненависти окружающих народов. Им хасун, точно. Куда действует, по твоему мнению, Муса? Да, Худадиз стремится к демократии, строить демократический институт, не религиозный, а демократический. Западу, Востоку, всему миру покажут, что мы прежде всего демократы. Ну, к сожалению, у нас на этих карикатурах, как ты сказал, целые поколения растут уже. Не одно, а несколько. Чумной бациллус, как мы можем все стать чумными бациллами? Интересно. Плохо слышно, не слышно было ответчик. Демократ. Я говорю, Муса, что демократы это чумные бациллы с твоих слов. Как мы все можем стать чумными бациллами? Ну зачем ты сейчас извращаешь? Я чеченскую демократическую партию имел в виду, когда я говорил чумные бациллы. А у нас есть другие демократы? Вот ты вообще другой демократической древности. Ну нету, значит нету. Зачем ты извращаешь? И они уже чумные бациллы, короче. Да они не единственные, они никто, они засланные люди, они явно играют против народа. Ну вот, конечно, была Хабичанова еще. И таких, как я, как ты, лучше нас, очень много чеченцев. Мы демократы. Масхада Субах. Он сказал, мы демократы.
Как? Украинчин вместе с Джамбулатом Сулейманом, он давал пресс-конференцию, и он ляпнул: мы демократы. И вот рядом стоящие вот эти ваххабисты Сулеймановичи, на него так и косо посмотрели, и все. Он с ними... Дальше они с ними больше не появлялись. Они демократы царили. Ну, Сулейманов, какой он демократ? Он хороший семьянин, Диксак Халамиги, но он не демократ, он религиозный, он шариатчик стопроцентный. Он большой поклонник и Яндарбиева. Он как раз Яндарбиева Яндарбиева, Удугова. зарядил и подтолкнул, что до сих пор остановиться не может с курса Яндарбиева сойти. Совершенно верно. А сейчас им управляет Удугов. Я сразу вот как только они начали вот созыва какого-то съезда здесь, вот, и статьи очередной Удугова, такой что-то бархатно оправдывающий Сулеймана Жамбулата, или Жамбулата Сулейман Белый, я сразу понял, что этим всем руководит Удугов. Да, вполне. Я такое предположение делал еще тогда, 3-4 года назад. Да, действительно, может быть. Нет, не может быть, я точно это знаю, что он Удугов, я его воспитывал, я его с потрохами знаю. Что левый шлик, что дошлик. От него все идет, он пытается. Муса, ты силен задним умом, ты не знал, что он будет делать. Ну, откуда я знал? От Хэна, он зубрил, я ему задавал, он зубрил, там все, поддерживал, там все, а потом... Все-таки что-то там было не так, что позволило ему сорвался он у тебя с крючка. Ну, это сыграл этот психопат Милори, его брат по матери, Иса Удугов, Иса Ахмадов. Иса... Ну, короче, его брат по матери его с панталыгу сбил. Муса, дайте спросить, что этому Удугову теперь надо? Вроде бы Масить туда миллионер, короче, Ашвари. Зачем он опять этим все? Чего он добивается? Он ненавидит чеченский народ или что? В чем цель? Он весь мир ненавидит, у него цель, его, как говорил Маркс, бог евреев – это деньги. Вот его бог Удугова – это деньги. Он ради денег продаст мать родную. Если он меня продал, стал на сторону Жахара, на самый критический момент, когда на меня обрушились все абсолютно дуи, вот, вот, это падает Хармады. Муса, у тебя как бы наличный, то есть самое плохое, что он сделал, он продал чеченский народ, короче. А то, что он там... Да, но им Ты все переводишь на уровень, короче, там, личностный, короче. Нет, но меня это лично коснулось, я поэтому. А так, конечно, глобально он, кстати говоря, Шамиля Басаева он подбил. Удугов подбил на поход в Дагестан. Именно Удугов. То есть деньги ему Березовский, да. Березовским, это понятно, Березовский, это его хлеб. А Удугов подбил на березовские деньги, подбил этого дурачка Басаева на поход в Дагестан. Поэтому вторую войну развязал, Удугов развязал вторую войну. Кстати, вот этот, кто-то мне сегодня говорил, Барменталь, и 7 октября, короче, и Гагази, Израиль, это точное повторение вот этих дагестанских событий. Я даже уверен, что вот этот Нетаньяху, Путин, Скамян Лешен, Путин ему сказал просто, вот мы вот так этих придурковатых исламистов вот так обманули, короче, вы тоже там такое же можете. Точно царь Дин Хумдока ищет, короче,
все отключить, миш хочу бахти. Там, причем и связь вот эта на территории Газы, и вот эта сотовая связь, она из Израиля. То есть они все знали, они за день до этого выложили в Телеграм видео, как они границу порывают, и деревянный израильский танк, короче, какой-то. То есть это все было заранее известно, царь. Да, 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 совершенно верно. И даже звонил вот этот министр обороны вот этого Египта, он звонил Нетаньяху, говорил, что через 3 дня они собираются, что нападение, короче, бош, из-за лицу. И сам Нетаньяху, потом я Нью-Йорк Таймс, что действительно, вот телефон. Причем, решившись на всякий случай застраховаться, этот министр обороны или там иностранных дел, в общем, министр египетский, он позвонил еще и начальнику штаба Израиля, Штубах, короче, вся связь, все электричество, даже телефон, Шалатич, они, эти сим-карты, все, они из Израиля все, короче, связь получают. Там нет еще, они в блокаде. Они все знали, Сари, 6 часов они специально позволили им дальше, иначе, что грабах, они там 2,5 миллиона сидят, людей на ширине 20 километров полосе, короче, и сколько уже, 40 лет там сидят, короче, в штабах, как их убрать оттуда? Точно как вот этот Скопрос Бахрус Камальди, ну, вот Натаньяху, с Путиным, скажи. Видимо, Путин ему про эту дагестанскую операцию сказал, и что, Шайр был нахмон, они отцапою и провокатор, или асвойтер, он не короче, джихад, чуку асвурбон, короче, а там ты их, короче, уже индульгенции, или воин бомж ты мой, короче, и сам ты бомж як нагадон, ты будешь этим, защищен от этой обвинения в геноциде. Заранее подготовить, там, собершин, квартиш, дяхна, бош. Я говорю, пучил из собершин, квартиш, бяхца, короче. Соберди, летиги, дегерскет, короче, хуият, больница была. Бери, 30 бери, кварт, бяхна, бош. Прям, Нью-Йорк Таймс, прям, Байден на 100 аутах, 30 бери, кварт, бяхна, Байден повторит, представь, уже деменцию ушел Байден, это все подготовлено заранее, точно дагестанские операции, короче, чтобы получить повод, убрать, бомбануть и получить индульгенцию от мирового сообщества, что царь и Кахбиго Шумфдинет, он делает антибахать Беларуси. И воин антибахать точно так же. И эти же ребята дали совет, короче, тоже. Там же этот Чубайс, там же этот Абрамович, Романович, короче, они все знают, что происходит, короче, худые воин Гудини, короче. Так же повторение, абсолютно. 100% повторение. 100%. В деталях даже. Удугов там, короче, свой вот этот, короче, наверное, день рождения Путина это какая-то синхронизация. То есть ты скажешь, вот день рождения Путина, из-за набухался день рождения, да, Путина, это выдуманная биография, но в любом случае со синхронизацией очень активдохциги, чтобы не палиться реальными какими-то этими, в день рождения Шахциги, именно в этот день, и защищать, да и пулемет, да и энзабор, короче, массу معايا مش هتشوف حكيتنا 6 часов هم садишь собордина, потом да и бахитна. И вот так можно было всех зачистить, короче. Они думали, что сейчас им отъехали, они в Египет ломанутся, и они эту территорию наконец-то присоединят, короче. И оказалось, планы рухнули, а дух и бомж уже мировое сообщество уже обратно перестроилось, короче. Нахуй шбаль, короче. Из этого уже голубь закрылся, хотя это тоже относительно. Если раньше у них было 60 или 80 километров, то теперь у них уже 40 километров. То есть территория все равно уже активна цель. При следующей операции какой-то они еще, наверное, заберут. Но куда они денут этих людей, не знаю. Но операция Дагестан, вот точно, даже этот ну, просто как по учебнику. И явно руснявые инструкции для этих ребят были даны. И что, душом, и что, я. У нас тут Абрамов, Березовский был, короче. Он пошел у Дугу, дал баблос, у Дугу, исламское нападение организовал. Короче. И все. Дискредитация Чечни, можно бомбить этих исламистов по полной программе. Да, совершенно верно.
На самом деле, тут Indicate. арабы сами тоже виноваты во многом. Я помню, в 1967 году, я тогда совсем молодой был, но политикой интересовался живо. После захвата территории там Иордании, там Сирии, Синая, израильтяне выдвигали условия вечного перемирия. Арабы должны признать право Израиля на существование просто. И они возвратят и голландские высоты, и Синай, и все. И на это там не пошел арабский мир. И говорит, Хегл Шубо шел, Гамаль Абдел Насер, он первый провокатор был. Шабаб, Израиль, их Израиль надо в Средиземное море сбросить, Бог, что и провокационными этим выступал самый разумный араб Гамаль Абдел Насер. Тут проблема в том, что يقول إثبات диктатур شيء نسير ولا حافظ أسد ولا كدافي ولا это диктатуры. А вот Тигаашил и палестинское население это просто местные люди, они никакого отношения к этим государствам не имеют вообще. То есть так, вы и я взяли куда хочешь, зачем к Насеру что-то говорить, этому что-то говорить. Короче, с местными арабами да срезали, разбираться, короче, хотите вы или не хотите. Так, церковь и разбираться, ведь это айдол хилдиес. А теперь айдол, да, и так, хорошим айдол, как ты можешь выяснять, что им нужно, что им не нужно. Ты можешь играть в эту игру, короче, не знаю, на дурака, короче. Акар и бах, но при этом говорит, что еще бахуш просто хабяхкинца, а что с той стороны. Так автоматически взятки гладкие, ты не можешь на них коллективную ответственность вешать. Коллективную ответственность и угом дуй, но ее вешать можно, если это почал. Слушай, айдол хочешь, и царь и хаджин вот за этот айдол они отвечают за его действия. Но палестинцы сброд гулбел, царь айдол дать, и одновременно на них коллективную ответственность вешаешь, тогда не получится, что царь подписать дни, не бож, короче. И лукавство, и, короче, со всеми этими движениями, короче. И за всем этим стоит просто желание. Лукавство. Ну, а кто спрашивает у народа? У народа никогда никто не спрашивает, ни в какие времена, пока что. Но в любом случае, все арабские руководства, и Асад, и Абдалла, первый Абдалла, и Гамаль Абдел Насер особенно, они все отказались подписать, вернее, признать право Израиля на существование. Вот. Ну да, все территория, понимаете, поэтому они комфортно себя чувствовали, а он и палестинщина, это уляма, да, как это можно мотивировать этим? Он за 500 километров аж был нахуй отказаться, аж был палестинщин, глад хадах без или что, это как-то не сходится. Нет, Израиль готов, ну, во всяком случае, они заявляли, что они отведут войска, освободят Синай, голландские высоты, там, левый берег, Иордан, все. Синай после войны, ну да, потом, да, это, ну тогда. Нет хорошей жизни. И потом и газ даться уже, и газ даили, а сейчас бы никакой проблемы с газом не было. Это была бы египетская территория, как она была до войны, короче, и никаких этих там, ни 7 октября, ничего не было. Но Израиль зачем-то эту территорию понадобилось, хотя Кемп-Дэвидские соглашения, они сказали, что и как некое, не знаю, псевдогосударство, сами будут. Но они не выполнили своих этих обязательств и превратили ее в некий лагерь под открытым этим небом. То есть шекир аш был палестинский, хотели примести аш был. И это местному населению добавилось еще выселенные этими палестинцами, выселенные палестинцы с других мест, короче. И автоматически они этим создали на будущее страшную бомбу. Царь с Кречмети, Хабахкин, Ахушин был, палестинцы автоматически стали вести, не знаю, вражду и партизанскую войну, и это Газа уже никогда нормально не станет туда, местное население. И они тогда, короче, шейца,
наладить торговлю, هم соотношения границы. А Ирбариш, ну а уж палестинцы, разбавят, где что хархайрбар, палестинцы будут пытаться свои дома убить евреев, там, делать, короче. Вот эта разбавка превратила это в страшную проблему на будущее, короче. Неразрешимую, короче. И но в какой-то момент Израиль начал строить вот этот канал, турецкий канал и конкуренции Иерусалима, не помню, то ли 55 миллиардов, никто, кстати, об этом не говорит. Так как-то идут 55 миллиардов, да и нацар уже Хатикоч, этот канал, все там впереди, вот это Газа, вот эта полоска. Ее должны убрать, чтобы этот канал соединился со Средиземным морем. Так, что-то же надо делать. И ссылка шажире, Рамштерну, я это не... Да, я не думаю, что это я не знаю, что это аутентичная ёпошка, действительно, в те времена Чупесса, потому что там очень много разных других видео, тоже Чупесса. Я бы не сказал, что это фальшивка или что. Ты должен как минимум доступ к гугловскому этому серверу иметь, чтобы такие манипуляции делать. И ради чего еще? Чтобы, я не знаю, да. Да, спасти Мусу, что ли? Ну, это, короче, маловероятно. И такое тех же времен исламистские видео считают, что примерно в то же время. Ну, в любом случае, из недр ФСБ выкинули. Для чего можно гадать? Ну, только там была эта кассета, и Харсу точно. Муса, изначально, сейчас темную использовать на изначально мою и все вот это вот ваш вот этот съезд в Астрахани, ваши террористические базы у нас в горах, Шаирриге под музыку, вот как его, КГБ тогдашнее, Штелин, просто темную использовать любого. Часто тебя темную использовали, а ты уверен, что сейчас тебя в темную не используют? ФСБ, например. Сейчас светлую используешь. Да, похоже, что уже в открытую Муса. Он с ФСБ использует вашу информацию. Не, мне кажется, что вас используют ФСБ, кстати говоря. Я вас подозреваю, что вас используют. 100% вас нет, у вас нет никакого алиби. Вы работаете на разгром чеченского народа. Работаете вы все. Хорошо. У нас есть некое это, если, например, для меня вот водораздел и лакмусовая бумажка, вот кто вот эти религиозные защитники, он автоматически собирается уничтожить чеченский народ. А вот религии там уничтожить делающие. Не только нас уничтожили, куча народов при помощи ислама уничтожили. Мы не первые, мы не последние. То есть КГБ эти амеждич есть, что тысячи уже их понастроило. И вот все вот эти посылатели, шпион, у них всех религиозная риторика. Ислам, шариат. Просто возьми, на шариат, на ислам средства ешь. Ну, все они, короче. То есть, единственный способ для меня определить там свой-чужой, не КГБшник, а нормальный ногти, это вот это. Против вот этой исламской этой бодяги. Способ, не оставили нам просто. Так, вот ислам, там, нападение, значит, это прав. Действительно, ногти лучше. По-другому, дальше. Ты прав, это сегодня мы все знаем, мы и Коран знаем, аяты, хадисы можем читать. От хрена, почему вы не поймете, от хрена, все мы были, кроме там каких-то там, может быть, кроме Даниила Адма, который 100% был КГБшник, еще там пару-тройку, вот, все были одинаково ряжены. Вот я, например, в то время, еще раз повторяю, Бусур для меня Бусур свобода. Имам Шамиль для меня вообще-то был непререкаем. Это я сейчас знаю, что у него там были там коленцы, правильно там и так далее. Бусур защищаешь, давал кичах, например. Это не значит, в то время было.
Да, никто не спорит, что все в то время были обмануты, все ногти были обмануты. Никто не спорит с этим. Я не знаю, с кем ты споришь. И Джохар Дудаев был обманут, и ты был обманут, Я, и я был обманут. Не знаю, Ендерби может быть обманут, хотя они там деньгу получали, но, может, и Удугов даже был обманут, хотя зачем он у Березовского брал деньги, если был обманут. Ну, допустим, Духана постоянно обман. Но сейчас-то все понимают, и если дальше держать вот этот курс, уже так становится, уже это шеф Волох, уже с чего это, короче, я понимаю, что тогда у тебя вот да, такой курс. Но да, сейчас да, да. Ну, Цундель, я сейчас говорю, что надо оставить религию в покое. Для себя верь дома у себя. А общество надо строить на демократической Муса, основе. недостатком этого подхода такого, ты-то оставишь религию в покое, я-то оставлю, а религия и вот это не оставит, эти мулы не оставят нас в покое. Понимаешь? Муса, Ситуация. Да, и смотрите, самое смешное, что как будто это мы эту тему подняли, короче, это они должны оставить, перестать эту религию, короче. То есть это да. И при этом, короче, барду, еще и это не работает, потому что если это ислам, например, что мусульмане, что ислам, эльче, уже автоматически те вреды дают чухо, и Хабахам, да, говорит, что ислам не должен участвовать в государстве. С чего это? Если это хорошая религия, почему она не должна участвовать в государстве? Тут противоречие возникает в Мадуре. То есть вся эта антиисламская риторика, она не от хорошей жизни, она не от хорошей. Я тебе и вот всем вам еще раз объясняю. Я аж следующий резуса, но если большинство народа верит, Надо сделать его меньшинством. Надо сделать его меньшинством. А мы не сможем, сейчас не время. Не время. У нас нет выбора. Нас прижали к стене. Нет, у нас выборы. Как раз самое... У нас не то, что не время, мы припозднились даже. Надо было 20 лет раньше начать это все. То есть не то, что у нас выбор, нас прижали к стенке вот этим исламом. Кстати, вот эта история, которую я рассказывал сейчас, как армяне и вот эти грузины хайджекнули вот эту Российскую империю, нас точно так же хайджекнули эту Сирию. Вот точно так же, короче. Одинаковая религия позволила им нас хайджекнуть. То есть военюхай бяхтан капкаль, короче. Вот ты смотришь, ты вот эти рожи этих хуюрота, ислам бьючбеш, был грачок, короче. И что ли вон? Это не всяких даже, короче, как не его сразу же говорит. То есть, что хайджекнуть, тяга и хайджек, мы не сможем от них избавиться. Русня не сможет от Симоняна, Калантеряна, Кургиняна избавиться, пока у них не будет какая-то другая религия, идеология по отношению к этим лоббистским этим захватчикам. И лоббистский захватчик у нас против них нету аргумента, если мы с ними одной религии. Все, все, мы замазаны уже. Все, ты не отмажешься от них. Единственный способ от них отличаться это мусульман, все. Способ не осталось. Мы на нас направили пистолет и сказали, все, либо это, короче. Им надо делать акцент, что вы нохчеду, прежде всего. Это ты не сможешь сделать, не говоря, что их религия неправда. А это Аллах, Абахамдатцах говорит это. И вот эта игра, это называется игра в поддавки, короче. То есть ты поддаешься и в конце остаешься без шашек, короче. Все. Шашки или ехать. Нет, все равно, я считаю, сейчас не время это разбираться. Сейчас буквально скоро грядут страшные ситуации. Еще одна, еще одна проблема в том, что вот несколько, как бы две стороны возьмем, короче. Мы типа, короче, вот тот же этот, Ламанхо там или еще, и они, короче. То есть компромисс предлагается только там. То есть шубат и бешбеш. То есть они устроили нам дагестанский поход, отрезали голову
этому французскому учителю, короче. Пошли в ИГИЛ и положили там 5000 этих человек. Царь угр дурянча ويقام سدين وزيهم ده, но при этом табал бьешь без тоду. Бьешь без тоду. Не они должны эту хреню бросить, короче, я и стать чеченцем, а мы, оказывается, должны, не обращая внимания, да дальше им поддакивать. Вопрос неправильно ставишь ты, мне кажется. Неправильно ставишь. Не надо им поддакивать. Просто не надо об этом говорить, а надо разоблачать вот то, что голову отрезали, прикрываясь исламскими знаменами. Это сделали, то-то сделали. Так они затравили с точки зрения ислама. Как? Муса, как ты можешь их перемолить? Как ты можешь их перемолить, короче? Да их-то мы никогда не сможем. Это люди Зато мы можем их демолизировать, понимаешь? Вот это и Мадуи, короче, вот здесь сидит наш этот Буто, он их демолизирует. Потому что шоковый терапием, ну нет у нас больше инструментария. На нас прижали к стенке, нам поменяли имена на Махмуды, короче, нам внедрились какие-то сюли и измочали нас, реально машинки, растекшись на этом полу. И ты нам говоришь, нет, давайте по второму кругу. Нет, не будет. Даже при ногчебем зависах второго круга не будет. Все, слезаем. И штальбим, способ я тебя. Ну нету, какое еще не время. Время давно уже ушло. Поезд уехал. Ты не видишь, я понятно. Сколько тебе удалось уговорами, короче, демолизировать наших этих братьев меньших? Сколько? Не 0-0. Так, твой подход не работает. Мы же видим, что он не работает. Уговорами против ислама это все равно, что против медведя, короче, я не знаю, с резиновой дубинкой выходить. Вот когда. Дело им было, к сожалению. Бесполезно. Муса и религию в покое оставить даешь маха юхлю. И религия в покое оставить цаич. Цан худаю, что юха напомнить мне даря. Напомню. Разоблачать их надо просто. Религия. Вот, прикрываясь религиозными знаменами, они делают голову, отрезают Украину, посылают на убой чеченцев из Вышбош. Разоблачать их просто надо. Ты мой вопрос не понял. Те, кто вот эту религию в покое не оставляют, сам худаешь. Их разоблачать надо просто, как негодяев. Ицоц мнение, кымайер хачига. Те, которые там под религиозными знаменами делают эти дела, включая моих близких родственников, я их всех предал проклятию, да? Я их никогда не оправдывал. Я говорю, что надо бархатно, да, халкан, методом тихой сапы действовать, да, против вот этих искажений, да. Ну, а так откровенно, сюк, даур, да, никто не требует от тебя, Муса. Он-то вообще-то, Рамштайн говорит, что типа ишца. Он всегда это говорил, что типа ишца. Разоблачать, говорит, что ислам на самом деле это добрая религия, а вы не правы, Бог ишца. Спори, бахца. А это абсолютно бессмысленное воду в решете носить. Абсолютно. Потому что у них есть عادل لندن دو حديث بخاري تيمية ديبقو وجبو целый сонум этих пропагандистов, Букетчин, Саудовской Аравии, оба Хабайтин, короче, и Гебнявы, и такие прочие, ты их не перемулишь. Это нереально. Не надо их перемылить. Не надо. Нет, терпатство, в этом случае. Как ты их разоблачать? Их просто разоблачать. Да, лучше их разоблачать надо.
Как Это ты будет их больше эффект. разоблачишь? Муса, с людьми идеология царца победить теряться. Ну, допустим, я скажу, что вот там Мула Аббасхан, он не прав, он или там Джамбулат Сулейман неправду говорит, сумилу и Олшвик, что религиозный авторитет, что Албании, сумилу, я никто для верующих. Но если я скажу, хажал, что идеология, хардуш, ну вот доказательство душу, то так, а суюхи наха выбить бирбу, как вот Чапаева, так, выбивать бирбу. Только идеологии можно разоблачать, только победить можно, разоблачая идеологию, но ни в коем случае нах разоблачать, за людьми, это бессмысленное вообще занятие, короче. Саму идеологию, к сожалению, нам не оставили другого выбора. Всякие. Я Дело. 20 лет назад пытался что канал. Не, давайте ислам царюч, мне прям 3-этажными матами ислам, бакату куронсунг. Не сдалать. То есть хорошими уговорами это все равно, что вот игилят, милари, Багдади, хочу уахан, шатер, уахан, хорошими уговорами уговорить его от ИГИЛа. Это только это Уолсона, я не знаю, либо наивно сумасшедший, наивный человек. Да. Так не получается, не работает, к сожалению. Дело по факту хабак мали, к сожалению, нечего возразить, но все равно против духа был. Посмотри, полезное действие. Муса, посмотри полезное действие, которое случилось после. Французский учитель кварт бяхнет сам. Все, не будет этого больше. И видишь, что это заслуга вот этого самого КГБ очень хотело бы, чтобы ночью еще одного этого учителя завалили, 3-го, 5-го, короче, желательно еще с дюжину, короче. Но это уже не будет, все. Дальше внимание переключено на меня, на Буто, там, на Пармата. То есть чисто ради этого добьешься, и даже вот пользу для нашего народа, к сожалению, не европейцы, знаете, что к чему вообще, как это. Но КГБ, оно с удовольствием хотело бы, чтобы это случилось дальше, чтобы дальше кому-то башку отрезали, дальше кого-то это сделали. 3-е, 5-е, 10-е, к сожалению, я дурно слишком. Это надо было еще 15 лет назад начать. 30 лет я назад. начинал. 30 лет назад. 30 лет это слишком ее мой если как бы обманывать. Ну хотя бы. Ну, фирам дали, но это как бы слишком оптимистично и сказочно, короче. Но хотя бы Кусхабяхкич уже и Дагестан, уже Массон, уже так хотя бы уже. Ну, видишь, и дорогие, Муса и психологию, что отдавайте это ислам мадуй, и бусул мадуй, 80% тиеш мабуй, все эти дурацкие отмазки, Ваня Колесо говорил, что трудно быть Богом. Цуба наполовину в нашем деле, наполовину враг, наполовину друг. Не, Арят говорит. Наполовину враг валя, друг валя, наполовину враг гуи. Вот ислам наполовину друг, наполовину враг бах, и получаешь по полной программе потом. Тесла, вот это man echt ilūžu, может, ты мне поможешь, Юхас, это man не сопечь, что лопай умаш. Их надо натурально убивать Борга, их уборду. Можешь вот вкратце объяснить? Не знаю, про кого это натурально убивать кого-то. Убивать это он мой огород опять. Я сказал, что тот, кто покушается на святыни, на синагогу, мечеть и так далее, надо убивать. Я действительно считаю, надо убивать нахрен вот таких людей. Ну, не покушайтесь на синагогу, а разоблачайте их идеологию. Да, идеологию надо разоблачать, если можешь. Ну, на святыню там нельзя. Это субъективно, молодой.
Ну, Муса, Субъективно дела. для кого-то святыня, а для кого-то это действительно. Вон, например, Мао Цзэдун, памятник в Китае, может, для кого-то святыня, короче, а для нас он, короче, убийца 80 миллионов человек и кровавый диктатор. То есть нас надо убивать за то, что мы эту святыню как-то это вот нам она не нравится, или мы говорим, что это не святыня. Это субъективный ум. Религия вообще это разделяющая людей вещь. И говорит, что для одних это святыня, для других это, для этих это, для этих это слишком трики как-то. Лучше этого не касаться. Да, видимо, лучше не касаться. Но в любом случае, если большинство твоего народа считает за святыню что-то, покушаться на это что-то, я считаю, это человек преступник просто отъявленный. Надо это большинство превратить в меньшинство. Но это другое дело. Если можешь, да, это... Если ты не будешь атаковать религиозную идеологию, иди, да, потому что сюли будут дальше свою работу выполнять, и это их оружие. Ислам – это оружие сюли, как оружие, вот христианство было оружием армян, там, грузин, когда они русню хайджекнули. Вот они хайджекнули нас при помощи этого оружия, ислама. И мы как бы сами добровольно надели это. Короче, люди не понимают, как нас конкретно хайджекнули и превратили, уничтожили наше государство. Кстати, потому что она их не интересует вообще. Куба Албуте ногти почал, хилитица. Это же идиоты показывают. Вон, посмотрите, Яцер, справку эту про выселение Забяхкач. Кстати, Муса, родитель Шмича, в Казахстане выслед Бенер, я в Узбекистане выслед Бенер. В Казахстане, они там умерли. Да, Алгишевица. И дарах цигах, бяхни, мухары, как эти чули, короче, пытались нас обратно, короче, выяться. То есть так, типичный вот этот... Нас хайджекнули, уж бесно, что они никуда не ушли. Зачем они с благословенной чеченской земли обратно чухнули бы в Дагестан, перенаселенную горную местность? И шванюка бесно, и они же были вот все эти движения, Ахмадовы, все эти ваххабистские движения, которые нас хайджекнули и устроили нам вот эту веселую жизнь, его хошь, короче, нахрен, я что, журналист, потому что их не интересует это, все эти деньги от братьев мусульман, щи, щи, короче, и все это завязано на этом оружии их главном, на исламе. Ислам используется против чеченцев как оружие, и ногчи это не догоняет, под упор не догоняет. Самое страшное оружие. Об этом надо говорить. Что ислам использует как оружие против чеченцев. Об этом надо говорить. Да, и единственный способ это выбить это оружие. И оружие, против нас его будут использовать. Дик оружие, ты бахать тон бош, короче, немножко просто слева, вправо цельтесь, туда, в ногу цельтесь, так не пойдет. К сожалению, Сун Хагуш Суртан, я не знаю, сторонник Шкирбу, наверное, Сун Хагуш Суртан, выходца есть, кроме как Тибахатсон, по полной программе, рискуя всем, чем можно. Тесла, это Сумон Тяхер, что Цундел вот поднял вот этот вопрос насчет, надо их убивать было. Муса, Хенца Ишбай и Ишбаха, вот кто покушается на святыни, да, есть это все. Ну, я это так в пылу образно сказал, но я сейчас могу повторить, да, тот, кто на святыню покушается, на Дина, там, Аллаха, если он верит, надо убивать натурально. Вот сейчас я окончательно твердо. Все, Аллах, он так хожается, этого если вот всех касается, да, вот кто на святыне, тига, синагога, шхера, церковь, мечеть, лера. Так и поэтому Мухаммад, он когда вот Мекку завоевал, говорится в исламе то, что он там 360 вот идолов. Это были святыни вот этих других, кто не принял ислам. Он их всех разрушил. Так и поэтому веришь, Шалок, по твоему мнению, правильно? Ну зачем ты подмена мнений?
сейчас занимаешься. Тогда идолопоклонство играло против арабских, бедуинских племен. Мухаммаду надо было объединить племена эти под единым богом. Вот поэтому он убрал, смог убрать, убедить. Делать, если тебе как бы есть какая-то польза вот, для объединения. Это так, и что тот же самый, но там объединить, да, Хицбах ислам используется как инструмент. Вот и инструмент дает шена и дает кыш, так вы шуете гадом. Вот, инструмент дает язык, надо людям показать, что нельзя никакой религии, исламом в том числе, и особенно исламом, вот, пользоваться там в политических делах там, и так далее. Видимо, а нечего сувать нос в политику. Вот таким образом воевать против них. Так, можно убирать вот эти мечети, полностью их убрать, да, так, тебя вирвишь, молодцы, целовать. Я не понял. Тогда, если вот для воссоединения чеченской нации и инструмент дает шена, и между штатах, что цигаризм, увы, и вирвишь баха, между годов штат. Приговорил, ну, я согласен с тобой, я виноват. В общем, я свое мнение вам сказал. Давайте. Я хочу понять свое мнение. Це віриш баха, і так с мама десь примеряли, чи тебя воссоединение своих бедуинов, и что виш дарнистин баха. Це так, тот же самый баха, там юг не хашемет, и между, кстати, чи и дадок, Зачем ты эпохи разные, 1400 с лишним лет назад логи тахмдеги. Не надо Божий дар с яичницей путать. Вот он правильно поступал, да, и история показала, что он правильно поступил. А Гинцдик другое дело. Сейчас все эти демагоги, особенно тот, кто хорошо Коран знает, особенно злостно вот такие люди, вот, используют ислам против своего чеченского народа фактически. Это совсем другое. Разные эпохи, разные цели. Муса, в то время ждаться до Эцмамаду, это вот до конца света до. И тогда ждая решил, имел идолопоклонство и уманша. Так, кажется, хабусу хоче, еще ислам диндиш хоче, и лелаш хоче, ценах примера, и ты дальше этим занимаешься. Их как бы не надо убивать, а те, кто вот хотят чеченскую нацию снова воссоединить и убрать мечети, их надо убивать. Бахтабай. И дух лицемерия цахетмон. Мадарялч. Hudson Dove жоқ да цаса вош хаттерду хенчи открытый дом. И Я не знаю, что ты хочешь. Я сомневаюсь, что ты хочешь объединить чеченцев. Может, ты заслан специально, чтобы взорвать чеченскую нацию изнутри. Я и это допускаю вполне. Сейчас в наше время, когда надо пытаться объединить дальний угол пока. Вот, перед лицом будущих там вызовов времени, эпохи, да, чтобы нация была единой, вот, вести одну политику, а ты откровенно, ну, халкан, 90% халкан, то, что не нравится, то сам Пушкин я чухал. Я думаю, может, заслали тебя, может быть, я не знаю. Ну, может, догадкам, шахаирю, асаса, догадкам, ширю, просто разницу свою храм. Уже Инна догадка. Да, Инна, разницу храм, Муса. Ты сейчас Муса, ладно? Ты сейчас вот прямо открыто говоришь, царство ломон штейла, докша, типа, дальний угол ладил, видишь, асбаха, це, видишь,
مدر شادر جو وعدي تيش قوم تحتي تشين تاعدين до хатва гучда что. А ты говоришь, нет, это не надо, народ не готов. И народ, он ищется готов, порядок, наоборот, это буду лайкш, дать, ишь, когда дауду, и хуже, хуш, а шадр, дайный угол, вади, час цеюш бах, ваду, модер вади, цеюш бах. Идин дуй, модер вади, цеюш бах. А эха, или, ишь, хачья, я тебя много инду ходи еще. Шича, мекшон был, что все это знаешь, и говоришь, все равно ислам это чеченское, это надо чеченскому народу, бас. Ты как, я сейчас отвечаю. Чеченским народом это вообще не сходится, Отвечаю. Ну, Отвечаю. Я отвечаю тебе, слушай внимательно. Как частное лицо, ты, возможно, и прав. Вот, можешь что угодно говорить. Орана ли, Мухаммад Пайгамбар ли, Йохто плохо, как частное лицо. Но мне, как политику, надо знать, что главное, что для меня, как для политика, чтобы народу было лучше, чтобы меньше расход был на моего народа, чтобы мы вышли из будущей ситуации с наименьшими потерями. А я не вижу другого пути. Если мы будем вот так вот взрывать изнутри верующих, настраивать на свой дуйлах, вообще я не осмеливаюсь, я не такой смелый, чтобы против народа идти. Я боюсь, поэтому в этом плане я тебя подозреваю, там, очень сильно подозреваю, что ты запрограммирован. Вот. Как частное лицо, пожалуйста, ты имеешь право, но я не имею права, как политик, я не имею права вот, налево и направо рубить даже правду, если это правда против моего народа, я ее запрячу. Не надо. Я хочу, чтобы мой народ выжил. Моса, ты как политик готов обманывать народ. Я к этому не готов. Я не хочу этого. Я готов. Меня обманули, и я не хочу, чтобы мой народ обманывали. Потому что я знаю, их обманываю. Политику это тебе помогает выйти сухим из воды. И суннис сахет, мадер вади цвеш дуйшадовым. Просто шолох пример, он лицемерие хлордуй, и до гомик шдуйчуара цулхал. Хажа, инца Европа, Запада, и чего клиром бубатка, и что гомик он хлор. Худешь лох Запада, и она так, и клиром, почему это тебя не касается? И до цурга... Меня не касается, потому что меня не... Нормального. Меня это не касается. Эй, дохчи, дагу, Западе, куда иш домик, что тиром бушом божий, призывишь, он царё. Сон тиром бац, меня не смущает никакой ЛГБТ, АБВГД, меня не смущает. Они мне не мешают, абсолютно. Это раз. Второе, здесь это принято, это нормально воспринимается демократическим, толерантным обществом. А там, в Афганистан, там, Сомали, езжай ты, пожалуйста. Я зачем? Я демократ. Я всегда был демократом и был в будущем. В Афганистане бачабази тоже нормальное явление. Абусол держи бой. Там для этого. Для них это очень нормально. Для меня это ненормально. Для меня нормально Запад со всеми ЛГБТ, там, со всеми недостатками. Запад меня устраивает наиболее, более чем Турцию, там, Аравию, Сомали и так далее. Поэтому я здесь живу. Потому что меня вынудили. Сначала из республики выдавили, потому что я разоблачал жуликов. Москвы выдавили, потому что я Кремль. Вот. И только Запад нормально там, и так далее, дал мне крышу там, и так далее, дожить свой век. Поэтому я здесь живу вольготно, и мне не мешают, ЛГБТ мне не мешает. Если тебе мешает, езжай в Турцию там хотя бы. А еще лучше езжай в Афганистан.
أخي حنمشى قديش تخرجي شو قزايش كثير مبوش يقنع غندرة شسا أو ذاك تمام. Кирмбу, Хаэл, когда я говорю Кирмбу, я говорю, что нация наша будет разлагаться вот в таких условиях, как чеченцы. Может быть, это и хорошо, разложение, я не знаю, но это плохо. А Кирмбу, зачем ты мне лепишь то, что я не говорил? Я понимаю, что у тебя есть программа, что ты настроен. Может быть, я какого-то твоего родственника там в газете там филитон написал. Иначе ищет мабуй. Мараю, мамадео, разоблачает ДНЛ, духовно, чинхо меня ненавидят. Албакон, филитон, я ДНЛ, почти все мелко меня ненавидят. Ой, ночью ищет мабуй. Возможно, я каким-то образом зацепил тебя, я не виноват. Я говорил правду всегда, какая бы она ни была. Поэтому зачем ты лепишь на то, что не было? Кенти, ладно, я понял ваш общий настрой. Мне тут подсказали, что вот есть у этого, у Теслы там новый, нормальный. Это, ну, я тут понял, тут собралась такая же компания, да, Дикин Надежды, что это был в хороших делах, полезных для чеченского народа. Вот не то, что вы пытаетесь на меня навесить, у вас не получится. Никогда в жизни у вас не получится, потому что моя биография прослеживается в моих статьях, выступлениях, то, что я говорил 10 лет назад, 30 лет назад, 40 лет назад, в советское время, что я говорил, и то, что я сейчас говорю, это все одно и то же, это все прослеживается. Поэтому у вас ничего, господа, не получится, понимаете? Вы лучше изберите другой объект. Не меня, а другой объект изберите, господа. Тогда у вас, может быть, что-нибудь получится. А Викторович? Musa, навахле статиш хамичаю хамбичи умадацель. Кузах, он открытый микрофон. Каждый может говорить и спрашивать друг друга. Не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Я могу тендеру. Зеро. Вот. Поймите это. Вот. Это надо понять и русским, и нам, чеченцам, и всем остальным. Вопрос закроем навсегда. Русские наши братья. Дипломат, я YouTube. Манов, Лёма, Алца, Хакайнир и Уйзон. Да, это Уйзон. Интересно, да, таким судяшку? Хорошую зарплату получают, характеристики, хорошую зарплату получают, не значит, он пойдет устаг. Для себя он дикантует, через ухоп, шарвот, судя, за газ, но хорошую зарплату получают, он пойдет куршует. И ну, он интересно, да, то сега модер, халхо, цашо халдермат, солнце дича, из толстца лицу про этого Радуева Салмана. Радуев Салман, префект Латвии, Гимся, что ему Латвия, карате, а мама Латвия Эльерболцу. Так, его схватки, хорошо. Радуев, мой звонец, у Гудинаха, Зеншни, Луцинга Шорт, Кадегождег, Паск, Штавик, Вевина, из скрытая мама Дигар Гудилна. Сунхупайт Хадер, Новчу, Оман. Что, да, продолжал работать на Россию, судья, то у нас судья, когда российская власть, потом, когда опять у нас вот эти начались, как его, вторые военные действия, русско-чеченская война, и им дали его в Дагестане, его сега судья Болбин, в Цигары, он новший чугаве, не он новший чугаве, судья Болбин,
Кадыров шада ваққылс писудия тацавыч йой болалара чудя голубах из ковид-хэт. Вот. И того пацоводин был нахбац, к примеру, тоже не ангелы были, подожди, чувак. Он, по идее, был нахмубай, он бишпеш. Ну да, я говорю, Елена Шипш, ну, голову, короче, давай я и мои возьми, да, шубать, пойди, я тебя включу. Я там был Шабардович, 80 Доксон Кушара, 46-го года войс, если я правильно помню. Так, сундела информация, чего важное, что Ленин Доломыш, и как Дудаев стал президентом, как они сфальсифицировали вот эти голоса делегатов, ну, и до президентских еще выборов, еще не было внедрить. Я же когда говорю, что важная информация, мы слушали еще. Да, как они прокачивали фигуру Шамиля Басаева, чтобы потом закинуть его с его батальона в Абхазию. Шахадыч Мадайцуис. И это что важно, да, потому что вдруг опять его история цикличная умел, чтобы опять по тем же лужам не ходить. Это еще. Так, после это Мадайцер, кто был главным средством массовой информации в начале 90-х, Шевар удуговор был всего. А потом он понял, что ему Schwarz. Schwarz, наверное. Ничего, нахер. Инспекшн. Так он понял, я. Он про этого Шамиль Басаева прокачивает в Чорсу. Вот. И царь Прокачатель уже он готовеньким героем приехал из Турции. Знаете что? Что, важный момент. Мы Шамиль Басаев, слухай, наш ехал, злялся, глаз что дуцен. А вот Полар, мосту Кипр, короче, да, с Бухки, очкаш, издавал вообще он, удицаем был, что, лишь хала эбина, сунха, короче, Шамиль Басаев нашел шмобу. Да, потом говорит, короче, террорист, эшвин террорист, изи, эшвин, короче, я плохой менеджер, на Дудая, изи говорвин могу, видишь что? Шайдерги и Эгги и Куркигина, что ж могу отправился. А потом еще отрицают, что ими никто не кукловодил. Еще и кукловод, царь, и шайдерги. А вот что она мечвод. Он как мечвод, це вот Америки, це вот из. Это что, Турции, це вот из Москвы, вот что она. Но Алжирч Бойдир, или Алжирч и Коч Белс, он забрал бац, Алжирч Худина, Франция, Белс, что она. Самое главное, Россия сама стала четырехвековой. Так, вот что, так тебе вот что. У меня сразу появляются подозрения, а изначально сам Боб, я что смутно водить. Я шел с Тегуэр, когда он понял, что это вышло из его рук, контроль говорил, а модель не он. Или когда он понял, что это все уже запущено, что этот чеченский народ проехал свою последнюю остановку, как да он Москва, на Цагай, Москва, Боды бить мазадицу, то Гошин Сачо, Хуз Белз, короче, шашин противоречие, что родительству. Так, ну и я ссылаюсь на старость иногда, но иногда думаю, дела, Бог Пола все-таки, я там ждется, просто он не понимает, что в итоге, еще контур до вопроса, какой вопрос будет, еще контур до чуда, уже ясный вопрос, еще не шхырдуется Хайцон. Раз увиливает Далвард, но потом появляется вопрос, который он 2-3 вопроса назад он уже ответил на этот вопрос, но ему уже сейчас неудобно отвечать на этот вопрос. Иметь я хаузу вартис, сам момент еще. Но опять-таки скажу, его чего, сунцини, угол загонять себя, что
нормально хабардийский, потому что шорт важная информация ему сагахинзи. Потихоньку хаюсь ресурс. Народ верит, например, в Аллаха, в Аллах Иисуса, Христу, мамонку. Яхве. Так, перебор меча нас. И Аджима уточнить лишь да. Ну, вот этих, что чеченцы станут гомиками, и вопрос, он автоматом напрашивается. Ну, а хаттер дельче, сун лично, Светене Хабардович Мори, и даже Сулани, я не стал ему задавать этот вопрос, потому что я знаю, что и для тебя, короче, у него включится другой мусор в нем, понимаете? Так, конечно, все знают о Европе, о Афганистане, хотя Турция Хабардович Уарду, Абу Хамзасан, Хатар Далудацер. Но горша Турция, ночи, короче, гомич Харбубо, чтобы Ахон, короче, бери, западе, аж царах берешь хилла, я хотя бы не гомич хилли царя, хаттер, конечно, напрашивается, но когда ты задаешь это уже личный вопрос, касаемо его личной семьи, и человек уже сразу начинает обижаться. Масана хиддек дукус. Дек дук это. Человеческие святыни. Если человек, а тем более народ верит, например, в Аллаха, в Иисуса, в Яхве, нельзя оскорблять святыни. Это чудовищно, это настолько элементарно, давно известно человечеству. Нормальной части человечества, во всяком случае. Вот, и что ценных обордонез. Что, скорее всего, запись с ловицем, когда гождек дать за сон и самые ценных обордонез. Объясняет, как он там думает и так далее, там погоду не меняет. Главное, он рассказал, подтвердил, чего он говорил 2-3 года назад, хейт-чат, да? И он удивлялся, что я вот эти все моменты знаю, и он подтверждал вот это все. Так, Цундела и Хабардаци, Калда, Паринахан, Канадахазары, как все это началось. Начало 90-х годов, самый критический важный момент его ночи. И сметя. Кто вот на этой скрипке играл, да? Говорит, что Хабар, что Дудаев КГБ, ну, заслать не дался. Люди, которые поставили Дудаева, говорят, что он засланец. И вот и духи интересные. Ой, Шамортин Моуз, ну, тогда КГБ, получается, нами играло в темную эпоху. Да, и тебя в темную. Когда говорят про Шамиля, Мовина Шамил Басаев, короче, Шамил Басаев, на Милу Мансагар. Ну, тогда это, получается, КГБ мной играло в темную. Мосометя играет в нем темную, да. А где доказательства, что до сих пор КГБ или ФСБ, не знаю, какая-то там служба не играет в нем темную, да, вот, Маду и Хаттер. Почему-то Ендербиев нормально себя вел вот до выборов. После выборов, короче, что-то на попятную пошел. И момент нормальных Ецун, он был сам нормальным, короче, да, вот со все времена, до 97-го года он был нормальным. Почему-то именно Дудаев, он и Хахундуятыш, я нехший. Вот и момент, интересно. Это чисто личная обида, подожди, это первая лейс. Он сам же признается, что Шаш Эднышдацер, у нем были лидерские качества, хотели использовать его как слона, короче, там, на таран пускать, да, боевой слон за невеш Шенбуш, Дюч Моэйс.
Так, он уже Карвел, Арбок, Вардадин, короче, Муса, а Дюцук Шадерги, Слубянки Хабарду, Эльешек, Бог, Дюч, мой из Кремля Дюч, но Хабарду, Аник, постоянно ты видишь все через кремлевскую призму, Бог. Так, изметя, приводила цешин, разногласий, да, вот, и проблем. И до сих пор не может простить, вот, Элду Кадыш, Дуда, Сасахит, Туаши, Ахцомел, Хватинок, Жюль, Хош, и Джанок Шмой, Новчик, Хам Мою. А любой Хватит Чехарев Шмою тебя, Жюль, потому что это все было пропитано советским народом, советской властью. Это что, удачи. هذا الوجه حاول يبوش حلقي إنك مدوي صوتي خان غير دق ميو صوان صبير خلا تعمل وقتك شكاية ويشخلا غير يبوش خلا داش هذا الوجه إنك حاول يوش نيخ на целый швейч амуш да потом в итоге не кис на бочку уже не зазорно было это не чаха шуда. Вот поэтому оскорбление, глумление над синагогой, мечетью, христианскими храмами, если кто-то покушается, этих людей надо просто убивать. Натурально. Отлавливать и убивать просто. Действительно, да, модернич, тут без набац, без наш уже деменции, короче, да, скрегожи, да, сахатор, йо-йо, дящий, шагудицын, дислуши, путаться, дящий, моду уже возраст, отрицать, да, ишь моя, возраст мой. Так, ну, это нормально, опыт, интересно. Значит, хорошо питается, физкультура, гожи, может, гены, но дик держаться, дящему, это факт. На пляже гуляет, наверное, возле моря. Маса видео мою пляжа, я лил за дверь, что все закинул. Христианскими храмами, если кто-то покушается, этих людей надо просто убивать. Натурально. Отлавливать и убивать просто. Вот есть недостатки в каждой религии. Например, по мне, мусульманской особенно, исламской. Но критикуй недостатки. Но против Господа, когда ты прешь, и когда твой народ особенно, почти весь верит в Аллаха Всемогущего, а ты этого Аллаха поносишь, оскорбляешь. Всякими этими словами непотребными. Вот ты совершаешь преступление. Тебя по меньшей мере надо бы одеть в намордник и посадить в каталажку на вечные времена, на пожизненно. Вот, это недопустимо в человеческом обществе, поскольку мы слишком несовершенны до... Badis büyüslikhalı, zorzuk tavistsalali, zorzuk ekdalavel doşma Tesla havaçlı sort. Zorzuk, что надежды ремонт я обладал. Вот такого возмездия мы еще не дошли. Вот когда, если кто-то всерьез думает, что он, вот, борясь против Господа Бога, там, ну, исцеляет свой народ, например, это глубоко ошибочно. Вот эти люди пытаются насмерть лечить впрыскиванием чумы. Вот таким образом среди чеченцев появилась целая банда этих чумных бацилл. Вот, в лице Чеченской демократической партии, вот, так называемой, ну и нескольких других партий, движений. Из ныне сущих партий, общественно-политических движений я предпочтение все же отдаю Чеченской демократической партии. Вот, там у них и
все их декларации, программы, все, что они говорят, о чем спорят, все очень, очень даже здорово. И к тому же, я, похоже, ошибался, они не отрицают Бога. Они не безбожники, они все, многие из них молятся там, и так далее. Они отрицают, оказывается, вот эти вот бредни, бедуинские бредни, вот, которые неприемлемы для чеченского народа. Вот поэтому, чеченцы, нахчи, господа, если мы сейчас не защитим ислам, то весь чеченский народ через какое-то время превратится в атеистов. И к тому же Запад добьет нас, ну, как отъявленных негодяев потом. Почему Россия... Ты всегда призываешь к единству с русскими, они наши главные враги. Нет, ребята. Наши главные враги не русские. Наши главные враги внутри нас. Вот, внутри нас это главные враги. Поэтому, а то, что русские захватывали там, ну это, я уже говорил об этом, но приходится повторяться. То, что было между нами, между русскими и чеченцами, это историческая закономерность. Большие и сильные народы всегда поглощают малый народ. Такова мировая история, понимаете? Иначе не бывает. Французы уже насколько продвинулись они в области гуманитарной, философской там, и так далее, человеческой даже. И то французы долгое время имели колонии, захватывали, тоже убивали, проявляли жестокость к алжирцам, к марокканцам. То же самое англичане там расстреливали сипаев. В общем, это все делали, испанцы делали, даже малюсенькие бельгийцы делали, когда они были сильны. У них в Африке были огромные территории, бельгийская Конго там и так далее. Это закономерность историческая. Мы, чеченцы, оказались под колесами истории просто, понимаете? А сами русские, это великолепные люди, это добрые. Уж насколько их пытаются колесами истории просто, понимаете? А сами русские, это великолепные люди, это добрые. Уж насколько их пытаются фашизировать. Вот, они не фашизируются, понимаете? Среди русских можно жить вольготно. Главное, не делай им зла, и они будут тебе всегда добры. Вот я среди русских прожил полжизни. И жил там припеваючи, между прочим. Вот, ко мне русские относились с большим уважением, потому что я им, когда мог, помогал, там, когда я нуждался, они мне помогали. Человеческие отношения были нормальные. И сейчас тысячи, сотни тысяч чеченцев живут по всей России, живут припеваючи. Вот, поэтому, а судьба у нас одна. Ведь у нас общие враги, общие беды и у русских, и у чеченцев. Вот, и русских, и чеченцев угнетают одни и те же кровососы, понимаете? И от этих кровососов мы, чеченцы, например, можем избавиться только в плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, вот, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Вот. Поймите это. Там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Вот. Поймите это. Вот. Это надо понять и русским, и нам, чеченцам, и всем остальным. Нам
оставшееся время надо жить сквозь годы часть в мире, в союзе и вместе бороться за наше будущее. Вместе выжить. Мы или вместе выживем, или вместе сдохнем. Нас скоро тестируют, потом вакцинируют, потом чипизируют, как на ферме скот. Вот, и, в общем, ждет нас такая участь без русских. Поэтому нельзя русских ненавидеть, чеченцы. Я вас призываю кровно. Я знаю, что я говорю. Русских надо уважать, жалеть и быть вместе с ними. Это великолепный народ. Это, я вам скажу, без ложной, без всякого привлечения, это самый хороший народ. Я вам говорю, вот, их тут комар делает на меня покушение. Совершает, вернее, покушение. Как ни пытаются русских фашизировать, вот все эти столетия со времен Петра, вот русский народ не фашизируется. Вы понимаете, насколько у них запас добра велик вот в этом русском народе. Вот Гитлер смог за 6 лет фашизировать свой народ. Там были, конечно, объективные исторические условия там и так далее. Но эти же похлеще условия были и в России. Но, тем не менее, русские не фашизировались, а немцы фашизировались. Понимаете? Поэтому давайте этот вопрос закроем навсегда. Русские наши братья фашизировались. Понимаете? Поэтому давайте этот вопрос закроем навсегда. Русские наши братья, а немцы фашизировались. Понимаете? Поэтому давайте этот вопрос закроем навсегда. Русские наши братья.